встречает сабантуй. Пой песни, танцуй. Чак-чак, беляш, ищ, пищмак, купатия и баурсак. На сабантуе все вкусней, садись за стол, ты поскорей. А еще на сабантуе готовят самый большой чак-чак. Hey, harşala sabantuylu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyrem bit bu, bir eyde jırla. Harşala sabantuylu, harşala sabantuylu. Сабантуй. Made in Tatarstan. Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте». И сенмесес. Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». Мне традиционно бишбармак, цезарь с креветками и плов по-узбекски. Наше разнообразное меню включает в себя башкирскую, восточную и европейскую кухню. В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. А на нашей просторной веранде вы можете насладиться горячими блюдами прямо на свежем воздухе. Биг тамле. Яскиледа кита, дмершулаюта. Приходи, приходи в наш караоке-зал. Яскиледа кита, гмершулаюта. Рахимит, добро пожаловать в Башкортостан. У-ху! Вы посмотрите, в каком красивом месте мы находимся. И даже если там пробки, то у нас всегда здесь свобода и красота. Когда вы приглашаете гостей, о чем вы думаете в первую очередь? Правильно, о том, чем вы их будете кормить и вкусно ли им будет. Наши повара разработали специальное банкетное меню, которое любой ваш праздник жизни сделает незабываемым. Будь то свадьба, корпоратив или юбилей. Кстати, меня зовут Айраз Агриев, я все эти праздники веду. Muhabbetim
Хаумахыгыз, хөрмәтле дуслар. Здравствуйте, уважаемые зрители. На связи Башкортостан. Точнее, ресторан Башкортостан. И сегодня специально для вас, уважаемые зрители канала Сабантуй онлайн Москва, мы проведем мастер-класс по приготовлению башкирского и татарского блюд. И я хочу вам представить нашего шеф-повара ресторана Башкортостан Наим Жона. Салям алейкум, рахмана баракату. Здравствуй, дорогой. Ну что, рассказывай, что ты сегодня будешь готовить? Сегодня будем готовить башкирское бешбармак с кониной. С кониной? И? Второе у нас блюдо будет татарское блюдо с бараниной, с овощами. Поэтому, уважаемые друзья, если вы не знаете, не умеете готовить, и тем более не знаете, как я, что такое бишбармак, где-то слышали, то сейчас прям готовьте сразу. Прям доставайте свои блокноты, ручки, а лучше сразу доставайте ингредиенты, потому что все это специально для вас в прямом... Ой, все это специально для вас. Я хочу обратить внимание, что бишбармак готовится из конины, потому что, ну, во-первых, бишбармак – это башкирское национальное традиционное блюдо, правильно? Согласен, да. Как вы сами понимаете, оно переводится как 5 пальцев. 5 палец. 5 пальцев. А почему 5 пальцев? 5 палец называют, потому что надо есть его 5 пальцами бешбармак. То есть вот как-то вот так? Вот так 5 пальцами, да. Вот так берете бешбармак и есть его руками. Так, 5 пальцами. 5 пальцами. Не 10. А если 10, то это будет 2 бишбармак, понимаете? Давайте приступаем к работе. Давай. Я вам покажу сейчас. Достаем конину мясо. Я еще, знаешь, хотел спросить, Наим Жон, вот у башкирского народа в основном все из конины, правильно? Да, естественно. Конина они готовят... Чпочмаки они могут с кониной, с говядиной, с бараниной могут готовить. Вот. А можно ли бишбармак приготовить из какого-то другого мяса? Можно сделать из гуся, можно приготовить. Из гуся? Да, из гуся можно приготовить, вяленого, и также из свежего гуся можно приготовить. Но так как у нас сегодняшнего дня есть с кониной, можно с кониной приготовить. Ну, еще такой вопрос. Ну, конина, понятно, конина это и так само по себе, ну, скажем так, редкое мясо, да? То есть это не баранина, не говядина, тем более не курица. Ну, вот там нужно какую-то специальную часть брать? Или это вот прям как взял, например, с ноги, так и давай руби на бишбармак? Вот конина, что касается грудная часть, грудинку можно использовать, коптить его можно, копченым. Ага. Да, можно коптить. А задняя часть, именно оковалок задней части можно использовать для бешбармака с кониной. Но именно часть, где мякоть. Вот. Запишите себе, что та часть, которая самая мягкая, ее желательно использовать для бишбармака. Так, я нарезал произвольные куски мяса, сейчас будем варить. Ставим на варку. То есть это надо варить, не жарить, правильно? Нет, просто варить. я сразу скажу откровенно, я Нужно варить его. ни разу не ел и ни разу не видел, как это выглядит вообще. Закидываем конину. Так, закидываем конину, Заправляем солью. заправляем солью. А вы записывайте, дорогие зрители. О, она сразу меняет какой-то цвет, да, получается? Добавим лук репчатый. Угу. Разрезаем кольца. Кольцами, не мелкий лук. Нет, кольцами. А почему именно кольцами? То есть крупный нужно? Да, крупно, чтобы для насыщенный бульон для нас должно быть прозрачный насыщенный бульон. Ага, Вот, так. закрываем на 2 часа. На 2 часа? На 2 часа, да. На 2 часа. Так. Теперь приступаем к тесту бешбармака. Сейчас будем готовить тесто. Наим Жон, перед тем, как мы пойдем к тесту, можно вот сейчас для людей, которые так же, как я, сидят и не представляют даже, что такое, как это, из чего вообще состоит бешбармак? Мясо это мы поняли, конина, еще что там? Бешбармак состоит из самой теста, из конины, из бульона, где мы подаем бульон. То есть это как супчик, что ли, получается? Запивать надо бульоном или как? Надо варить отдельно самой бешбармак, а бульон подаем отдельно к нему. Ага. Катык к нему же подается. Как? Катык. Катык. Катык, да. Слушайте, это, я думаю, что будет очень интересно, очень вкусно. Я не знаю, как вы, но у меня уже вот я чувствую, что вот здесь вот слюноотделение повышается. И подаем по нему как комплименты и курт подаем. Курт. Курт, да, то есть получается? Да, курт, башкирский курт.
Ну, это который в губадью туда вот, да? Губадью добавляют, да, это Только башкирская. здесь он какой-то светлый, это получается, а там коричневый. Ва! Оказывается, и хорт бывает тоже разного цвета. Вот не знали, а теперь, благодаря нашему каналу, вы в курсе. А я напоминаю, что мы только что закинули конину для того, чтобы она поварилась. Это 2 часа займет, наверное, да? 2 часа. И чтобы не терять время, мы продолжаем. Сейчас у нас тесто. Ну что, приступаем к тесту готовить? Давай. Бешбармак. Тесто для бишбармак. Интересно, из чего же делает тесто шеф-повар ресторана «Башкортостан»? Что туда входит? Туда входит. Берем муку пшеничную. Пшеничная. Пшеничную. Просвеживаем. Это чтобы жучков не было всяких, Да, да? чтобы не было, чтобы Сейчас она, она обогащается именно кислородом, а тесто получается самое вкусное, самое нежное. Поэтому надо просвеживать через сито. Ну да. И жучки там об ситечко бьются и говорят: пустите нас, пустите. Нет. У нас должно быть все чисто, без всяких примесей. Так. А скажи, пожалуйста, вот я просто соотношение не могу понять. Вот если мы, например, взяли такую большую кастрюлю, туда закинули мясо, то сколько мы должны теста? То есть заранее надо как-то высчитать в голове? Ну, конечно. Если у нас на 2 порции, я примерно приготовлю на 4 порции. Ну, на 2 порции готовить невозможно, надо делать 4 или 5 порций. Примерно. На полкилограмма муки добавляем туда 6 яиц. 6 яиц. Тоже башкирских, между прочим. Я хочу сказать, уважаемые телезрители, уважаемые наши зрители, вы не обращайте внимания на то, что там какой-то шум. У нас, можно сказать, это все прям происходит, не можно сказать, а происходит на кухне, на рабочей кухне. Это не специальная какая-то студия. Вот здесь вот тоже талантливые шеф-повара делают свои шедевры для посетителей, которые сидят там уже слюнками уже обтекаются и ждут, когда же им подадут это блюдо. А мы здесь готовим для вас. Еще раз говорю, что это у нас мастер-класс. Вы можете прям сразу на кухне это все повторять, сразу же все выполнять. А можете записывать и потом уже, когда будет повод, все это приготовить. Рахатлянып тамлейтерап. 6 яиц. На полкилограмма, что ли, муки? На полкилограмма муки, Так, а еще что-то добавляешь туда или все этого достаточно? да. Соль и все, больше ничего не надо. Как вообще, как ты делаешь, чтобы вообще не пересолить? То есть вот прям посолил и потом пробуешь это тесто или как? Смотрите, если досаливаю, значит я бульон не досаливаю, если соли много. Понял. Я буду его варить, и там же соль буду пробовать. Если соли мало, добавляю соль прямо в бульон. Ну, судя по всему, не хватило, да? Дальше добавим, чтобы она не была очень мягкая. Чтобы не был мягким, да? Мягким, чтобы не было. Потому что если будет мягким, то вы будете просто дырявить, получается, да? То есть оно будет... Мягко не пойдет. Мы продолжаем, и посмотрите, как во что превратилось наше тесто. Изначально оно было это просто вот что-то непонятное, а сейчас это прям жесткая жвачка. Да, так и должно быть. Что делаем дальше? Оставим на полчаса, пускай стоит, потом уже... А оно не будет раскатывать. набухать? Нет, без дрожжей здесь нету. Раскатываем. Будем резать на квадратики для бешбармак. Квадратики. Вы вот обратите внимание на то, что именно квадратиками. Почему именно квадратиками тесто резать нужно? Ну, это национальное башкирское блюдо, надо резать квадратиками. Я думал, ты скажешь, национальный башкирский узор квадратик. Понятно. Так. Мы оставляем на полчаса. На полчаса его. Давай посмотрим, что у нас с мясом-то там происходит вообще. Пока у нас тесто готовится, странно звучит, да? Тесто готовится вообще. Мы смотрим, что у нас с мясом. О, какой аромат, дорогие наши зрители. Можешь понюхать его, она очень... Можно буду нюхать это все в течение эфира вообще? Пожалуйста. Это очень вкусно. Все, оставим, сейчас будем резать. Я хочу сказать, что мы 2 часа готовили мясо. 2 часа, правильно? Да, даже больше. Даже больше. Что мы делаем следующим? Следующее у нас будем готовить, пока у нас тесто стоит. Переходим к следующему. Баранина по-татарски. Тухтали.
По-татарски это означает «подожди». То есть, получается, бишбармак приготовить это так просто. Это закинул конину на 2 часа, что-то перемешал там тесто, положил на полчаса, а потом квадратики нарезал. Мне? Тебе готово? Да, конечно. О-хо! Все очень легко, очень просто. Тогда мы приступаем уже к следующему нашему блюду, которое называется баранина по-татарски. Правильно? Да, согласен. Тамле была хазар, тамле. Здесь я хочу обратить внимание, мы уже берем другое мясо. Ну, конечно же, баранина по-татарски. А почему, вот смотри, вот башкиры – конина, татары – баранина. Это вот у каждого народа свой вкус какой-то, да? Вкус, предпочтение. Да. Предпочтение свой, как бы. В Башкирии есть конина, в Казане как раз баранина. Ну, давай, поэтапно. Давайте приступаем к работе. Я вам покажу. Сейчас сперва возьмем баранину, самую мякоть, заднюю часть. Передок не пойдет. Это, голень баранина. Голень это получается Да, вот здесь. Вот здесь, выше голени. Вот, понятно. Так, режем произвольно. Ну, так же, как конину, что ли, да? Как конина, да. Не будем мелко нарезать. А еще смотри, если у нас баранина по-татарски будет в горшочках, то есть мы уже рассчитываем, что мы будем помещать это в какой-то сосуд, да? А вот если бишбармак, это получается, оно вне какого-то этого, скажем, вне какой-то посуды, что ли, получается, да? Есть у нас специальная посуда, есть. это специально. Я вам покажу. Хорошо, хорошо. Продолжим? Давай. Я вам дальше покажу. Так, нарезаем произвольно. Ну, я смотрю, ты здесь мельче режешь, чем конину-то в тот раз. Конину там было такие кусочки, ну, да? там уже будем конину резать, когда будем перед подачей. Порежем конину, я вам показывал, буду показать. Ставим сюда. Баранину мякоть. Возьмем. Наимшон, скажи, пожалуйста, а косточки нельзя брать? То есть мясо с костью для этих горшочков? Ну, в кости тут Не войдет она, не да? войдет, во-первых. Во-вторых, Это шурпа, для шурпы, да, кости? для шурпы, да. Надо его варить дольше, поэтому у нас будем готовить в горшке. Но должна быть мякоть. Вот. Берем лук репчатый. Давай я покажу. Берем репчатый лук, вы посмотрите, как это делает профессиональный шеф-повар. О, видите? Вот. Нарезаем соломкой. Не пытайтесь повторить это в самостоятельных условиях дома, если вы не шеф-повар и не жена шеф-повара. Я всегда вот думал, как это так они делают? Они же... Так, берем болгарский перец. 3 вида. Желтый, красный и зеленый. Желтый, красный и зеленый. Так. А чем у них? У них разные вкусы. Вот это я знаю, это Red Hot Chili Peppers, Ну, да? она такая? послаще идет. Красный послаще идет. Желтый чуть-чуть. Острее? А вот это острее. острый вообще? Ну, это слегка острое. Сперва кладем на дно горшочка баранину. Это важно? Вот это важно. На дно кладем в дно начале мясо. Ставим баранину. Закидываем лук. Потом лук. Как говорят на свадьбе, чтобы не было разлук. Так. Режем болгарский перец. 3 вида. А что вообще входит в это блюдо? То есть только мясо, лук и перец? Входит у нас сельдерей, помидоры, лук, все овощи. А баранга, картошка? Тоже входит картошка. Сейчас попробуем. Хорошо. Вы посмотрите, это даже смотреть уже вот прям красиво. И вот когда ты даже смотришь, как Наимжон готовит уже это блюдо, уже слюнки начинают течь. Это уже даже эстетично так, это уже аппетитно. Не буду смотреть. Нет, не буду смотреть, буду сдерживать себя. Так, дальше у нас кладем лук репчатый. Овощи режем квадратики. Слушай, брат, давай мне тоже что-нибудь, я тоже буду тебе помогать, а то я стою здесь как этот. Понятно, что я как Хорошо. комментатор. Я буду тебе Давайте, самое тогда простое. Помидоры. Я могу помидоры есть. Пожалуйста, да, помидоры есть. Давайте, Ара. Так, вот, вы посмотрите, на веточке, а? И сейчас, уважаемые зрители, для того, чтобы, знаете, можно сказать, вашими глазами смотреть на все это, я тоже решил взять нож и помогать нашему
шеф-повару. Давай, командой что делать? Что, Рад, можешь пополам разрезать помидоры черри. Я пока второй буду заправлять. Разрезаем маленькие помидоры черри на половинки. Мало половин, мало половин. Прям так хочется спеть, потому что хочется, чтобы этих помидорок здесь было много. Потому что это сладенькие помидорчики. Они... Ну да ладно. Так, мы заправляем уже второй горшочек. Шулайма? Так. А я напоминаю, что в первую очередь нужно положить мясо, чтобы на дно первым легло мясо. Наверняка среди вас сейчас есть те, кто говорит: ага, а ведущий-то без перчаток. Ну что ж вы думаете-то, я уж прям вот так вот прям возьму грязными руками. Я много-много раз, я однажды играл, знаете, в кино я играл хирурга, а они, оказывается, знаете, как руки дезинфицируют? Бетонжир, да, везде. Вот я взял вот этот спирт, вот это вот дезинфицирующее средство и все хорошенько обработал. Поэтому можете не переживать, конина и вот бишбарма и баранин по-татарски, оно будет приготовлено чистыми руками. Да и потом, не вы же будете это есть, а мы. Ладно, продолжаем. Даже не сомневаюсь, конечно. Давайте возьму картошку. Так. Отрезаем на... Тоже на половинке. Тоже на 4 части. А, на 4 даже. 4. Заправляем. Прошу заметить, Наимжон сюда кладет не маленькими кусочками картофель, а вот прям взял картофелину, поделил на 2 половинки и потом еще на 4. Вот, посмотрите, чтобы еще раз вам было видно. Отлично. Так. Черри готово. Так, заправляем болгарским перцем, сельдерея. Но, как я понял, все перемешку должно быть, Да, да? всё Чтобы перемешано. там все перемешалось, такие вот они, чтобы каждый поделился своим вкусом. Конечно. А когда черри? Черри когда? Черри в конце. Так, Арат, можешь заправлять черри, Так, пожалуйста. я хорошо. разрешаю. Так, то есть я могу вот любые Конечно, все конечно. дырки затыкать черри. Я напоминаю, как здесь все происходит. В первую очередь вы кладете на дно этого горшочка мясо. Потом вы кладете лук. Видите, лук. Потом вы кладете перец. Причем перец разный, красный, желтый и зеленый. И уж в завершении, конечно же, вы кладете, извините, помидорки. О? Вот, отлично, Арат. Сейчас будем заправлять соль, перец. Вот смотрите, по поводу соли и перца. Есть люди, которые всегда говорят: я пересолила, я переперчил. Не буду говорить про кого. Смотрите, лучше брать руками и чуть-чуть заправить солью. Буквально чуть-чуть, много не нужно. Лучше потом досолить, когда уже Потом, будет готово. Да, в конце будем досолим. Потому что это, это же не бульон, который можно попробовать, правильно? Да, Здесь же конечно, взял и конечно. все. Всё, добавляем туда перец розовый, Ого, горошек. ого. Опять-таки тоже немного, да? Да, немного. Буквально штук 4-5, немного. Ну, Просто чтобы оно не было остренькое. Смотри, шеф, я что-то заметил, здесь слишком много перца. Здесь перец, здесь перец, здесь перец. Перец она у нас сладкая идет у нас, правильно? Ага. А острого у нас нету. А, Добавляем изюминка 4-5 штуки. 4-5 штук. 5 штук. Заливаем водой. А, так здесь вода еще должна быть. Это как бульон будет, что ли? Как бульон, конечно. М-м-м. До конца? Не до конца. Не до конца. То есть не до Больше краев. половины. Смотри, а если бы мы вначале воду налили, а потом все сложили, вода вылилась, получается, Конечно. вышла Для бы из чего- берегов. Для чего, да, ставили сперва мясо. У нас снизу у нас начинает кипеть, поэтому у нас идет снизу мясо. Лук, потом овощи, картошка, потом овощи в конце. Ну подожди, мы же плотно сложили мясо, вода-то сейчас зайдет туда, нет? Зайдет. 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 Слушайте, это вообще гениально, это же, ну это просто. Что у нас Ну что, дальше? Рад, поставим этот тандыр. На Подожди, полчаса. подожди, а у кого дома нет тандыра, куда ставить? Ну, в принципе, можно ставить в печи его, любая печь. Газовая печь можно ставить. Духовка. Духовку можно ставить. Ну, то если есть тандыр, лучше в тандыр ставить его, потому что в тандыре она другой вкус. Если в вашей квартире есть тандыр, то, пожалуйста, воспользуйтесь им. Если же у вас просто духовка, то поставьте духовку на сколько градусов? 180 градусов на 40 минут.
180 градусов на 40 40 минут. А у нас есть тандыр, поэтому мы отправляемся туда. Ну что, закрываем крышку тандыра, оставим на 40 минут. Слушайте, ну здесь атмосфера накаляется не только от тандыра, но и от того, что мы здесь готовим. И, брат, так мы же забыли про наш бишбармак совсем вообще. Давайте приступаем тогда к бешбармаку. А то мы увлеклись этой бараниной по-татарски. А как же наше башкирское блюдо? Все, давайте приступаем к бешбармаку. Мясо у нас приготовилось. Заметьте, как проверяет готовность мяса шеф-повар. Он просто берет пальцем, вот так вот тыкает и все. Как ты понимаешь, что мясо готово? Ну, подходим на пробуем мясо, она же мягкая. А, ты на мягкость, точно. Мягкость. Точно. Должен его чувствовать. Да. Ощущать само мясо на готовность. Ну, это шеф-поварские фишки. Ну что, будешь рассказывать или сам делать? Или Ты давай покажи, а я буду повторять. все хорошо? То есть мы отламываем маленький кусочек. Мы отламываем небольшой кусочек от общей массы. Так, сейчас будем раскатывать. Нужно его сделать тоненьким, Очень тоненький. очень притоненьким, очень. Это вот как для лапши, для тохмач, для супа, да, получается? Да, такой? ну как лапши делаем тоненький, а толстый очень не пойдет, потому что толстая она долго варится, но его есть неудобно. Если она тоненькая, она быстро варится, поэтому должно быть тоненькая. Не знаю, как у вас, уважаемые зрители, но у меня уже в животе все начинает бурлить. Я уже жду не дождусь, когда мы достанем вот это и достанем вот это. Вы, наверное, не видите, но вот здесь вот я, вот находясь на этом месте, вижу, до какой степени ты, Наим Джон, довел это тесто. Оно же просто исхудало уже. Его же насквозь уже видно. Так и должно быть для бешбармака. Так Ну что, и должно приступаем? быть. Давай. Порежем квадратик. Давай. Квадратики. Вы посмотрите, вначале длинные полосочки. Ширина какая-то тоже на глаз, то есть, да? Там 3-4 сантиметра. Если я правильно предполагаю, то там туда мы будем класть мясо, да? Да. Так. Мы нарезаем квадратики для бишбармака. Тоненький слой. Это неизвестный шоколадка, где толстый слой шоколада. А здесь все должно быть тоненько, изящно. Что, давай тогда мясо я достаю тогда. Давай я тебе буду помогать. Хорошо. Говори, что делать? Крышку снимай, пожалуйста. Но это я, дорогая, ты будешь гордиться мною. Смотри, как я изящно снимаю крышку с этой кастрюли. Встаем конину. Свежесваренную конину. А бульон как потом можно использовать? Или он тоже входит в бишбармак? Тоже какой бешбармак. Так, мясо достаем. Сюда, в принципе, можно будет лапшу варить здесь. Она очень вкусно будет. Отдельно не будем варить. Ага. Мы будем варить бульон. А, понял. Ну, конечно, зачем нам лишний раз? Так, можешь закрыть его, Араб. Всё. Закипите, уже закидываем лапшу. Спасибо. Ты возьмешь меня к себе в помощники? Запросто возьму. Ну давай, Араб, закидываем лапшу тогда. Можешь крышку снимать? Так, сейчас мы вот эту лапшу будем закидывать туда? Конечно. Ого! Итак, но бульон должен быть уже кипящим, да? Кипящий бульон, да. Закидываем лапшу. Бисмилляхи рахмани рахим. Так. Вот. Ну, очень интересно. Я вот видел, как варится лапша тоненькая просто. Здесь прям... Так она уже всплыла, брат. Сейчас
Буквально 2 минуты, и все уже будет снимать. У! Вообще какой-то быстрый... А, нет, какое быстрое блюдо. 2 часа у нас, даже больше конина варилось, да. Так, а ты можешь закрывать на 2 минуты. Хорошо. 2 минуты. Мы продолжаем, и посмотрите, у нас уже готова лапша. 2 минуты и каминут. И у нас конин уже. Давай. Крышка откроется. Конечно, это очень важно. Мне кажется, я, наверное, самую важную роль выполняю здесь сейчас, в этом приготовлении. Открывать крышку и закрывать. Это мое. А я напоминаю, что у нас здесь все происходит прямо на кухне ресторана Башкортостан, поэтому ничего страшного, не обращайте внимания, что у нас здесь ходят другие повара, потому что процесс-то идет, работа идет, посетителей много, слава богу, все хотят вкусно поесть, особенно мы, кто готовит бишбарма и баранину по-татарски. А слушай, а если переварить, то что будет? Она развалится? Да, развалится, лучше не переварить. Понял, хорошо. Буквально 3 минуты надо снимать. Закрываем? Да, закрывайте все. Приступаем к следующему этапу. Следующий этап – это у нас нарезание мяса. Конина вообще жесткое мясо? Она жесткая, надо, чтобы его варить буквально до готовности. Может займет 2 часа, может займет 3 часа. Поэтому... Ух ты! Слушай, ну а баранину разве тоже так долго надо варить? Баранину, Да, говядину? баранину где-то около часа. Вот. Ага, От 40 до часу. понятно. Опять-таки, наверное, нужно знать, какую часть коня, скажем так, брать, да? Для Отсюда бишбармак. для бишбармак, да. Ставим. Так, можно я это сниму на свой телефон? Чтобы это вошло в историю. Я прям так и выложу пост, как я научился готовить бишбармак. Вот. Напоминаю, что это конина, это лапша. Конину мы варили 2 с чем-то часа, лапшу мы варили 2 минуты. Мягкая часть конины. Как это красиво выглядит, а? Угу! И это что, ты хочешь сказать то, что все готово? Еще нет. Я уж подумал, то, что все. Самое быстрое блюдо. Лук, давай я. Ты же знаешь, я умею очень хорошо резать. Видишь, давай. Давай. Я буду учиться, как ты это делаешь. Нет, бери, это твой шеф-поварский. Надо резать очень тоненько. Очень тоненько. Покажи, пожалуйста. Так, давай вдвоем. Давай. Нарезаем очень тоненько лук. Слушай, ну это же, как, это сырой лук. Мы что, сейчас будем сырой лук на уже сваренное, вареное мясо и лапшу класть, что ли, получается? Так удается. О, Все, отлично. Давай, я буду ставить прямо в середину лук. о. И он сейчас, получается, весь сок отдает вниз, да? Да, здесь сок отдает как бы мясо и лапшу. Заправляем лук зеленым. Зеленым лучком. Добавим крут. Ставим с краю. Ну это же, наверное, для красоты. Ты же это не будешь есть или едят люди? Едят, конечно. Вот. Я, Всё, допустим, проверим. я буду пробовать лапшу мясо. В конце буду есть крут. Скажи, пожалуйста, ты говорил, что это блюдо нужно есть 5 пальцами. Как это 5 пальцами тогда? Если это можно просто... Ну, понятно, что ты можешь взять мясо 5 пальцами и так далее. Или как это вообще? Вот, 5 пальцами. Возьмем лапшу, возьмем мясо, Мясо, возьмем лук лук. и вот 5 палец. А, вот. А, это получается вот так вот Пять схватил. палец. Схватил и все, и пошло. Пошло. Так я люблю. Когда там не нужно ни нарезать, ни ложек не нужно, ни Так, к вилок. нему я предлагаю Сметана. катык. 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 Будешь пробовать, Арат? Ну, конечно, буду. А прям сейчас уже можно, что ли? Сейчас можно пробовать. Будете пробовать, уважаемые зрители, а? Вот то, что вы приготовили, вы попробуйте. А мы будем пробовать то, что было приготовлено. Руками или... Ну, руки чистые у меня. Чистые? Уж если бишбармак, В значит... принципе, можешь руками пробовать. Прямо вот так
брать лапшу с мясом и макать прямо на катык. Так. Беру, закидываю чуть-чуть лучочка, да? Лучочка. Прямо вот так втыкаю. Да. Втыкаю, макаю. Это катык, а не сметана. Смеляю. Ребят, выключайте камеру, я все буду есть. Big time. Это очень вкусно. Я понимаю, что, может быть, кто-то сейчас на нас злится, то что, типа, что вы нам травите душу, мы тоже хотим. Мы сейчас вам подробно все рассказали. Что, как, где, куда готовится. У нас еще там баранина, между прочим, томится. Такая томленая баранина. Так что, то ли еще будет. А это просто вкусно, просто вкуснотень. Стоп, надо запивать бульоном в конце. Я не хочу запивать, я хочу, да, поесть. Он После горячий? бешбармака надо запивать бульоном обязательно. То есть это получается... если ты будешь без бульона, будет как сухомятка. Да, сухомятку. Поэтому, когда будет пальцем, когда будет есть, в конце надо запивать бульоном обязательно. Откуда вообще пришло это блюдо? То есть это вот какое-то... Оно, с одной стороны, такое сложное, а с другой стороны, оно такое простое. Национальная кухня Башкирии. Ну да. Ну что, я чувствую, что вы там уже брызжете слюной. Потому что я-то уже не брызжу, я уже поел, рахатляна. Но у нас еще есть блюдо по-татарски, баранина по-татарски. И она сейчас там, в тандыре. В общем, тандыре. Команды, брат. Все это у нас там томилось 40 минут, правильно? Правильно, 40 минут. Напоминаю, как мы это готовили. Внизу у нас было мясо. В первую очередь мы клали вниз мясо на самое дно. Потом лучок. Лучок. Потом у нас был перец. Потом у нас были черри. Потом у нас было опять черри. И все это поливалось водой. Что из этого получилось, мы увидим сейчас с вами сами. Я в ожидании. Я в предвкушении. Ну давай, брат. Я готовлю свои ноздри, чтобы вдохнуть этот аромат. И... Давай вторую тоже откроем. Давай. И все это в наш Сабантуй. И все это специально для зрителей канала Сабантуй онлайн Москва. Ну что, пробовать будешь? Сейчас остынет немножко. Надо горячего. Или прям можно горячим. Да, Обжигаюсь, да? Gündüz göz aldığımda Dönüle düşlerimde Aşkın adırsın bizlere. О, это бульон еще какой. А сам, как там мясо, как там перец, это... Слушай, скажи, пожалуйста, женат? Женат. Ты, наверное, жену балуешь каждый раз вот этими вот блюдами, да? Нет, я дома не готовлю. в принципе. Он дома не готовит. Он готовит только специально для вас, посетители, дорогие наши посетители ресторана Башкортостан. Кстати говоря, брат, я хотел, знаешь, что сказать. Наим и его команда в Коломенском на каждой Сабантуй готовят плов, правильно? Да, такие есть, готовим. То есть вы прям приезжаете в поле и вперед. Мы приезжаем туда, организуем плов на 1500 человек. Скажи, а вот такие блюда можно приготовить на природе? Или это сложно? Запросто, почему нет? На костре можно приготовить, кстати. Ну, конечно, если мы в онлайн уже готовим это все, тем более уж на костре это На костре запросто. вообще ничего не стоит. А я хочу напомнить тем, кто подключился к нашему каналу только что. Сегодня мы готовили башкирское блюдо, которое называется бишбармак. Я лично для себя открыл его сегодня как блюдо
одновременно и сложное, и простое, да? Сложное в том плане, что нужно варить 2 часа все должно было быть изготовлено из конины и так далее. А простое то, что это действительно съедается очень быстро и очень вкусно. То есть там не надо париться, не нужны вилки. Биш-бармак, 5 пальцами это нужно есть. И вот это баранина по-татарски. Как оно выглядит, вы видели сами. Как оно на вкус, мы узнаем чуть позже сами. На этом, наверное, мы хотим поздравить всех вас, уважаемые наши зрители, с праздником, который называется Сабантуй. Но вначале я хочу предоставить слово нашему шеф-повару. Давай. Поздравляю с праздником Сабантуй. Побольше вкусных блюд на вашем столе. И счастья. Счастья вам и всем вкусной, привкусной, полезной еды и жизни вам. Вкусной, красивой, счастливой, да? А мы хотим пожелать вам всего самого-самого хорошего. Вы, несмотря на то, что в стране, да вообще в мире сейчас такая ситуация и нет сабантуев, но специально для вас, дорогие зрители, Сабантуй онлайн Москва, мы делаем этот байрам, чтобы все-таки не отходить от традиций. И Алла Берса мы уж с вами на следующий год, я надеюсь, увидимся вживую, на поле где-нибудь, вместе с Наимом, будем вместе готовить, пробовать, дегустировать и говорить «бик тамле». Будьте счастливы и сан сау болыңыз, и добро пожаловать в национальный ресторан Башкортостан. Хау болыңыз и сан сау болыңыз. До свидания. Рахман, спасибо. Сабантуй онлайн Москва. Доброго времени суток, друзья! Ресторан Башкортостан поздравляет вас с замечательным традиционным праздником Сабантуй и желает вам всем здоровья, счастья и побольше вкусной еды, особенно в нашем ресторане. Еще раз с праздником! Мы ждем вас у себя всегда. Салям Казань. Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. В Голема на Поташах Бланка Панини. Аромат космический. Сувлаки, фрегала, бризоль, шакароп, чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Исамысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. Добрый день, друзья! С вами Алсу, моя старшая дочь Софина и младшая дочь Микела. Приветствуем Московский Сабантуй 2020, посвященный 75-летию Великой Победы. И, конечно же, мы поздравляем Татарстан со 100-летием. В этом году Сабантуй проходит немножечко в необычном формате.
Мы будем праздновать онлайн, как сегодня модно. И хотим сегодня с девочками приготовить для вас пару очень любимых и известных татарских блюд. С Афиной мы будем готовить супчик, лапша домашняя, называется токмаш. А с Микелой будем готовить треугольные пирожки с картошкой и с мясом. Называются они пиш-пишмаки. Поехали! Итак, мы с Афиной начнем с домашней куриной лапшички. Что нам нужно? У нас куриное мясо и 1 луковица. Это для нашего бульона. У нас примерно 2 литра водички. Чуть меньше, может быть. Вот. И мы просто кладем мяско, водичку и 1 луковица. Целая, не нужно ее нарезать, мы ее потом выбросим. Все. Добавляем немножечко соли. Все. И это все будет у нас вариться примерно 1 час. Итак, пока наш бульончик варится, мы начнем делать тесто для лапши. Так, София, давай, бери муку. У нас здесь примерно 100-120 грамм муки. Так, делай такую луночку в серединке и разбивай туда в центр яйцо. Ложкой начинай замешивать. Можно щепотку соли туда добавить и мешать. Теперь мы немножко высыпаем муку на стол. Затем давай продолжай месить, чтобы тесто было однородное. Обязательно снимайте пенку во время того, как супчик наш варится. Она нам абсолютно не нужна. Все вредное убираем. Вот такое тесто. Оно не прилипает к рукам. Оно мягкое, но плотное. И сейчас мы начнем его раскатывать. Прям вот тонко и очень аккуратненько. Мы не отрезаем пальцы. Вот так вот ее разбрасываем в тарелку, чтобы она не слиплась. Вот так вот выглядит наша лапшичка. Мы ее просто отставляем и даем ей немножко подсохнуть. Итак, пока наш супчик варится, мы с Микелой сделаем наши волшебные треугольнички, пиш-пишмаки. Вот что нам нужно для теста. Примерно 200 грамм сметаны, 2 яйца, примерно 300 грамм муки, 100 грамм сливочного масла и соль на вкус. Насыпаем муку. Так. Яйца сама разобьешь? Да. Оба? Да. Давай масло. У нас уже мы его растопили в микроволновке сливочной. Туда. И сметанку тоже выливай туда. И начинаем все это замешивать. Видите, тесто получилось немножко жидкое, потому что, иногда это зависит от размера яиц. То есть всегда у нас должна быть еще мука,
чтобы можно было добавлять. Уже видишь, какое красивое, мягкое. Я думаю, что можно уже перейти на стол. Вот так вот посыпаем муку. И тесто наше нести здесь вот так прям двумя руками. Оставим наше тесто отдохнуть. Я, наверное, все-таки положу тесто минут на 15 в холодильник, потому что оно очень мягкое, просто будет тяжело нам лепить из него. Приступим к нашей начинке. У нас примерно полкило картошки, грамм 700-800 мяса. Обычно используется говядина, но я люблю больше пирожки с курицей, поэтому мы будем использовать куриное мясо. И 2 луковицы. Не бойтесь лука, он придаст сочности. Мелкими-мелкими кубиками картошку. Нарезаем тоже на маленькие кусочки нашу курочку. Приступаем к самому приятному. Лучок. Ты будешь резать или плакать? Теперь Микела. Сейчас надо это все перемешать. Я добавляю пол чайной ложки соли и немножко перца. Немного. И теперь я это все буду перемешивать. Итак, прошел примерно час. Смотрим, что там с нашей курочкой. Так, курочку вынимаю из бульона. И теперь мы должны сварить с вами картошечку в бульоне. Ждем. Наша картошечка готова. Мы ее тоже выкладываем, убираем из бульона. Наконец-то приступаем к нашим пирожкам. Присыпь его немножко мукой. Не бойся, прям смело, чтобы оно не липло к рукам. Муки побольше сюда на стол. Сделай из него такую сосиску беленькую. У нас будет много треугольничков. Сейчас мы на равные части должны разделить, наверное, где-то вот такими. Делаем таких шариков. Смотри, вот так максимально делаем из них кружочек. И аккуратненько раскатывай равномерно, чтобы был круг. Так, бери начинку, 1 полную ложку, клади в центр. Еще, наверное. Так, отлично. С 2 сторон. И
защипываешь. Теперь берешь с этой стороны. Вот так. И защипываешь. И получается вот такой вот треугольничек. Центр оставляем открытый, чтобы наша начиночка там дышала. Можно сделать такой небольшой узорчик по швам. Вот так. Сейчас я тебе покажу. Симпатичненько будет. И крепче будет склеен. Вот такой у нас треугольничек. Мы его кладем в нашу плоту. Так, следующий давай сама. Так. Потом просто сильно тонко не делай, потому что тесто порвется. Его не надо сильно тонким, да? Это не как для лапши, а потолще. Вот так. И просто делай максимально ровный круг. Вот такой. Примерно лишь 15 сантиметров в диаметре. Так, клади центр начинки. Я думаю, еще полложки. Так, и теперь попробуй склеить. Так, давай еще раз показываю, как делать узор. Смотри, с каждую последующую просто вот так защипываешь, защипываешь, защипываешь и защипываешь. Видишь, какая красивенькая получилась? И вот так потом поправляешь, чтобы получился четкий треугольник красивенький. Вот так. Хорошо? Вот, отлично. Почти готовы к отправке в духовку наши пирожки. Надо их просто смазать желточком, чтобы они были красивенькие, блестящие и аппетитные. Так, прям аккуратненько смазываю каждый пирожочек. Духовка 180 градусов, примерно 30-40 минут. Минут за 10 до того, как пирожки будут готовы, можно вытащить их и залить в них, вот в эти дырочки наши, бульончик. Они будут еще более сочные. Так, прошло 40 минут. Мы вытаскиваем наши ичпочмаки из духовки. В кипящий бульон мы добавляем нашу лапшу и варим буквально 2-3 минуты. Наша лапшичка готова. Мы начинаем сервировать. Вот я положу лапшичку. Она получилась такая крупная, больше похожа на итальянские ньокки, но зато с любовью от души и на вкус очень даже. Так, Софинчик, давай зелень. Зелень, вот наша картошечка, наша курочка рядом. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Сабантуй объединяет!
Приветствуем сегодня всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года и дарим каждому гостю скидку 10% до конца августа 2020 года на все услуги Никах-центра по промокоду Сабантуй. Никах-центр – это уникальное пространство, где любая пара может получить качественное сопровождение и консультацию по вопросам организации самого главного торжества их жизни. Поэтому, если вы задумались о создании семьи или у вас намечается праздничное торжество и вам нужен роскошный наряд, то мы приглашаем вас в наш Никах-центр. Всем привет, дорогие друзья! Баргызгада салям! Меня зовут Руслан, я являюсь учредителем компании Tubetay, татарской халяль-сети быстрого питания. Сегодня мы хотим поздравить вас с чудесным праздником Сабантуй. Этот праздник по праву является самым любимым и долгожданным для всех татарских народов. Пусть Сабантуй, как и прежде, будет символом нашего единства, веры и принесет счастье в каждый дом. С праздником Сабантуй, дорогие друзья! Шын көңілден сізні Сабантуй байрамы белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез. Как многие из вас знают, Tubetay – это современный вкусный бренд татар. Поэтому сегодня наш шеф-повар Фанис приготовит для вас такие вкусные блюда, как фирменный костебургер и костебургер с творогом, бананом и карамелью. Уверен, что вам понравится. Сэмсис, меня зовут Фанис. Сегодня мы с вами будем готовить наш фирменный костебургер с говяжьей котлетой, а также наш десертный костебургер с творогом, бананом и карамелью. Вдохновляясь татарской культурой, мы решили сделать традиционные костебы более современным. Используя простые и доступные продукты, мы создали совершенно новое блюдо, не забывая о корнях татарской культуры. На сегодняшний день в нашем меню более 20 разновидностей костебургеров. Сейчас мы с вами приготовим наш фирменный костебургер с говяжьей котлетой. За основу этих костебургеров мы взяли наши традиционные костебы. Так как костебы всем уже знаком и известен, мы решили его усовершенствовать, сделать более вкусным, доступным и питательным. Для приготовления нашего фирменного костебургера нам понадобится лук красный, помидоры, сыр моцарелла, огурцы маринованные, пекинская капуста и наш фирменный соус. А также нам понадобится говяжья котлета, которую мы заранее обжарили, и пшеничная лепешка. Как вы уже заметили, все ингредиенты мы заранее подготовили. Для начала мы берем лепешку. Равномерно добавляем соус. Выкладываем пекинскую капусту. Важная деталь: для того, чтобы правильно собрать наш костебургер, мы должны оставить расстояние шириной 2 пальца. Далее мы берем помидор и выкладываем на пекинскую капусту. Затем берем маринованные огурцы и выкладываем поверх помидор. Поверх огурца мы кладем красный лук. Для костебургеров лучше использовать красный лук, так как он лучше подходит в этот состав. Дальше мы кладем котлету, которая готовится только из мяса халяль, и сверху посыпаем сыром.
Вместо сыра моцарелла вы можете использовать любой другой сыр, который хорошо плавится. Теперь нам нужно правильно завернуть костобургер. Для этого мы берем ту сторону, которую мы вначале оставляли, сгибаем ее и сверху закрываем другой стороной лепешки. И дальше наш костобургер мы отправляем в пресс-гриль. И смазываем сливочным маслом для того, чтобы получить золотистую корочку. Достаем наш костобургер. Посмотрите, как вкусно тянется сыр. Вот такой вкусный костобургер у нас получился. А теперь мы будем делать наш костобургер-десерт. Для сладкого костобургера нам понадобится творог с сахаром, банан, шоколадная лепешка, карамель и банановый топпинг. В отличие от фирменного костобургера, лепешку для сладкого костобургера мы обжариваем в начале. Буквально 3 секунды. Раз, два, три. На теплую лепешку мы выкладываем творог. Творог должен быть без комочков, чтобы масса была более нежная. Для этого вместо сахара вы можете использовать сахарную пудру. Берем банан, чистим его от кожуры. Тонко нарезаем. Затем выкладываем на творог. Дальше мы берем карамель и тонко поливаем. Сверху добавляем банановый топпинг. И по такому же принципу мы начинаем собирать наш сладкий костобургер. Как вы уже поняли, ничего сложного в приготовлении костобургера нет, так что вы с легкостью можете приготовить их дома. Приятного аппетита! Миру Татарстан открой! Татар мультфильм.
Этот мир, он такой один. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Татарскарт – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарт по промокоду Сабантуй до 15 июля. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн-Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт — это #МСК. Здравствуйте, меня зовут Владимир, и сегодня мы будем готовить плов. Для этого мне понадобится рис, морковка, лук, говядина, и, естественно, специи, зира, барбарис и куркума. И для начала мы, естественно, будем разжигать огонь. И пока у нас разжигается и разогревается казан, мы нарезаем лук. Луку на 2 килограмма риса мы взяли 300 грамм. Нарезаем полукольцем. Сейчас в казан наливаем масло. Нам хватит буквально-таки 500 грамм. Масло разогреется, и мы будем закидывать лук. Масло у нас разогрелось, и мы закидываем лук. В раскаленное масло продукты лучше опускать ниже. Чем ниже, тем меньше будет брызг.
Сейчас нарезаем мясо. Мясо мы взяли, как вы помните, говядину. Нарезаем крупными кусочками. Большими кубиками. Мясо мы взяли на кости. Ну, кость я уже срезал до этого. Мясо мы взяли где-то 2 килограмма на 2 килограмма риса. Чем жирнее мясо, тем сочнее будет плов. Лук надо периодически помешивать, чтобы он равномерно пожарился. Лук обжариваем до темного коричневого цвета, чтобы потом при варке с мясом, при тушении, при жарке он полностью растворился, и в плаве мы его не будем чувствовать только аромат, цвет и запах. Опускаем мясо. Или запускаем мясо. Периодически помешиваем, чтобы мясо равномерно приняло золотистый цвет. На костре очень трудно, но жар должен быть очень большой, чтобы у нас мясо не варилось. Нам все нужно жареное. Да, мы чуть-чуть попозже потушим, но сначала мы должны хорошенько обжарить мясо, чтобы весь сок, вся сочность оставалась внутри. Дальнейшие действия. Он сейчас обжарится, я его чуть-чуть присолю, залью водой, но будет у меня томиться под крышкой. Потом я буду резать морковку. Главное, не забываем следить за жаром. Жар должен быть очень сильный. Вот смотрите, лук у нас почти весь растворился уже и дал цвет мясу. Дальше мы немножко присолим. Буквально-таки 2-3 щепотки. И зальем мясом и закроем крышкой, пускай томится, тушится. Ну и пока у нас тушится мясо, мы займемся морковкой. С морковкой мельчить не стоит. Нужно ее резать крупными брусочками. Почти как картошка фри. Если была бы баранина, то готовилось бы все в 2 раза быстрее. Нам бы не пришлось даже тушить. Баранина нежная, мягкое мясо. Говядина пожестче. Все, мясо у нас почти готово. Обжарилось как надо, потомилось. Следом мы загружаем нашу морковку. Доливаем водички. Закидываем барбарис. Нам много не надо, грамм 20. Куркуму. Ну, грамм 10-15 тоже. Много тоже не надо. Борщик не надо, будет слишком ярко выраженный акцент на нем. Подсаливаем еще раз. Нашу массу нужно хорошо приправить, так как в дальнейшем всю соль заберет рис. И, естественно, зира. Все, и ждем, пока у нас приготовится морковка. Немного надрезаем чесночок. И следом за морковкой. Заранее промыли рис. Немного его замочили в воде, чтобы он у нас быстрее приготовился. Рис я использую длиннозерный, басмати. То, что я его замочил, он у нас уже почти готов. Буквально-таки минут 15 у нас он будет готов. Морковка у нас почти готова. Мы не доводим ее до конца, потому что ей еще придется готовиться вместе с рисом.
Закладываем рис. Небольшие движения ложкой. Закрываем крышку и ждем до полного приготовления. Рис будет готовиться минут 15. И пока рис у нас доходит, мы сделаем небольшую нарезочку из овощей. Дополним это блюдо овощами. Нарезаем произвольно, крупно нарезаем, чтобы это было можно есть прикуску. Все руками. На родине, в Узбекистане, плов едят руками. Итак, плов у нас готов. Мы его снимаем с огня. Нам его остается только перемешать. Аккуратно, чтобы у нас ни морковка, ни мясо не развалилось. Смотрите, какие кусочки. Они почти разваливаются. Из-за этого мешаем аккуратно. Осталось только выложить и оформить овощами. И вот наш плов. Оформляем. Приятного аппетита! В Голема на Поташах обланка панини. Аромат космический. Сувлаки, фрегала, бризоль, шакароп, чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм.
Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. Ассаламу алейкум, исәнмесез. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в ресторан «Казань», город Эмираты. Меня зовут Джалиль. Хотел бы всех поздравить со столетием Республики Татарстан, также с Сабантуем. Это удивительно. Это онлайн-версия Сабантуя. И в честь всего этого я хотел бы приготовить и показать вам мастер-класс татарское национальное блюдо балеш. Что нам понадобится? Мясо, можно использовать птицу, можно баранину, на любой вкус. Также нам понадобится лук, картошка, перец и лавровый лист. Но сначала мы должны приготовить форму. Это тесто. Чтобы сделать тесто, нам понадобится тара с мукой, где мы с вами сделаем ямочку, вороночку. Берем сырое яйцо. Можно использовать молоко, либо воду. Мы используем молоко. Добавляем чайную ложку соли в молоко. Хорошенько все это дело смешиваем. И начинаем все это дело смешивать. И осторожно добавлять, не торопясь, молоко. Также не забудем добавить еще и масло. Можно оливковое, можно подсолнечное. Все это мы дело смешиваем в течение нескольких минут, из чего у нас получится тесто. Теперь мы должны сделать из нашего теста блин традиционный. При помощи скалки начинаем его размазывать. Это займет буквально 2-3 минуты, у кого-то аж 5. После чего у вас получится вот такая вот красота. Что мы будем делать дальше? Берем формочку. У нас с антипригарной поверхностью. Если вдруг у кого нет, то можно использовать какую-либо кастрюлю. Примерно такого формата. Если же она у вас не антипригарная, то я вам советую обмазать его маслом, чтобы не прилипло тесто. В нашем случае мы еще внизу добавили пергамент, для того, чтобы легко можно было вытащить наше блюдо. Что мы делаем дальше? Мы берем осторожно тесто и кладем в нашу формочку. И убираем в сторону. Ну что ж, теперь перейдем к подготовке самой начинки. Что мы будем делать? Мясо смешиваем с картошкой, с луком. Добавляем чайную ложку перца, лавровый лист, подсолнечное масло,
И все это дело мы начинаем смешивать. Можно и 2 руками, 3 руками, кому вдруг повезло. Как только мы все это дело смешали, берем нашу формочку и переносим все сюда. Ну что ж, как только мы добавили нашу начинку, мы должны избавиться от краев. Они нам на самом деле не нужны. Постарайтесь это сделать после того, как добавили начинку, а не до этого. Ну что ж, убираем наше тесто. Заранее, пожалуйста, приготовьте еще и крышку. Заранее приготовьте еще крышку, чтобы закрыть сверху наш балеш. И начинаем все это дело хорошенько склеивать по бокам. У профессионалов, само собой, все получается намного лучше. Но и для начала тоже неплохо. Главное практика. Также мы обязательно не забываем добавить воронку посередине нашего пирога, для того, чтобы во время готовки, после 20 минут, когда мы положили его в духовку, мы смогли залить его бульоном. Бульон мы тоже заранее приготовили. Также мы готовим еще и крышку. Закрываем нашу крышку, наш шедевр. Что ж, пойдемте. Значит так, как только мы приготовили основу, заранее, до того, как все приготовите, вы должны разогреть свою духовку на 180 градусов, чтобы он был уже горячий. Кладем его на 20 минут. На 20 минут ставим таймер. И ровно через 20 минут мы должны вытащить балеш. Будьте осторожны, он горячий. И сейчас расскажу, зачем нам нужна была крышка. Открываем нашу крышку и заливаем в нее бульон. Как только мы зальем весь бульон, который приготовили, возвращаем обратно. И ставим уже на 100 минут. Чтобы всего балеш готовился 2 часа при 180 градусах. И ровно через 2 часа, балеш у нас готов, становится вот такой вот красотой. Давайте попробуем ее. Для чего нам понадобилась еще пергаментная бумага? Чтобы осторожно ее так вот схватить. Надо было побольше оставить. Горячая. И вот так вот ее переносим. Ну что ж, идем? Мы старались, и по татарской традиции мы обязательно, даже заранее, заварить чай, чтобы было все вкусно, все традиционно. И самое главное, я думаю, финал,
по татарским традициям именно баляш нужно ее крышку подрезать. Для чего? Потому что, когда вы с друзьями, с семьей, все вместе с этой тарелки вы начинаете кушать его начинку, а хлеб отламывать. Хлеб отламывать и закусывать. Вот такой вот вкусный баляш. Отламываем хлеб. Приятного аппетита. Без барга. В наше время мало таких душевных проектов. Это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет тибетеек, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Рада вас видеть в мусульманском магазине оригинальных татарских подарков «Салават». У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном, Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. А полить можно? Легко. Не, сгорит. Пойду на кухню. Нам, татарам, все равно, что война, что Сабантуй. И сегодня замечательный праздник Сабантуй, и мы будем готовить очень вкусные блюда. Я не татарка, я не знаю. Соберун такой, когда собираются все. А давайте погуляем, будет Сабантуй. Кухня, шары, веселуха очередная. Друзья, сегодня будем готовить замечательное блюдо шурпа. Для этого мы возьмем самые вкусные и интересные продукты. Это дайкон. Ну что это, зверек такой? Ведь что это? Дайкон? Мой отец, например, запекал в духовке. Салат, который кладут разные блюда такие. В клюквенном соусе. Вот, с поджаренной корочкой. Готовим мы на 100 человек, а может быть будет еще и больше. И в этом мне помогает мой помощник, соратник и единомышленник Мира. Для шурпы я возьму замечательного башкирского гуся. Посмотрите. Конечно же, мы берем морковь. Морковь прям с грядки, с ботвой. Томаты. Томаты выбираем самые
вкусные и ароматные. Сейчас как раз сезон. И, конечно же, много-много-много вкусной ароматной зелени. И я хочу пригласить к себе на кулинарную студию шеф-редактора Владимира. Он наверняка думает, что это легко готовить. Но сегодня он почувствует на себе, какое это большое удовольствие. Владимир. Не, я всегда думал, что, конечно, у тебя тут что. Привет. Встал, приготовил. А перчатки обязательно? Обязательно перчатки. Зачем? У нас все по нормам. Друзья, мы начнем обжаривать или обжигать, как говорится, гусей, чтобы удалить лишние перышки. А если у меня такой штуки дома нет, как быть? На рынке это делают, обжигают или просится, чтобы это делалось. Пожалуйста. Ух ты. Прям вот так, О. да. А на газовой плите можно это сделать? Да, конечно, можно. Только желательно газовую плиту ложить фольгой, чтобы сок не испачкал плиту. То есть мы берем гуся и просто его вот так над плитой. Да, крутим. Над огнем туда-сюда. Да. Только самое главное не увлечься и не приготовить его на газу. Они больно кусаются, и у них очень трудно своровать яйца. Вытягивают шеи, бегут за тобой. У меня мама их выращивает. В старые времена это было блюдо, которое преподносилось королям, там, лордам. Так, но сейчас мы будем обрабатывать мясо от кости, поэтому я думаю, что вам нужно одеть фартук. Вот так, оп. А для чего нам нужно отделять мясо от костей? Мы же варить его будем вроде. Конечно, мы сделаем такую двойную шурпу. Мы отварим скелеты вкусные, сделаем классный, вкусный бульон, а мясо обжарим на сковороде, и получится шурпа насыщенная, вкусная и без костей. Будет удобно есть. Делаем надрез вот здесь, вот так. Ага. Затем вот здесь есть косточка. Так. Мы делаем надрез над косточкой, вот так. Делаем надрез вот здесь. Вот здесь. Ну, такой небольшой, чтобы нам было легче идти. Как вы это Не, делаете? все. Вот так Всё? берем пальцем, вот так. А теперь ведем по кости ножом, просто играючись. Саш, это на каком курсе института учат? Это на втором. На Затем, втором. как только мы... То есть я сразу на второй курс перешел уже? Да, я думаю, что сегодня мы и закончим сразу институт. Затем берем и вот здесь делаем надрез еще один. Над Снимаем, да, вот так. Снимаем как бы грудку. Видите, на кости не остается мяса. Это очень хорошо. Я думал, что кость всегда лучше с мясом. Это Нет, жирнее, нам вкуснее. главное мясо же в блюде мы будем есть, а кости мы потом в сторону. Так, теперь у нас крылышко. Так. Делаем вот так, затем у меня- вот так. Если трудно, то можете делать вот так вот. Раз. И продолжить. В кулинарном институте. Вот там как зачет? Условно, зачет по картошке или там зачет по супам. Как это происходит? Ну, там идет сначала Если само уж мы приготовление учимся. блюда, и его раскладывают на составляющие. То есть продукт, обработка, процент обработки, Так. составление тех карт для того, чтобы получилось полноценное блюдо. Целая теория, так можно сказать. Вот эту часть крылышка мы кладем к мясу. Которая вот- нижняя или верхняя? Нижняя. Нижняя, да. А это, так как гуси у нас уже чистые, опаленные, мы бросаем в холодную воду в казан. Я почему-то думал, что мясо всегда надо бросать в горячую воду, нет? Ни в коем случае. Есть такое как бы правило. Если мы хотим получить сочное, вкусное мясо, мы его кидаем в кипяток. Если мы хотим получить классный, вкусный, наваристый бульон, мы кладем в холодную воду. А почему так? Потому что, когда кидаешь мясо в кипяток, поры закрываются, мясо остается как бы, то есть внутри весь сок, но бульон получается слабым. А когда ты мясо, прямо такое вот живое, бросаешь в холод, начинаешь варить, мясо постепенно отдает свой вкус и сок. И получается офигенный, вкусный, наваристый бульон. То есть надо выбрать, что мы будем есть, мясо или бульон? Вот поэтому мы сегодня делаем две техники. Мы бросаем в холодную воду скелет и начинаем томить, получать классный, вкусный бульон. А мясо вкуснейшее мы обжариваем, закрываем поры и потом уже бросаем в кипящий бульон. Отлично. Теперь самое интересное, да. Берем ножку и делаем вот такой надрез. Раз, два, три. Ломаем косточку и надрезаем. Слушай, я что-то опять не так с ногами. Все отлично. Ноги — это не мой вид спорта, я понял. Да, я когда работал врачом, я шучу. А вот здесь было очень интересно, на самом деле. Когда ты вот ломаешь ногу и говоришь, когда я работал врачом. Обязательно убираем вот эту часть.
Вот так. Опа, это же очень вкусно, я слышал. Ну, вот эта вот часть, она не очень вкусная, поэтому... Почему? Мы ее удалим. А мне бабушка всегда говорила, что птицы самое вкусное – это хвост. Тут просто есть железы, которые не очень. Вкусно. Да, выкинем. А это железы, это у мальчиков или у девочек гусей? В анатомии с гусями я еще это у меня в будущем разобраться. Отрезаем шею сильным движением. Слушай, ну это тяжелая берем, работа, и вот так вот раз ее. Если нет, то вот так делаем. Все отправляем в воду. Вот это все мы будем сейчас вываривать. Отправляем. Включаем плиту. Смотри, а мой не тонет. Волшебный какой-то гусь. Я вот сколько с тобой работаю, все время у меня был вопрос, почему ты так любишь гусей? Почему ты везде все хочешь приготовить из гусей? Гуси – это сложный продукт. Вот я повторюсь, их кормили за 2 недели до убоя яблоками. Зачем? Если этого не сделать, мясо не будет таким сочным, вкусным и ароматным. Я правильно понимаю, что если ты выращиваешь гусей и кормишь их яблоками, ты можешь, когда их продаешь, ставить табличку и писать «гуси яблочные». Да, на самом-то деле, я думаю, что рублей на 150 можно даже цену поднять. Я что-то не то сделал. Не каждый. Владимир усовершенствовал разделку гуся. Я поздравляю вас. Видите, что получилось? Грудка на кости. Грудка на кости. Да, получается как котлета по-киевски, Олег. Котлета по-башкирски. Да. В следующей программе мы обязательно приготовим котлету по-башкирски. Все мы любим салат. Обычный деревенский салат. Нет, помидоры, ялтинский лук, зелень, да, сметанка. Я понимаю, что подать банально салат я не могу. Должен быть какой-то финт. Я взял это все, пробил в блендере и сделал такой замечательный вкусный соус. И подал крымской камбали. Слушай, это какая-то разводка получается. То есть человек приходит, вроде бы просит какой-то необычный салат, а ты ему даешь обыкновенные помидоры с огурцами, так? Мы это называем, там, допустим, камбала в сочетании с тем-то, с тем-то и с тем-то. Саш, я уже устал быть поваром, если честно. Ну, я надо понял, потерпеть, надо немножко осталось, совсем чуть-чуть. Я понял, что это тяжелый хлеб. Сабантуй, в принципе, я считаю, это практически русский народный праздник. Ведь не зря же говорят, поскреби русского, найдешь татарина. Ну да. Каждый из нас немножко татарин. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Гуси. Будете готовить вместе с нами? Будем. Замечательно. Сейчас мы разделаем, я уйду. Да? Ваша очередь. Шеф-повару нужны помощники. Да, хорошо. Проходите, мойте руки. Я наконец-то займусь своим делом. Проходите, пожалуйста. Меня зовут Александр. Мадина. Очень приятно. Мы сейчас будем готовить овощи к нашей шурпе. В некоторых рецептурах к шурпе кидают все целиком. Я сегодня буду кидать и целиком, и буду резать. Я буду миксовать нарезки для того, чтобы было и удобнее есть. И берем и быстренько нарезаем вот так морковочку, вот таким движением, плавным движением ножа. Давайте я вам даже... Берите нож в руку, ничего страшного, берите. И пойдем вместе. Вот так, вот так. Все, и теперь погнали, играющись. А какие специи вы кладете? Зира, лук. А лук же это не специи, да? Это... Ну почему? Да. Лук обязательный такой. В моей шурпе очень играет огромную роль эта зелень. Я возьму такую чудо-мясорубку. О, да. Представляете, да? Да. Вспоминается детство такое, да? А то сейчас вообще разленились. Есть. У нас у мамы еще есть вот такая мясорубка. Возьму петрушку, отрежу кочерышки, я ее вот так порву и буду крутить на мясорубке зелень. Я люблю, когда вот именно присутствует такая, как бы, а-ля такая ручная работа. Если мы перебьем в блендере, выделится очень много сока и не будет именно вот этих вот крупиночек, которые мы добавим в конце в шурпу. Добавляем базилик. Беру зелень. Слышите, какой аромат? Да. Да, уже можно, можно просто сейчас посолить. Чудо какое-то, а? Кинза. Прям порву ее. Прям не активно кипит. Не активно кипит? Да, это специально так. Да. Ни в коем случае бульон не должен закипать активно, потому что он будет тогда мутным и некрасивым. Все должно идти постепенно. Я возьму немножко еще тархун. Тархун. Добавим немножко ароматного укропа, только совсем чуть-чуть. Укроп имеет очень такой яркий вкус. Я помню из детства, когда мама меня просила перекрутить мясо,
я крутил мясо, а потом для того, чтобы ничего мясорубки не оставалось, я делал обратно. Да. Да, помните эту технику, а? И потом обратно, и ничего не оставалось. А в котлеты кусочек хлеба, да, в конце. Добавляли в конце картошку. А потом это вошло даже в классические наши блюда семейные. Картофель в котлетах, он придает сочность и да, вкус. Вместо хлеба я тоже добавляю картошку. Видите, у нас с вами очень много общего. Общего, да. Я вместо хлеба картошку тру на терке. И очень вкусно получается. Вот такая замечательная приправа. Это только начало у нас получается. Я беру замечательную смесь к шурпе. Здесь и кориандр, и зира, и кумин, и много-много ароматов. И добавляю в зелень. Смотрите. И теперь я возьму 2 острых чили. И прям порежу прям семечками. Может быть, кто-то еще хочет помочь? Хотите? Проходите, пожалуйста. Друзья, вы знаете, вы знали, что если вы пропустили сбор пенки, что нужно сделать? Процеживать? Нет. Вы добавляете 300 грамм, 400 грамм ледяной воды и пеночка опять поднимается. Здравствуйте, меня зовут Александр. В классической шурпе в одних из рецептов лук кладется целиком. Но мы хотим, чтобы лук отдал весь сок туда. Поэтому мы должны с вами порезать вот таким способом. Плавным движением ножа раз. И вот таким движением. Мадина, большое вам огромное спасибо. Я очень рад искренне знакомству. Это складываем в миску и займемся сладким перцем. Да. Мы возьмем разных цветов. Да, конечно, потому что кушание должен быть не только аппетитным, но и красивым. Правильно. Вазген, а что, вот, по твоему мнению, самое главное в твоей авторской шурпе? Это вдохновление, так как, скажем, из 33 букв тот же Пушкин сочинял шедевры, а кто-нибудь сидит, я не знаю, в Петрозаводске и пишет кляузу, да, так и Журкин. Этими же ингредиентами он сочиняет шедевры кулинарного искусства, а я простой человек, я буду просто помогать. Ну что, Вазген, большое вам огромное спасибо за помощь. Я очень рад нашей встрече, вашей помощи. И сейчас все будет готово. Я жду вас на эту замечательную шурпу. Ну что, друзья, овощи у нас подготовлены. Именно такой способ приготовления шурпы, когда из костей вывариваешь все, что можно, весь сок, это очень полезно также для суставов. Скелеты от башкирского гуся у нас еще варятся. Я займусь опять зеленью. Я буду смешивать сметану с кинзой и петрушкой. Почему я выбрал 2 этой травы? Потому что они действительно дополняют друг друга и не мешают вкусовым качествам. Беру сметану. Ох, фермерская, домашняя сметана. Ох, прям масло. И добавляю прям к зелени. И добавлю чуть-чуть чеснока. Зелень, сметана, чеснок. И хорошо перемешиваю. Посмотрите, какой крем. Ну а теперь самое важное дело. Я разогрел масло, кидаю веточку розмарина, 1 маленький чили, кипящее масло. И обжариваю вот такого замечательного гуся. Я закрываю поры для того, чтобы весь вкус и весь сок остался внутри. Потом я буду это варить в казане. Я проварил скелеты башкирского гуся 2,5 часа. Я думаю, это будет достаточно. Сейчас я их буду вынимать и загружать обжаренного гуся. Как только я закончу бросать мясо в казан, я сразу же добавлю репчатый лук. Лук прям придавливаю вот так слегка и бросаю гусю. Я хочу, чтобы действительно лук весь свой сок отдал бульону. И в конце приготовления шурпы он исчез. И остался только вкус и аромат. Я порезал помидоры.
сочные, ароматные помидоры и также раздавливаю и добавляю в шурпу. Все, отличненько. Теперь я жду, пока это прокипит минут 20. И я думаю, что мы можем заняться пирогами. Ну что, друзья, мы продолжаем праздновать праздник Сабантуй. С разными начинками. Вот эти вот курятники, рыбники, учпич, мак. Я знаю название, но никогда не пробовал. Треугольник с картошкой и с говядиной. Это очень вкусный пирожок. Это обалденно, самый мой любимый пирожок. Молодой человек, молодой человек, можно вас на минуточку? Меня? Конечно, я чувствую, что вы прям рождены для готовки на нашей кухне и любите пироги. Ну, могу съесть пирожок. Меня зовут Александр. Дмитрий, а где пирожок? Мы сейчас будем с вами готовить. Только еще готовить? Пожалуйста, фартук. Да, давайте. Вот, оп. Сейчас, и для того, чтобы сделать вкусные пироги, нам нужно сделать вкусную начинку. О, баран? Ягненок. Он молоденький. Молодой баран. Добавил немножко курдюка и приправил чуть-чуть солью. Чуть-чуть. Теперь я разогреваю замечательный сотейник. А почему эта кастрюлька называется сотейник? Потому что на кулинарном жаргоне он называется сотейник. Не бей меня сотейником, да? Я когда прихожу поздно домой, жена бьет меня этой вот штукой. Погнали, наливаем кукурузное масло. Почему кукурузное? Потому что кукурузное масло при повышенной температуре 80 градусов и выше не расщепляется. И не получается горечи, и оно не горит. И добавляем замечательный белый репчатый лук. Коллега, я могу уже соль? Солите чуть-чуть. Никогда сразу продукт не мешайте, потому что из него выходит сок и получается не очень вкусно. Я обычно дома миксером работаю. Да что ж у вас там за дом такой, я не знаю. Ну что, будем замешивать потихонечку тесто. Да, шипит не надо еще? Минуточка. Главное не торопиться. О, этот инструмент мне знаком. Ой, до сих пор. Все, отличненько. У нас есть с вами молоко. Ага. Мы добавим немножко маргарина. Ну, почему именно маргарин, Александр? Ну, потому что сливочное масло будет очень сильно жирно. А маргарин, он такой нейтральный. Чуть-чуть, чтобы да, я вот беру, аккуратненько отправляю в молоко. Затем я беру соль. Добавляю по грамулечкам, сахар. Главное, чтобы лук не сгорел. А то мы сейчас наколдуем с вами. Пришли поклонники мои. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете его? Конечно, знает меня. И теперь высыпаете муку на стол горочкой. Только горочкой. Хорошо. Та-та-там! Я отойду. Это горочка? Сейчас будет горочка, подожди. Эверест. Я теперь понимаю вашу супругу. Да. Ее тоже сразу все начинают понимать, когда я начинаю что-либо делать. Готова горочка. Александр. Теперь делайте воронку. Вулкан. Воронку. У вас сейчас вулкан. А теперь сделайте в вулкане воронку. Есть. Кратер. Вбивайте сюда 3 яйца. А я добавлю фарш. Так, прям в лук. Вот правильно. Так. Сделаю его вкусным, насыщенным. И когда я добавляю мясо, я ни в коем случае сразу не перемешиваю. Я жду, пока оно поджарится. Когда я добавляю яйца в муку, я сразу не перемешиваю. Я подогреваю молоко, чтобы у меня растворился сахар, соль, маргарин чудесный. Пока я слежу за молоком, отправьте, пожалуйста, морковку в нашу шурпу. Отлично. Теперь плавным движением руки вы аккуратненько начинаете вот тут перемешивать 3 яйца. Представьте, что вы в песочнице. Да, мне это очень нравится. Я же скульптор по второму образованию. Я думаю, сегодня у нас пирожки будут от великого скульптора Дмитрия. Скажи, пожалуйста, я могу испортить тесто, что-то я чувствую? Не, под моим руководством, я думаю, навряд ли. И чуть-чуть добавляю жидкости. Видите, у меня в сотейнике нету сока. Это очень хорошо, потому что весь сок остался в мясе. Подтверждаю. Как оно, запах? Обалдеть. Я там положил морковку, посмотрите, вроде бы неплохо. Вы куда ее положили? Рядом, я не пойму. А, нет. Шурпу. Правильно, шурпу. Я забрасываю в шурпу картофель. Для того, чтобы наша начинка была более мощная и вкусная, я добавлю замечательный сыр. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, покушаю сытнее. Как там, Дмитрий, у вас дела? Ты знаешь, вам хорошо. Помощь не нужна? Заходите, пожалуйста. Помогите нам.
Заходите, заходите. Александр, Лидия подошла. Очень приятно, да. Здравствуйте. Лидия Михайловна, покажите Дмитрию, как это делается на самом деле. Тесто очень хорошее получилось. Конечно. Мы старались. Тесто надо вот так туда, чтобы оно наполнялось кислородом. Ну что, друзья, а я, наверное, добавлю сладкий перец. У меня есть замечательный вяленый гусь. Я буду его рвать и бросать в шурпу. Шурпа приобретет замечательный, восхитительный копченый вкус. Червячка можем, да? Как там у вас дела, коллеги? Отлично, мы делаем червячков и трубочки. Александр, какие мы будем пирожки, большие или маленькие? Маленькие. На зубок. Да. Ой, средний любимый это же размер. мой любимый размер. Средний пирожок. Шеф, это мой первый кружок. Или больше, меньше, больше. Это очень хорошо. Вы можете делать даже вот так вот раз и вот так вот катать шарик. Вот так. Или если вам не хочется, можете делать вот так, да. Отлично. Или вот так вот. Друзья мои, а у меня есть предложение. А давайте все вместе. А давайте, кто хочет, просто подходите и будете видеть свой пирожок. Подходите, пожалуйста. Просто руки чистые, все. Подходите, каждый катает. Вот фарш. Давайте сделаем такую дружную. Дружный пирожок. Да. Команда гусей справилась с задачей. Молодцы! Браво вам все! Лучшие! Ставим расстойку и ждем приготовления. А мы пойдем готовить дальше. Я думаю, что наши пироги надо поставить в духовку. Оп! Я вам благодарен за помощь. Жду вас всегда. Спасибо, шеф. Гости. Шурпа уже наша почти готова. И ее нужно красиво подать. Бутылка, это понятно, обязательно, я думаю. Выпивку, кто выпить любит. Мухоморами. Закуски и красивые стаканы, рюмочки там. Зайчиками. Из яиц. Главное, блюдом, людьми. Кто желает? Идите тоже сюда. Отлично. Это украшение пришло к нам из Китая. Я вас попрошу взять морковочку и аккуратненько почистить. Пожалуйста. А вы, пожалуйста, дайкон, морковь. Мы слегка выравниваем. Вот так. Делаем такой а-ля квадратик. Я беру и таким движением руки, смотрите внимательно, надавливаю чуть-чуть. Чуть-чуть. И делаю вот так. Оп. Сложный процесс. И вот так вот я иду до кончика. Все. У нас с вами заготовка готова. Теперь я включаю чудо-слайсер. Делаем вот такие Ой, красота. лепестки. Если нет слайса, можно сделать экономкой. Вот так. Двумя пальцами кладете на эту руку. Двумя пальцами берете и делаете скрутка. Делаете скруточку такую. Затем берете две зубочистки и делаете крест-накрест. Берем лепесток и делаем вот так. Раз, два. И нанизываем, давайте вот так пойдем, на зубочистку. Берем следующий лепесток и делаем так же. Раз, два. И также нанизываем на зубочистку. Берем еще один лепесток. И морковка превращается Супер. в цветок. Просто супер. Я беру дайкон, делаю такие вот кружочки. Если вдруг вы делаете дома салат из дайкона, и он слегка горчит, вы опустите его в холодную воду минут на 15 на проточную. Интересно. Горчинка уйдет, у вас останется хрустящая, бодрая такая редька. Значит, берем один лепесток, оп, и делаем вот так. Воспользуйтесь помощью зубочистки. Затем берем еще один лепесток, складываем до половинки и делаем вот так. Делаем розу. Вот так. И так повторяем по всему кругу 3 раза. Вот такой простой цветочек у нас получился.
Большое вам спасибо. И вам. Огромное. Шурпа готова. И теперь мы будем сервировать и украшать наше замечательное блюдо. Погнали. Возьмем немножко перчика прям разноцветного, посмотрите. И, конечно же, я выберу самый красивый кусочек гуся, а даже не один. Вот так. А теперь беру замечательный лаваш и смазываю его сметаной с зеленью. Положу рядышком. Заключительный этап. Я на тарелочку положу, да, это замечательный цветок из моркови, который вы сможете снимать с зубочистки и хрустеть. И также наш замечательный дайкон, который освежит шурпу, чуть-чуть петрушечки. Добавляю немножко укропа. Прямо на картошечку, вот так. Пироги. Я думаю, что сегодня праздник Сабантуй удался. Готовьте с нами, как в ресторане. Татар-мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. На дне монету ты найди, соперника победи, поддержит молодость, всегда кисломолочная среда. А также на Сабантуе пекут румяные эшпышмаки. Hey, Horşala Sabantuy'nu, eyde oyna jırla. Bir fırınğı veren bir bu, bir eyde jırla. Horşala Sabantuy'nu, Horşala Sabantuy'nu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Смотри, наклонное бревно, какое скользкое оно. Держи баланс, шажок другой, ты не упал, ты наш герой. А еще на Сабантуе много вкусной еды. Hey, Horşala Sabantuy'nu, eyde oyna jırla. Bir fırınğı veren bir bu, bir eyde jırla. Horşala Sabantuy'nu, Horşala Sabantuy'nu. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Узор татарский надо знать, чтоб полотенце вышивать. Вот самый лучший сувенир получит в дар его бабир. А еще на Сабантуе вам предложат самые вкусные в мире кыстыбы. Hey, Horşala Sabantuy'nu, eyde oyna jırla. Bir fırınğı veren bir bu, bir eyde jırla. Horşala Sabantuy'nu, Horşala Sabantuy'nu. Сабантуй! Made in Tatarstan.
беляш и пищмак, купатия и баурсак. На Сабантуе все вкусней, садись за стол ты поскорей. А еще на Сабантуе готовят самый большой чак-чак. Hey, Хоршала Сабантуйны, әйдә уйна җырла. Бик борынгы бәйрәм бит бу, бии әйдә җырла. Хоршала Сабантуйны, Хоршала Сабантуйны. Сабантуй, Made in Tatarstan. Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте». Исенмесес. Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». Мне традиционно бишбармак, цезарь с креветками и плов по-узбекски. Наше разнообразное меню включает в себя башкирскую, восточную и европейскую кухню. В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. А на нашей просторной веранде вы можете насладиться горячими блюдами прямо на свежем воздухе. Бик тамле. Яскиледе ките дмершулаюта. Приходи, приходи в наш караоке-зал. Яскиледе ките гмершулаюта. Рахимит, добро пожаловать в Башкортостан. У-ху! Вы посмотрите, в каком красивом месте мы находимся. И даже если там пробки, то у нас всегда здесь свобода и красота. Когда вы приглашаете гостей, о чем вы думаете в первую очередь? Правильно, о том, чем вы их будете кормить и вкусно ли им будет. Наши повара разработали специальное банкетное меню, которое любой ваш праздник жизни сделает незабываемым. Будь то свадьба, корпоратив или юбилей. Кстати, меня зовут Айраз Агриев, я все эти праздники веду.
Хаумахагыз, хөрмәтле дуслар. Здравствуйте, уважаемые зрители. На связи Башкортостан. Точнее, ресторан Башкортостан. И сегодня специально для вас, уважаемые зрители канала Сабантуй онлайн Москва, мы проведем мастер-класс по приготовлению башкирского и татарского блюд. И я хочу вам представить нашего шеф-повара ресторана Башкортостан Наим Жона. Салям алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Здравствуй, дорогой. Ну что, рассказывай, что ты сегодня будешь готовить? Сегодня будем готовить башкирский бешбармак с кониной. С кониной? И? Второе у нас блюдо будет татарское блюдо с бараниной, с овощами. Поэтому, уважаемые друзья, если вы не знаете, не умеете готовить, и тем более не знаете, как я, что такое бишбармак, где-то слышали, то сейчас прям готовьте сразу. Прям доставайте свои блокноты, ручки, а лучше сразу доставайте ингредиенты, потому что все это специально для вас в прямом... Ой, все это специально для вас. Я хочу обратить внимание, что бишбармак готовится из конины. Потому что, ну, во-первых, бишбармак – это башкирское национальное традиционное блюдо, правильно? Согласен, да. Как вы сами понимаете, оно переводится как 5 пальцев. 5 пальцев. 5 пальцев. А почему 5 пальцев? 5 пальцев называют, потому что надо есть его 5 пальцами бишбармак. То есть вот как-то вот так? Вот так 5 пальцами, да. Вот так берете бишбармак и есть его руками. Так, 5 пальцами. 5 пальцами. Не 10. А если 10, то это будет 2 бишбармак, понимаете? Давайте приступаем к работе. Давай. Я вам покажу сейчас. Достаем конину мясо. Я еще, знаешь, хотел спросить, Наим Жон, вот у башкирского народа в основном все из конины, правильно? Да, естественно. Из конины они готовят... Чпочмаки они могут с кониной, с говядиной, с бараниной могут готовить. Вот. А можно ли бишбармак приготовить из какого-то другого мяса? Можно сделать из гуся, можно приготовить. Из гуся? Да, из гуся можно приготовить, вяленого. И также из свежего гуся можно приготовить. Но так как у нас сегодняшнего дня есть с кониной, можно с кониной приготовить. Ну, еще такой вопрос. Ну, конина, понятно. Конина это и так само по себе, ну, скажем так, редкое мясо, да? То есть это не баранина, не говядина, тем более не курица. Ну, вот там нужно какую-то специальную часть брать? Или это вот прям как взял, например, с ноги, так и давай руби на бишбармак? Вот конина, что касается грудная часть, грудинку можно использовать, коптить его можно, копченым. Ага. Да, можно коптить. А задняя часть, именно оковалок задней части можно использовать для бешбармака с кониной. Но именно часть, где мякоть. Вот. Запишите себе, что та часть, которая самая мягкая, ее желательно использовать для бишбармака. Так, я нарезал произвольные куски мяса, сейчас будем варить. Ставим на варку. То есть это надо варить, не жарить, правильно? Нет, просто варить. Я сразу скажу откровенно, я ни разу не ел и ни разу не видел, как это выглядит вообще. Закидываем конину. Так, закидываем конину. Заправляем солью. Заправляем солью. А вы записывайте, дорогие зрители. О, она сразу меняет какой-то цвет, да, получается? Да, добавим лук репчатый. Угу. Разрезаем кольца. Кольцами? Не мелкий лук? Нет, кольцами. А почему именно кольцами? То есть крупный нужно? Да, крупно, чтобы для насыщенный бульон для нас должно быть прозрачный насыщенный бульон. Ага, вот, так. закрываем на 2 часа. На 2 часа? На 2 часа, да. На 2 часа. Так. Теперь приступаем к тесту бешбармака. Сейчас будем готовить тесто. Наим Жон, перед тем, как мы пойдем к тесту, можно вот сейчас для людей, которые так же, как я, сидят и не представляют даже, что такое, как это, из чего вообще состоит бешбармак? Мясо это мы поняли, конина, еще что там? Бешбармак состоит из самого теста, из конины, из бульона, где мы подаем бульон. То есть это как супчик, что ли, получается? Запивать надо бульоном или как? Надо варить отдельно самой бешбармак, а бульон подаем отдельно. Ага. Катык к нему еще подается. Как? Катык. Катык? Катык, да. Слушайте, это, я думаю, что будет очень интересно, очень вкусно. Я не знаю, как вы, но у меня уже вот я чувствую, что вот здесь вот слюноотделение повышается. И подаем по нему как комплименты, курт подаем, курт. Курт, да, то есть получается? Да, курт, башкирский курт.
Ну, это который в губадью туда вот, да? Губадью добавляют, да, это Только здесь он какой-то светлый, это получается, а там коричневый. Ба! Оказывается, и хорт бывает тоже разного цвета. Вот не знали, а теперь, благодаря нашему каналу, вы в курсе. А я напоминаю, что мы только что закинули конину для того, чтобы она поварилась. Это 2 часа займет, наверное, да? 2 часа. И чтобы не терять время, мы продолжаем. Сейчас у нас тесто. Ну что, приступаем к тесту готовить? Давай. Бишбармак. Тесто для бишбармак. Интересно, из чего же делает тесто шеф-повар ресторана «Башкортостан»? Что туда входит? Туда входит. Берем мука пшеничную. Пшеничная. Пшеничную. Просвеживаем. Это чтобы жучков не было всяких, да? Да, жучков не было, чтобы Сейчас она обогащается именно кислородом, а тесто получается самое вкусное, самое нежное. Поэтому надо прослеживать через сито. Ну да, и жучки там об ситечко бьются и говорят: пустите нас, пустите. Нет, у нас должно быть все чисто, без всяких примесей. Так, а скажи, пожалуйста, вот я просто соотношение не могу понять. Вот если мы, например, взяли такую большую кастрюлю, туда закинули мясо, то сколько мы должны теста? То есть заранее надо как-то высчитать в голове? Ну, конечно. Если у нас на 2 порции, я примерно приготовлю на 4 порции. Ну, на 2 порции готовить невозможно, надо делать 4 или 5 порций. Примерно. На полкилограмма муки добавляем туда 6 яиц. 6 яиц. Тоже башкирских, между прочим. Я хочу сказать, уважаемые телезрители, уважаемые наши зрители, вы не обращайте внимания на то, что там какой-то шум. У нас, можно сказать, это все прям происходит, не можно сказать, а происходит на кухне, на рабочей кухне. Это не специально какая-то студия. Вот здесь вот тоже талантливые шеф-повара делают свои шедевры для посетителей, которые сидят там уже слюнками уже обтекаются и ждут, когда же им подадут это блюдо. А мы здесь готовим для вас. Еще раз говорю, что это у нас мастер-класс. Вы можете прям сразу на кухне это все повторять, сразу же все выполнять. А можете записывать и потом уже, когда будет повод, все это приготовить. Рахатлянып тамлейтеров. 6 яиц. На полкилограмма, что ли, муки? На полкилограмма муки, да. Так, а еще что-то добавляешь туда или все этого достаточно? Соль и все, больше ничего не надо. Как вообще, как ты делаешь, чтобы вообще не пересолить? То есть вот прям посолил и потом пробуешь это тесто или как? Смотрите, если досаливаю, значит я бульон не досаливаю, если соли много. Понял. Я буду его варить, и там же соль буду пробовать. Если соли мало, добавляю соль прямо в бульон. Ну, судя по всему, не хватило, да? Да, добавим, чтобы она не было очень мягкой. Чтобы не был мягким, да? Мягким, чтобы не было. Потому что если будет мягким, то вы будете просто дырявить, получается, да? То есть оно будет... Мягко не пойдет. Мы продолжаем, и посмотрите, как во что превратилось наше тесто. Изначально оно было это просто вот что-то непонятное, а сейчас это прям жесткая жвачка. Да, так и должно быть. Что делаем дальше? Оставим на полчаса, пускай стоит, потом уже... А оно не будет набухать? Нет, без дрожжей здесь нету. Раскатываем. Будем резать на квадратики для бишбармак. Квадратики. Вы вот обратите внимание на то, что именно квадратиками. Почему именно квадратиками тесто резать нужно? Ну, это национальное башкирское блюдо, надо резать квадратиками. Я думал, ты скажешь, национальный башкирский узор квадратик. Понятно. Так. Мы оставляем на полчаса. На полчаса его. Давай посмотрим, что у нас с мясом-то там происходит вообще. Пока у нас тесто готовится, странно звучит, да? Тесто готовится вообще. Мы смотрим, что у нас с мясом. О, какой аромат, дорогие наши зрители. Можешь понюхать его, она очень... Я, можно буду нюхать это все в течение эфира вообще? Пожалуйста. Это очень вкусно. Все, оставим, сейчас будем резать. Я хочу сказать, что мы 2 часа готовили мясо. 2 часа, правильно? Да, даже больше. Даже больше. Что мы делаем следующим? Следующий у нас будем готовить, пока у нас тесто стоит. Переходим к следующему. Баранина по-татарски. Тухтали.
По-татарски это означает «подожди». То есть, получается, бишбармак приготовить это так просто. Это закинул конину на 2 часа, что-то перемешал там тесто, положил на полчаса, а потом квадратики нарезал. Мне? Тебе готово? Да, конечно. О-хо! Все очень легко, очень просто. Тогда мы приступаем уже к следующему нашему блюду, которое называется баранина по-татарски, правильно? Да, согласен. Там-ли была хазар, там-ли. Здесь я хочу обратить внимание, мы уже берем другое мясо. Ну, конечно, это же баранина по-татарски. А почему, вот смотри, вот башкиры – конина, татары – баранина. Это вот у каждого народа свой вкус какой-то, да? Предпочтение. Предпочтение свой, как бы. Башкирия конина, в Казани как раз баранина. Ну, давай, поэтапно. Приступаем к работе. Я вам покажу. Сейчас сперва возьмем баранину, самая мякоть, задняя часть. Передок не пойдет. Голень баранина. Голень это получается вот здесь. Вот здесь, выше голени. Вот, понятно. Так, режем произвольно. Ну, так же, как конину, что ли, да? Как конина, да. Не будем мелко нарезать. А еще смотри, если у нас баранина по-татарски будет в горшочках, то есть мы уже рассчитываем, что мы будем помещать это в какой-то сосуд, да? А вот если бишбармак, это получается, оно вне какого-то этого, скажем, вне какой-то посуды, что ли, получается, да? Есть у нас специальная посуда. Есть. Специально, я вам покажу. Хорошо, хорошо. Продолжим? Давай. Я вам дальше покажу. Так, нарезаем произвольно. Ну, я смотрю, ты здесь мельче режешь, чем конину-то в тот раз. Конину там было такие кусочки, ну, да? Там уже будем конину резать, когда будем перед подачей. Порежем конину, я вам показывал, буду показать. Ставим сюда. Баранину мякоть. Возьмем. Наимшон, скажи, пожалуйста, а косточки нельзя брать? То есть мясо с костью для этих горшочков? Ну, в кости тут не войдет она, да? Не войдет, во-первых. Во-вторых... это шурпа, для шурпы, да, косточки? Для шурпы, да. Надо его варить дольше, поэтому у нас будем готовить в горшке. У нас должна быть мякоть. Вот. Берем лук репчатый. Давай я покажу. Берем репчатый лук, вы посмотрите, как это делает профессиональный шеф-повар. О, видите? Нарезаем соломкой. Не пытайтесь повторить это в самостоятельных условиях дома, если вы не шеф-повар и не жена шеф-повара. Я всегда вот думал, как это так они делают? Они же... Так, берем болгарский перец. 3 вида. Желтый, красный и зеленый. Желтый, красный и зеленый. Так. А чем у них? У них разные вкусы. Вот это я знаю, это Red Hot Chili Peppers, ну, да? Она послаще идет. Красный послаще идет. Желтый чуть-чуть. Острее? А вот это острый вообще? Ну, это слегка острое. Сперва кладем на дно горшочка баранину. Это важно? Это важно. На дно кладем в начале мясо. Ставим баранину. Закидываем лук. Потом лук. Как говорят на свадьбе, чтобы не было разлук. Так. Режем болгарский перец. А что вообще входит в это блюдо? То есть только мясо, лук и перец? Входит у нас сельдерей, помидоры, лук, все овощи. А баранга, картошка? Тоже входит картошка. Сейчас Хорошо. Вы посмотрите, это даже смотреть уже вот прям красиво. И вот когда ты даже смотришь, как Наимжон готовит уже это блюдо, уже слюнки начинают течь. Это уже даже эстетично так, это уже аппетитно. Не буду смотреть. Нет, не буду смотреть, буду сдерживать себя. Так, дальше у нас кладем лук репчатый. Овощи режем квадратики. Слушай, брат, давай мне тоже что-нибудь, я тоже буду тебе помогать, а то я стою здесь как этот. Понятно, что я как комментатор, я буду тебе самое простое. Помидоры. Я могу помидоры есть. Пожалуйста, да, помидоры есть. Давайте. Так, вот, вы посмотрите, на веточке, а? И сейчас, уважаемые зрители, для того, чтобы, знаете, можно сказать, вашими глазами смотреть на все это, я тоже решил взять нож и помогать нашему
шеф-повару. Давай, командой что делать? Что, можешь пополам разрезать помидоры черри. Я пока второй буду заправлять. Разрезаем маленькие помидоры черри на половинки. Мало половин, мало половин. Прям так хочется спеть, потому что хочется, чтобы этих помидорок здесь было много. Потому что это сладенькие помидорчики. Они... Ну да ладно. Так, мы заправляем уже второй горшочек. Шулайма? Да. Так. А я напоминаю, что в первую очередь нужно положить мясо, чтобы на дно первым легло мясо. Наверняка среди вас сейчас есть те, кто говорит: ага, а ведущий-то без перчаток. Ну что ж вы думаете-то, я уж прям вот так вот прям возьму грязными руками. Я много-много раз, я однажды играл, знаете, в кино я играл хирурга, а они, оказывается, знаете, как руки дезинфицируют? Бетонжир, да, везде. Вот я взял вот этот спирт, вот это вот дезинфицирующее средство, и все хорошенько обработал. Поэтому можете не переживать, конина и вот бишбармак и баранин по-татарски, оно будет изготовлено, приготовлено чистыми руками. Да и потом, не вы же будете это есть, а мы. Ладно, продолжаем. Даже не сомневаюсь, конечно. Давайте возьму картошку. Так. Отрезаем на... Тоже на половинке? Тоже на 4 части. А, на 4 даже. 4. Заправляем. Прошу заметить, Наимжон сюда кладет не маленькими кусочками картофель, а вот прям взял картофельную, поделил на 2 половинки и потом еще на 4. Вот, посмотрите, чтобы еще раз вам было видно. Отлично. Так, черри готово. Так, заправляем болгарским перцем, сельдерея. Но, как я понял, все перемешку должно быть, да? Чтобы там все перемешалось, такие вот они, чтобы каждый поделился своим вкусом. Конечно. А когда черри? Черри когда? Черри в конце. Так, Арат, можешь заправлять черри, пожалуйста. Так, хорошо. Так, то есть я могу вот любые все дырки затыкать черри. Я напоминаю, как здесь все происходит. В первую очередь вы кладете на дно этого горшочка мясо. Потом вы кладете лук. Видите, лук. Потом вы кладете перец. Причем перец разный, красный, желтый и зеленый. И уж в завершении, конечно же, вы кладете, извините, помидорки. О? Вот, отлично, Арат. Сейчас будем заправлять соль, перец. Вот смотрите, по поводу соли и перца. Есть люди, которые всегда говорят: я пересолила, я переперчил. Не буду говорить про кого. Смотрите, лучше брать руками и чуть-чуть заправить солью. Буквально чуть-чуть, много не нужно. Лучше потом досолить, когда уже будет готово. Да, в конце будем досолить. Потому что это же не бульон, который можно попробовать, правильно? Да, здесь же взял и все. Добавляем туда перец розовый. Ого. Горошек. Ого. Опять-таки тоже немного, да? Да, немного. Буквально штук 4-5, немного. Ну, чтобы оно не было остренькое. Смотри, шеф, я что-то заметил, здесь слишком много перца. Здесь перец, здесь перец, здесь перец. Перец у нас сладкий идет у нас, правильно? Ага. А острого у нас нету. Добавляем изюминка 4-5 штуки. 4-5 штук. 5 штук. Заливаем водой. Так здесь вода еще должна быть. Это как бульон будет, что ли? Как бульон, конечно. До конца? Не до конца. Не до конца. То есть не до краев. Больше половины. Смотри, а если бы мы вначале воду налили, а потом все сложили, вода вылилась, получается, вышла бы из берегов. Для чего, да, ставили сперва мясо. У нас снизу у нас начинает кипеть, поэтому у нас идет снизу мясо. Лук, потом картошка, потом овощи в конце. Ну подожди, мы же плотно сложили мясо, вода-то сейчас зайдет туда, нет? Зайдет. 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 Слушайте, это вообще гениально, это же, ну это просто. Что у нас дальше? Поставим этот тандыр. Подожди, а у кого дома нет тандыра, куда ставить? Ну, в принципе, можно ставить в печи его, любая печь. Газовая печь можно ставить. Духовка? Духовку можно ставить. Ну, то если есть тандыр, лучше в тандыр ставить его, потому что в тандыре она другой вкус. Если в вашей квартире есть тандыр, то, пожалуйста, воспользуйтесь им. Если же у вас просто духовка, то поставьте духовку на сколько градусов? 180 градусов на 40 минут.
180 градусов на 40 минут. А у нас есть тандыр, поэтому мы отправляемся туда. Ну что, закрываем крышку тандыра, оставим на 40 минут. Слушайте, ну здесь атмосфера накаляется не только от тандыра, но и от того, что мы здесь готовим. И, брат, так мы же забыли про наш бишбармак совсем вообще. Давайте приступаем к бишбармаку. А то мы увлеклись этой бараниной по-татарски. А как же наше башкирское блюдо? Все, давайте приступаем к бишбармаку. Мясо у нас приготовилось. Заметьте, как проверяет готовность мяса шеф-повар. Он просто берет пальцем, вот так вот тыкает, и все. Как ты понимаешь, что мясо готово? Ну, подходим, пробуем мясо. Она же мягкая. А, ты на мягкость, точно. Точно. Должен его чувствовать. Да. Ощущать само мясо на готовность. Ну, это шеф-поварские фишки. Ну что, будешь раскатывать или сам делать? Или... Ты давай покажи, а я буду повторять. Все хорошо. То есть мы отламываем маленький кусочек. Мы отламываем небольшой кусочек от общей массы. Так, сейчас будем раскатывать. Нужно его сделать тоненьким? Очень тоненьким. Очень притоненьким, очень. Это вот как для лапши, для тохмач, для супа, да, получается? Да, такой? ну как лапши делаем тоненький, а толстый очень не пойдет, потому что толстый она долго варится, но его есть неудобно. Если она тоненькая, она быстро варится, поэтому должно быть тоненький. Не знаю, как у вас, уважаемые зрители, но у меня уже в животе все начинает бурлить. Я уже жду не дождусь, когда мы достанем вот это и достанем вот это. Вы, наверное, не видите, но вот здесь вот я, вот находясь на этом месте, вижу, до какой степени ты, Наим Джон, довел это тесто. Оно же просто исхудало уже. Его же насквозь уже видно. Так и должно быть для бишбармака. Так и должно быть. Давай. Порежем квадратики. Давай. Квадратики. Вы посмотрите, вначале длинные полосочки. Ширина какая-то тоже на глаз, то есть, да? Там 3-4 сантиметра. Если я правильно предполагаю, то там туда мы будем класть мясо, да? Да. Так. Мы нарезаем квадратики для бишбармака. Тоненький слой. Это неизвестный шоколадка, где толстый слой шоколада. А здесь все должно быть тоненько, изящно. Что, когда мясо я достаю тогда? Давай я тебе буду помогать. Хорошо. Говори, что делать? Крышку снимай, пожалуйста. Но это я, дорогая, ты будешь гордиться мною. Смотри, как я изящно снимаю крышку с этой кастрюли. Встаем конину. Свежесваренную конину. А бульон как потом можно использовать? Или он тоже входит в бишбармак? Тоже входит в бишбармак. Так, мясо достаем. Сюда, в принципе, можно будет лапшу варить здесь. Она очень вкусная будет. Отдельно не будем варить. Ага. Мы будем варить бульон. А, понял. Ну, конечно, зачем нам лишний раз? Так, можешь закрыть его, Араб. Все. Закипите, уже закидываем лапшу. Спасибо. Ты возьмешь меня к себе в помощники? Запросто возьму. Ну давай, Араб, закидываем лапшу тогда. Можешь крышку снимать. Так, сейчас мы вот эту лапшу будем закидывать туда? Конечно. Ого! Итак, но бульон должен быть уже кипящим, да? Кипящим бульон, да. Угу. Закидываем лапшу. Бисмилляхи рахмани рахим. Так. Вот. Ну, очень интересно. Я вот видел, как варится лапша тоненькая просто. Здесь прям... Так она уже всплыла, брат. Сейчас
Буквально 2 минуты, все уже будет снимать. Вообще какой-то быстрый... А, нет, какое быстрое блюдо. 2 часа у нас, даже больше калина варилась, да. Так, когда ты можешь закрывать на 2 минуты. Хорошо. 2 минуты. Мы продолжаем, и посмотрите, у нас уже готова лапша. 2 минуты и каминут. И у нас канин уже. Давай. Крышка откроется. Конечно, это очень важно. Мне кажется, я, наверное, самую важную роль выполняю здесь сейчас, в этом приготовлении. Открывать крышку и закрывать. Это мое. А я напоминаю, что у нас здесь все происходит прямо на кухне ресторана Башкортостан, поэтому ничего страшного, не обращайте внимания, что у нас здесь ходят другие повара, потому что процесс-то идет, работа идет, посетителей много, слава богу, все хотят вкусно поесть, особенно мы, кто готовит бишбарма и баранину по-татарски. А слушай, а если переварить, то что будет? Она развалится? Да, развалится. Лучше не переварить. Понял, вот, хорошо. Буквально 3 минуты надо снимать. Закрываю? Да, закрывайте все. Приступаем к следующему этапу. Следующий этап – это у нас нарезание мяса. Конина вообще жесткое мясо? Она жесткая, надо, чтобы его варить буквально до готовности. Может займет 2 часа, может займет 3 часа. Поэтому... Ух ты! Слушай, ну а баранину разве тоже так долго надо варить? Баранину, говядину? Нет, баранину где-то около часа. Ага. От 40 до часа. Понятно. Опять-таки, наверное, нужно знать, какую часть коня, скажем так, брать, да? Отсюда для бишбармак, да. Ставим. Так, можно я это сниму на свой телефон? Да. Чтобы это вошло в историю. Я прям так и выложу пост, как я научился готовить бишбармак. Вот. Напоминаю, что это конина, это лапша. Конину мы варили 2 с чем-то часа, лапшу мы варили 2 минуты. Мягкая часть конины. Как это красиво выглядит, а? Угу! Это что, ты хочешь сказать то, что все готово? Еще нет. Я уж подумал, то, что все. Да. Самое быстрое блюдо. Лук, давай я. Ты же знаешь, я умею очень хорошо резать. Видишь, давай. Давай. Я буду учиться, как ты это делаешь. Нет, бери, это твой шеф-поварский. Очень тоненько. Очень тоненько. Покажи, пожалуйста. Так, давай вдвоем. Давай. Нарезаем очень тоненько лук. Слушай, ну это же, как, это сырой лук. Мы что, сейчас будем сырой лук на уже сваренное, вареное мясо и лапшу класть, что ли, получается? Так удается. О. Все, отлично. Давай, я буду ставить прямо в середине лук. О. И он сейчас, получается, весь сок отдает вниз, да? Да, весь сок отдает как бы мясо и лапшу. Заправляем лук зеленым. Зеленым лучком. Добавим крут. Ставим с краю. Ну это же, наверное, для красоты. Ты же это не будешь есть или едят люди? Едят, конечно. Вот. Я, Сегодня проверим. Я буду пробовать лапшу мяса. В конце буду есть крут. Скажи, пожалуйста, ты говорил, что это блюдо нужно есть 5 пальцами. Как это 5 пальцами тогда? Если это можно просто... Ну, понятно, что ты можешь взять мясо 5 пальцами и так далее. Или как это вообще? Вот, 5 пальцами. Возьмем лапшу, возьмем мясо. Возьмем лук. Лук. И вот 5 палец. А, это получается вот так вот схватил и все, и пошло. Так я люблю. Когда там не нужно ни нарезать, ни ложек не нужно, ни вилок. Так, к нему я предлагаю катык. 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 Будешь пробовать, Арат? Ну, конечно, буду. А прям сейчас уже можно что? Сейчас можно пробовать. Будете пробовать, уважаемые зрители, а? Вот то, что вы приготовили, вы попробуйте. А мы будем пробовать то, что было приготовлено. Или... Ну, руки чистые у меня. Чистые?
Уж если бишбармак, значит... В принципе, можешь руками пробовать. Прямо вот так брать лапшу с мясом и макать прямо на катык. Так. Беру, закидываю чуть-чуть лучочка, да? Лучочка. Прямо так втыкаю? Да. Втыкаю, макаю. Это катык, а не сметана. Смеляя. Ребят, выключайте камеру, я все буду есть. Big time, это очень вкусно. Я понимаю, что, может быть, кто-то сейчас на нас злится, то что, типа, что вы нам травите душу, мы тоже хотим. Мы сейчас вам подробно все рассказали. Что, как, где, куда готовится. У нас еще там баранина, между прочим, томится. Такая томленая баранина. Так что, то ли еще будет. А это просто вкуснотень. Стоп, надо запивать бульоном в конце. Я не хочу запивать, я хочу, да, поесть. Он горячий? После бишбармака надо запивать бульоном обязательно. То есть это получается... если ты будешь без бульона, будет как сухомятка. Да, сухомятка. Поэтому, когда будет пальцем, когда будет есть, в конце надо запивать бульоном обязательно. Откуда вообще пришло это блюдо? То есть это вот какое-то... Оно, с одной стороны, такое сложное, а с другой стороны, оно такое простое. Национальная кухня в Башкирии. Ну да. Ну что, я чувствую, что вы там уже брызжете слюной. Потому что я-то уже не брызжу, я уже поел, рахатлянов. Но у нас еще есть блюдо по-татарски, баранина по-татарски. И она сейчас там, в тандыре. В общем, тандыре. Команды, брат. Все это у нас там томилось 40 минут, правильно? Правильно, 40 минут. Напоминаю, как мы это готовили. Внизу у нас было мясо. В первую очередь мы клали вниз мясо на самое дно. Потом лучок. Лучок. Потом у нас был перец. Потом у нас были черри. Потом у нас было опять черри. И все это поливалось водой. Что из этого получилось, мы увидим сейчас с вами сами. Я в ожидании. Я в предвкушении. Ну давай, брат. Я готовлю свои ноздри, чтобы вдохнуть этот аромат. И... Давай второе тоже откроем. Давай. И все это в наш Сабантуй. И все это специально для зрителей канала Сабантуй онлайн Москва. Ну что, пробовать будешь? Сейчас остынет немножко. Надо горячего. Или прям можно горячего. Обжигаюсь, да? О, это бульон еще какой. Как там мясо, как там перец, это... Слушай, скажи, пожалуйста, женат? Женат. Ты, наверное, жену балуешь каждый раз вот этими вот блюдами, да? Нет, я дома не готовлю. Он дома не готовит. Он готовит только специально для вас, посетители, дорогие наши посетители ресторана Башкортостан. Кстати говоря, брат, я хотел, знаешь, что сказать. Наим и его команда в Коломенском на каждый Сабантуй готовят плов, правильно? Да, так и есть, готовим. То есть вы прям приезжаете в поле и вперед? Мы приезжаем туда, организуем плов на 1500 человек. Скажи, а вот такие блюда можно приготовить на природе? Или это сложно? Запросто, почему нет? На костре можно приготовить, кстати. Ну, конечно, если мы в онлайн уже готовим это все, тем более уж на костре-то. На костре запросто. Вообще ничего не стоит. А я хочу напомнить тем, кто подключился к нашему каналу только что. Сегодня мы готовили башкирское блюдо, которое называется бишбармак. Я лично для себя открыл его сегодня как блюдо
одновременно и сложное, и простое, да? Сложное в том плане, что нужно варить 2 часа конины, все должно было быть изготовлено из конины и так далее. А простое то, что это действительно съедается очень быстро и очень вкусно. То есть там не надо париться, не нужны вилки. Биш, бармак, блин, 5 пальцами это нужно есть. И вот это баранина по-татарски. Как оно выглядит, вы видели сами. Как оно на вкус, мы узнаем чуть позже сами. На этом, наверное, мы хотим поздравить всех вас, уважаемые наши зрители, с праздником, который называется Сабантуй. Но вначале я хочу предоставить слово нашему шеф-повару. Давай. Поздравляю с праздником Сабантуй. Побольше вкусных блюд на вашем столе. И счастья. Счастья вам и всем вкусной, привкусной, полезной еды и жизни вам. Вкусной, красивой, счастливой, да? Мы хотим пожелать вам всего самого-самого хорошего. Вы, несмотря на то, что в стране, да вообще в мире сейчас такая ситуация и нет сабантуев, но специально для вас, дорогие зрители, Сабантуй онлайн Москва, мы делаем этот байрам, чтобы все-таки не отходить от традиций. И Алла Берса мы уж с вами на следующий год, я надеюсь, увидимся вживую, на поле где-нибудь, вместе с Наимом, будем вместе готовить, пробовать, дегустировать и говорить «бик тамле». Будьте счастливы и сан сау болыңыз, и добро пожаловать в национальный ресторан Башкортостан. Хау болыңыз и сан сау болыңыз. До свидания. Рахман, спасибо. Сабантуй онлайн Москва. Доброго времени суток, друзья! Ресторан Башкортостан поздравляет вас с замечательным традиционным праздником Сабантуй и желает вам всем здоровья, счастья и побольше вкусной еды, особенно в нашем ресторане. Еще раз с праздником! Мы ждем вас у себя всегда. Салям Казань. Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. В голема на поташах обланка панини. Аромат космический. Сувлаки, фрегала, бризоль, шакароп, чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Исамысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. Добрый день, друзья! С вами Алсу, моя старшая дочь Софина и младшая дочь Микела. Приветствуем Московский Сабантуй 2020, посвященный 75-летию Великой Победы. И, конечно же, мы поздравляем Татарстан со 100-летием. В этом году Сабантуй проходит немножечко в необычном формате. Мы будем праздновать онлайн, как сегодня модно. И хотим сегодня с девочками приготовить для вас пару очень любимых
известных татарских блюд. С Афиной мы будем готовить супчик, лапша домашняя, называется тохмаш. А с Микелой будем готовить треугольные пирожки с картошкой и с мясом. Называются они пиш-пиш-маки. Поехали! Итак, мы с Афиной начнем с домашней куриной лапшички. Что нам нужно? У нас куриное мясо и 1 луковица. Это для нашего бульона. У нас примерно 2 литра водички, чуть меньше может быть. Вот, и мы просто кладем мяско в водичку. И 1 луковица целая, не нужно ее нарезать, мы ее потом выбросим. Все. Добавляем немножечко соли. Все. И это все будет у нас вариться примерно 1 час. Итак, пока наш бульончик варится, мы начнем делать тесто для лапши. Итак, София, давай, бери муку. У нас здесь примерно 100-120 грамм муки. Так, делай такую луночку в серединке и разбивай туда в центр яйцо. Ложкой начинай замешивать. Можно щепотку соли туда добавить и мешать. Мы немножко высыпаем муку на стол. Затем давай продолжаем месить, чтобы тесто было однородное. Обязательно снимайте пенку во время того, как супчик наш варится. Она нам абсолютно не нужна. Все вредное убираем. Вот такое тесто. Оно не прилипает к рукам. Оно мягкое, но плотное. И сейчас мы начнем его раскатывать. Прям вот тонко и очень аккуратненько мы не отрезаем пальцы. Вот так вот ее разбрасываем в тарелке, чтобы она не слиплась. Вот так вот выглядит наша лапшичка. Мы ее просто отставляем и даем ей немножко подсохнуть. Итак, пока наш супчик варится, мы с Микелой сделаем наши волшебные треугольнички, пиш-пиш-маки. Вот что нам нужно для теста. Примерно 200 грамм сметаны, 2 яйца, примерно 300 грамм муки, 100 грамм сливочного масла и соль на вкус. Насыпаем муку. Так. Яйца сама разобьешь? Да. Оба? Да. Давай масло. У нас уже мы его растопили в микроволновке сливочной. Все туда. И сметанку тоже выливай туда. И начинай все это замешивать. Видите, тесто получилось немножко жидкое, потому что, иногда это зависит от размера яиц. То есть всегда у нас должна быть еще мука, чтобы можно было добавлять.
идти на стол. Вот так вот посыпаем муку. И тесто наше нести здесь вот так надо двумя руками. Оставим наше тесто отдохнуть. Я, наверное, все-таки положу тесто минут на 15 в холодильник, потому что оно очень мягкое, просто будет тяжело нам лепить из него. Приступим к нашей начинке. У нас примерно полкило картошки, грамм 700-800 мяса. Обычно используется говядина, но я люблю больше пирожки с курицей, поэтому мы будем использовать куриное мясо. И 2 луковицы. Не бойтесь лука, он придаст сочности. Мелкими-мелкими кубиками картошку. Нарезаем тоже на маленькие кусочки нашу курочку. Приступаем к самому приятному. Лучок. Ты будешь резать или плакать? Теперь Микела. Сейчас надо это все перемешать. Я добавляю пол чайной ложки соли и немножко перца. Немного. И теперь я это все буду перемешивать. Итак, прошел примерно час. Смотрим, что там с нашей курочкой. Так, курочку вынимаю из бульона. И теперь мы должны сварить с вами картошечку в бульоне. Ждем. Наша картошечка готова. Мы ее тоже выкладываем, убираем из бульона. Наконец-то приступаем к нашим пирожкам. Присыпь его немножко мукой. Не бойся, прям смело, чтобы оно не липло к рукам. Муки побольше сюда на стол. Сделай из него такую сосиску беленькую. У нас будет много треугольничков. Сейчас мы на равные части должны разделить, наверное, где-то вот такими. Делаем такие шарики. Смотри, вот так максимально делаем из них кружочек. И аккуратненько раскатывай равномерно, чтобы был круг. Так, бери начинку, 1 полную ложку, клади в центр. Еще, наверное. Так, отлично. С 2 сторон. И так защипываешь. 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 Теперь берешь с этой стороны. Вот так. И защипываешь. И получается вот такой вот треугольничек. Центр оставляем открытый,
чтобы наша начиночка там дышала. Можно сделать такой небольшой узорчик по швам. Вот так. Сейчас я покажу. Симпатичненько будет. И крепче будет склеен. Вот такой у нас треугольничек. Мы его кладем в нашу плату. Так, следующий давай сама. Так. Потом просто сильно тонко не делай, потому что тесто порвется. Его не надо сильно тонким, да? Это не как для лапши, а потолще. Вот так. И просто делай максимально ровный круг. Вот такой. Примерно, видишь, 15 сантиметров в диаметре. Так, клади в центр начинку. Так, я думаю, что полностью. Так, и теперь попробуй склеить. Так, давай еще раз показываю, как делать узор. Смотри, с каждую последующую просто вот так защипываешь, защипываешь, защипываешь и защипываешь. Видишь, какая красивенькая получилась? И вот так потом поправляешь, чтобы получился четкий треугольник красивенький. Вот так, хорошо? Вот, отлично. Готовы к отправке в духовку наши пирожки. Надо их просто смазать желточком, чтобы они были красивенькие, блестящие и аппетитные. Так, прям аккуратненько смазывай каждый пирожочек. Духовка 180 градусов, примерно 30-40 минут. Минут за 10 до того, как пирожки будут готовы, можно вытащить их и залить в них вот в эти дырочки наши бульончик. Они будут еще более сочные. Так, прошло 40 минут. Мы вытаскиваем наши ичпочмаки из духовки. В кипящий бульон добавляем нашу лапшу и варим буквально 2-3 минуты. Наша лапшичка готова. Мы начинаем сервировать. Вот я положу лапшичку. Она получилась такая крупная, больше похожа на итальянские ньокки, но зато с любовью от души и на вкус очень даже. Так, Софинчик, давай зелень. Зелень, вот наша картошечка, наша курочка рядом. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Сабантуй объединяет!
сегодня всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года и дарим каждому гостю скидку 10% до конца августа 2020 года на все услуги Никах-центра по промокоду Сабантуй. Никах-центр – это уникальное пространство, где любая пара может получить качественное сопровождение и консультацию по вопросам организации самого главного – торжества их жизни. Поэтому, если вы задумались о создании семьи или у вас намечается праздничное торжество и вам нужен роскошный наряд, то мы приглашаем вас в наш Никах-центр. Всем привет, дорогие друзья! Баргызгада салям! Меня зовут Руслан, я являюсь учредителем компании Тубетей, татарской халяль-сети быстрого питания. Сегодня мы хотим поздравить вас с чудесным праздником Сабантуй. Этот праздник по праву является самым любимым и долгожданным для всех татарских народов. Пусть Сабантуй, как и прежде, будет символом нашего единства, веры и принесет счастье в каждый дом. С праздником Сабантуй, дорогие друзья! Шын күңелдән сезне Сабантуй бәйрәме белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез. Как многие из вас знают, Тубетей – это современный вкусный бренд татар. Поэтому сегодня наш шеф-повар Фанис приготовит для вас такие вкусные блюда, как фирменный костебургер и костебургер с творогом, бананом и карамелью. Уверен, что вам понравится. Самсес, меня зовут Фанис. Сегодня мы с вами будем готовить наш фирменный костебургер с говяжьей котлетой, а также наш десертный костебургер с творогом, бананом и карамелью. Вдохновляясь татарской культурой, мы решили сделать традиционные костебы более современным. Используя простые и доступные продукты, мы создали совершенно новое блюдо, не забывая о корнях татарской культуры. На сегодняшний день в нашем меню более 20 разновидностей костебургеров. Сейчас мы с вами приготовим наш фирменный костебургер с говяжьей котлетой. За основу этих костебургеров мы взяли наши традиционные костебы. Так как костебы всем уже знаком и известен, мы решили его усовершенствовать, сделать более вкусным, доступным и питательным. Для приготовления нашего фирменного костебургера нам понадобится лук красный, помидоры, сыр моцарелла, огурцы маринованные, пекинская капуста и наш фирменный соус. А также нам понадобится говяжья котлета, которую мы заранее обжарили, и пшеничная лепешка. Как вы уже заметили, все ингредиенты мы заранее подготовили. Для начала мы берем лепешку. Равномерно добавляем соус. Выкладываем пекинскую капусту. Важная деталь: для того, чтобы правильно собрать наш костебургер, мы должны оставить расстояние шириной 2 пальца. Далее мы берем помидор и выкладываем на пекинскую капусту. Затем берем маринованные огурцы и выкладываем поверх помидор. Поверх огурца мы кладем красный лук. Для костебургеров лучше использовать красный лук, так как он лучше подходит в этот состав. Дальше мы кладем котлету, которая готовится только из мяса халяль, и сверху посыпаем сыром.
Вместо сыра моцарелла вы можете использовать любой другой сыр, который хорошо плавится. Теперь нам нужно правильно завернуть костобургер. Для этого мы берем ту сторону, которую мы вначале оставляли, сгибаем ее и сверху закрываем другой стороной лепешки. И дальше наш костобургер мы отправляем в пресс-гриль. И смазываем сливочным маслом для того, чтобы получить золотистую корочку. Достаем наш костобургер. Посмотрите, как вкусно тянется сыр. Вот такой вкусный костобургер у нас получился. А теперь мы будем делать наш костобургер-десерт. Для сладкого костобургера нам понадобится творог с сахаром, банан, шоколадная лепешка, карамель и банановый топпинг. В отличие от фирменного костобургера, лепешку для сладкого костобургера мы обжарим в начале. Буквально 3 секунды. Раз, два, три. На теплую лепешку мы выкладываем творог. Творог должен быть без комочков, чтобы масса была более нежная. Для этого вместо сахара вы можете использовать сахарную пудру. Берем банан, чистим его от кожуры. Тонко нарезаем. Затем выкладываем на творог. Дальше мы берем карамель и тонко поливаем. Сверху добавляем банановый топпинг. И по такому же принципу мы начинаем собирать наш сладкий костобургер. Как вы уже поняли, ничего сложного в приготовлении костобургера нет, так что вы с легкостью можете приготовить их дома. Приятного аппетита! Миру Татарстан открой. Татар мультфильм.
Этот мир, он такой один. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Татарскарф – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарф по промокоду Сабантуй до 15 июля. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн-Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт — это #МСК. Здравствуйте, меня зовут Владимир, и сегодня мы будем готовить плов. Для этого мне понадобится рис, морковка, лук, говядина, и, естественно, специи, зира, барбарис и куркума. И для начала мы, естественно, будем разжигать огонь. И пока у нас разжигается и разогревается казан, мы нарезаем лук. Луку на 2 килограмма риса мы взяли 300 грамм. Нарезаем полукольца. Сейчас в казан наливаем масло. Нам хватит буквально-таки 500 грамм. Масло разогреется, и мы будем закидывать лук. Масло у нас разогрелось, и мы закидываем лук. В раскаленное масло продукты лучше опускать ниже. Чем ниже, тем меньше будет брызг.
Сейчас нарезаем мясо. Мясо мы взяли, как вы помните, говядину. Нарезаем крупными кусочками. Большими кубиками. Мясо мы взяли на кости. Ну, кость я уже срезал до этого. Мясо мы взяли где-то 2 килограмма на 2 килограмма риса. Чем жирнее мясо, тем сочнее будет плов. Лук надо периодически помешивать, чтобы он равномерно пожарился. Лук обжариваем до темного коричневого цвета, чтобы потом при варке с мясом, при тушении, при жарке он полностью растворился, и в плове мы его не будем чувствовать только аромат, цвет и запах. Опускаем мясо. Или запускаем мясо. Периодически помешиваем, чтобы мясо равномерно приняло золотистый цвет. На костре очень трудно, но жар должен быть очень большой, чтобы у нас мясо не варилось. Нам все нужно жареное. Да, мы чуть-чуть попозже потушим, но сначала мы должны хорошенько обжарить мясо. Чтобы весь сок, вся сочность оставалась внутри. Это дальнейшие действия. Он сейчас обжарится, я его чуть-чуть присолю, залью водой, но будет у меня томиться под крышкой. Потом я буду резать морковку. Главное, не забываем следить за жаром. Жар должен быть очень сильный. Вот смотрите, лук у нас почти весь растворился уже и дал цвет мясу. Дальше мы немножко присолим. Буквально-таки 2-3 щепотки. И зальем мясом и закроем крышкой. Пускай томится, тушится. Ну и пока у нас тушится мясо, мы займемся морковкой. С морковкой мельчить не стоит. Нужно ее резать крупными брусочками. Почти как картошка фри. Если была бы баранина, то готовилось бы все в 2 раза быстрее. Нам бы не пришлось даже тушить. Баранина нежное, мягкое мясо. Говядина пожестче. Все, мясо у нас почти готово. Обжарилось как надо, потомилось. Следом мы загружаем нашу морковку. Доливаем водички. Закидываем барбарис. Нам много не надо, грамм 20. Куркуму. Ну, грамм 10-15 тоже. Много тоже не надо. Борщик не надо, будет слишком ярко выраженный акцент на нем. Подсаливаем еще раз. Нашу массу нужно хорошо приправить, так как в дальнейшем всю соль заберет рис. И, естественно, зира. Все, и ждем, пока у нас приготовится морковка. Немного надрезаем чесночок. И следом за морковкой. Заранее промыли рис. Немного его замочили в воде, чтобы он у нас быстрее приготовился. Рис я использую длиннозерный, басмати. То, что я его замочил, он у нас уже почти готов. Буквально-таки минут 15 у нас он будет готов. Морковка у нас почти готова. Мы не доводим ее до конца, потому что ей еще придется готовиться вместе с рисом.
Закладываем рис. Небольшие движения ложкой. Закрываем крышку и ждем до полного приготовления. Рис будет готовиться минут 15. И пока рис у нас доходит, мы сделаем небольшую нарезочку из овощей. Дополним это блюдо овощами. Нарезаем произвольно, крупно нарезаем, чтобы это было можно есть в прикуску. Все руками. На родине, в Узбекистане, плов едят руками. Итак, плов у нас готов. Мы его снимаем с огня. Нам его остается только перемешать. Аккуратно, чтобы у нас ни морковка, ни мясо не развалилось. Смотрите, какие кусочки. Они почти разваливаются. Из-за этого мешаем аккуратно. Осталось только выложить и оформить овощами. И вот наш плов. Оформляем. Приятного аппетита! В голема на поташах обланка панини. Аромат космический. Сувлаки, фрегала, бризоль, шакароп, чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм.
Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. Ассаляму алейкум, исямис. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в ресторан «Казань», город Эмираты. Меня зовут Джалиль. Хотел бы всех поздравить со столетием Республики Татарстан, также с Сабантуем. Это удивительно. Это онлайн-версия Сабантуя. И в честь всего этого я хотел бы приготовить и показать вам мастер-класс татарское национальное блюдо балеш. Что нам понадобится? Мясо, можно использовать птицу, можно баранину, на любой вкус. Также нам понадобится лук, картошка, перец и лавровый лист. Но сначала мы должны приготовить форму. Это тесто. Чтобы сделать тесто, нам понадобится тара с мукой, где мы с вами сделаем ямочку, вороночку. Берем сырое яйцо. Можно использовать молоко, либо воду. Мы используем молоко. Добавляем чайную ложку соли в молоко. Хорошенько все это дело смешиваем. И начинаем все это дело смешивать. И осторожно добавлять, не торопясь, молоко. Также не забудем добавить еще и масло. Можно оливковое, можно подсолнечное. Все это мы дело смешиваем в течение нескольких минут. Из чего у нас получится тесто. Теперь мы должны сделать из нашего теста блин традиционный. При помощи скалки начинаем его размазывать. Это займет буквально 2-3 минуты, у кого-то аж 5. После чего у вас получится вот такая вот красота. Что мы будем делать дальше? Берем формочку. У нас с антипригарной поверхностью. Если вдруг у кого нет, то можно использовать какую-либо кастрюлю. Примерно такого формата. Если же она у вас не антипригарная, то я вам советую обмазать его маслом, чтобы не прилипло тесто. В нашем случае мы еще внизу добавили пергамент, для того, чтобы легко можно было вытащить наше блюдо. Что мы делаем дальше? Мы берем осторожно тесто и кладем в нашу формочку. И убираем в сторону. Ну что ж, теперь перейдем к подготовке самой начинки. Что мы будем делать? Мясо смешиваем с картошкой, с луком. Добавляем чайную ложку перца, лавровый лист, подсолнечное масло,
Мы все это дело начинаем смешивать. Можно двумя руками, тремя руками, кому вдруг повезло. Как только мы все это дело смешали, берем нашу формочку и переносим все сюда. Ну что ж, как только мы добавили нашу начинку, мы должны избавиться от краев. Они нам на самом деле не нужны. Постарайтесь это сделать после того, как добавили начинку, а не до этого. Ну что ж, убираем наше тесто. Заранее, пожалуйста, приготовьте еще и крышку. Заранее приготовьте еще крышку, чтобы закрыть сверху наш балеш. И начинаем все это дело хорошенько склеивать по бокам. У профессионалов, само собой, все получается намного лучше. Но для начала тоже неплохо. Главное практика. Также мы обязательно не забываем добавить воронку посередине нашего пирога, для того, чтобы во время готовки, после 20 минут, когда мы положили его в духовку, мы смогли залить его бульоном. Бульон мы тоже заранее приготовили. Также мы готовим еще и крышку. Закрываем нашу крышку, наш шедевр. Что ж, пойдемте. Значит так, как только мы приготовили основу, заранее, до того, как все приготовите, вы должны разогреть свою духовку на 180 градусов, чтобы он был уже горячий. Кладем его на 20 минут. На 20 минут ставим таймер. И ровно через 20 минут мы должны выключить балеш. Будьте осторожны, он горячий. И сейчас расскажу, зачем нам нужна была крышка. Открываем нашу крышку и заливаем в нее бульон. Как только мы зальем весь бульон, который приготовили, возвращаем обратно. И ставим уже на 100 минут. Чтобы всего балеш готовился 2 часа при 180 градусах. И ровно через 2 часа, балеш у нас готов, становится вот такой вот красотой. Давайте попробуем ее. Для чего нам понадобилась еще пергаментная бумага? Чтобы осторожно ее так вот схватить. Надо было побольше оставить. Горячая. И вот так вот ее переносим. Ну что ж, идем? Мы старались, и по татарской традиции мы обязательно даже заранее заварить чай, чтобы было все вкусно, все традиционно. И самое главное, я думаю, финал,
по татарским традициям именно баляш нужно ее крышку подрезать. Для чего? Потому что, когда вы с друзьями, с семьей, все вместе с этой тарелки вы начинаете кушать его начинку, а хлеб отламывать. Хлеб отламывать и закусывать. Вот такой вот вкусный баляш. Отламываем хлеб. Приятного аппетита. Без берга. В наше время мало таких душевных проектов. Это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет тибетеек, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Рада вас видеть в мусульманском магазине оригинальных татарских подарков «Салават». У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном, Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. А полить можно? Легко. Не, сгорит. Пойду на кухню. Нам, татарам, все равно, что война, что Сабантуй. И сегодня замечательный праздник Сабантуй, и мы будем готовить очень вкусные блюда. Я не татарка, я не знаю. Соберун такой, собираются все. А давайте погуляем, будет Сабантуй. Кухня, шары, веселуха очередная. Друзья, сегодня мы будем готовить замечательное блюдо шурпа. Для этого мы возьмем самые вкусные и интересные продукты. Это дайкон. Ну что это, зверек такой? Ведь что это, дайкон? Мой отец, например, запекал в духовке. Салат, который кладут разные блюда такие. В клюквенном соусе. Вот, с поджаренной корочкой. Готовим мы на 100 человек, а может быть будет еще и больше. И в этом мне помогает мой помощник, соратник и единомышленник Мира. Для шурпы я возьму замечательного башкирского гуся. Посмотрите. Конечно же, мы берем морковь. Морковь прям с грядки, с ботвой. Томаты. Томаты выбираем самые
вкусные и ароматные. Сейчас как раз сезон. И, конечно же, много-много-много вкусной ароматной зелени. И я хочу пригласить к себе на кулинарную студию шеф-редактора Владимира. Он наверняка думает, что это легко готовить. Но сегодня он почувствует на себе, какое это большое удовольствие. Владимир. Не, я всегда думал, что, конечно, у тебя тут что. Привет. Встал, приготовил. А перчатки обязательно? Обязательно перчатки. Зачем? У нас все по нормам. Друзья, мы начнем обжаривать или обжигать, как говорится, гусей, чтобы удалить лишние перышки. А если у меня такой штуки дома нет, как быть? На рынке это делают, обжигают или просится, чтобы это делалось. Пожалуйста. Ух ты. Прям вот так, О. да. А на газовой плите можно это сделать? Да, конечно, можно. Только желательно газовую плиту ложить фольгой, чтобы сок не испачкал плиту. То есть мы берем гуся и просто его вот так над плитой. Да, крутим. Над огнем туда-сюда. Да. Только самое главное не увлечься и не приготовить его на газу. Они больно кусаются, и у них очень трудно своровать яйца. Вытягивают шеи, бегут за тобой. У меня мама их выращивает. В старые времена это было блюдо, которое преподносилось королям, там, лордам. Так, но сейчас мы будем обрабатывать мясо от кости, поэтому я думаю, что вам нужно одеть фартук. Вот так, оп. А для чего нам нужно отделять мясо от костей? Мы же варить его будем вроде. Конечно, мы сделаем такую двойную шурпу. Мы отварим скелеты вкусные, сделаем классный вкусный бульон, а мясо обжарим на сковороде, и получится шурпа насыщенная, вкусная и без костей. Будет удобно есть. Делаем надрез вот здесь, вот так. Ага. Затем вот здесь есть косточка. Так. Мы делаем надрез над косточкой, вот так. Делаем надрез вот здесь. Вот здесь. Ну, такой небольшой, чтобы нам было легче идти. Как вы это делаете? Все. Вот так Всё? берем пальцем, вот так. А теперь ведем по кости ножом, просто играючись. Саш, это на каком курсе института учат? Это на втором. На Затем, втором. как только мы... То есть я сразу на второй курс перешел уже? Да, я думаю, что сегодня мы и закончим сразу институт. Затем берем и вот здесь делаем надрез еще один. Над Снимаем, да, вот так. Снимаем как бы грудку. Видите, на кости не остается мяса. Это очень хорошо. Я думал, что кость всегда лучше с мясом. Это Нет, жирнее, нам вкуснее. главное мясо же в блюде, мы будем есть. А кости мы потом в сторону. Так, теперь у нас крылышко. Так. Делаем вот так. Затем у меня- вот так. Если трудно, то можете делать вот так вот. Раз. И продолжить. В кулинарном институте. Вот там как зачет? Условно, зачет по картошке или там зачет по супам. Как это происходит? Ну, там идет сначала Если уж само мы приготовление учимся. блюда, и его раскладывают на составляющие. То есть продукт, обработка, процент обработки, Так. составление этих карт для того, чтобы получилось полноценное блюдо. Целая теория, так можно сказать. Вот эту часть крылышка мы кладем к мясу. Которая А вот- нижняя или верхняя? Нижняя. Нижняя, да. А это, так как гуси у нас уже чистые, опаленные, мы бросаем в холодную воду, в казан. Я почему-то думал, что мясо всегда надо бросать в горячую воду, нет? Ни в коем случае. Есть такое как бы правило. Если мы хотим получить сочное, вкусное мясо, мы его кидаем в кипяток. Если мы хотим получить классный, вкусный, наваристый бульон, мы кладем в холодную воду. А почему так? Потому что, когда кидаешь мясо в кипяток, поры закрываются, мясо остается как бы, то есть внутри весь сок, но бульон получается слабым. А когда ты мясо, прямо такое вот живое, бросаешь в холодную, начинаешь варить, мясо постепенно отдает свой вкус и сок. И получается офигенный, вкусный, наваристый бульон. То есть надо выбрать, что мы будем есть, мясо или бульон? Вот поэтому мы сегодня делаем две техники. Мы бросаем в холодную воду скелет и начинаем томить, получать классный, вкусный бульон. А мясо вкуснейшее мы обжариваем, закрываем поры и потом уже бросаем в кипящий бульон. Отлично. Теперь самое интересное, да. Берем ножку и делаем вот такой надрез. Раз, два, три. Ломаем косточку и надрезаем. Слушай, я что-то опять не так с ногами. Все отлично. Ноги это не мой вид спорта, я понял. Да, я когда работал врачом, я шучу. А вот здесь было очень интересно на самом деле. Когда ты вот ломаешь ногу и говоришь, когда я работал врачом. Обязательно убираем вот эту часть.
Вот так. Опа, это же очень вкусно, я слышал. Ну, вот эта вот часть, она не очень вкусная, поэтому... Почему? Мы ее удалим. А мне бабушка всегда говорила, что птицы самое вкусное – это хвост. Тут просто есть железы, которые не очень. Невкусно. Да, выкинем. А это железы это у мальчиков или у девочек гусей? В анатомии с гусями я еще это у меня в будущем разобраться. Отрезаем шею сильным движением. Слушай, ну это тяжелая работа, повар. И вот раз ее. Если нет, то вот так делаем. Все отправляем в воду. Вот это все мы будем сейчас вываривать. Отправляем. Включаем плиту. Смотри, а мой не тонет. Волшебный какой-то гусь. Я вот сколько с тобой работаю, все время у меня был вопрос, почему ты так любишь гусей? Почему ты везде все хочешь приготовить из гусей? Гуси – это сложный продукт. Вот я повторюсь, их кормили за 2 недели до убоя яблоками. Зачем? Если этого не сделать, мясо не будет таким сочным, вкусным и ароматным. Я правильно понимаю, что если ты выращиваешь гусей и кормишь их яблоками, ты можешь, когда их продаешь, ставить табличку и писать «гуси яблочные». Да, на самом-то деле, я думаю, что рублей на 150 можно даже цену поднять. Я что-то не то сделал. Не каждый Владимир усовершенствовал разделку гуся. Я поздравляю вас. Видите, что получилось? Грудка на кости. Грудка на кости. Да, получается как котлета по-киевски, Олег. Котлета по-башкирски. Да. В следующей программе мы обязательно приготовим котлету по-башкирски. Все мы любим салат. Обычный деревенский салат. Нет, помидоры, ялтинский лук, зелень, да, сметанка. Я понимаю, что подать банально салат я не могу. Должен быть какой-то финт. Я взял это все, пробил в блендере и сделал такой замечательный вкусный соус. И подал крымской камбали. Слушай, это какая-то разводка получается. То есть человек приходит, вроде бы просит какой-то необычный салат, а ты ему даешь обыкновенные помидоры с огурцами, так? Мы это называем, там, допустим, камбала в сочетании с тем-то, с тем-то и с тем-то. Саш, я уже устал быть поваром, если честно. Ну, я надо понял, потерпеть, потерпеть. Надо немножко осталось, совсем чуть-чуть. Я понял, что это тяжелый хлеб. Сабантуй, в принципе, я считаю, это практически русский народный праздник. Ведь не зря же говорят, поскреби русского, найдешь татарина. Ну да. Каждый из нас немножко татарин. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Гуси. Будете готовить вместе с нами? Будем. Замечательно. Сейчас мы разделаем, я уйду. Да? Ваша очередь. Шеф-повару нужны помощники. Да, хорошо. Проходите, мойте руки. Я наконец-то займусь своим делом. Проходите, пожалуйста. Меня зовут Александр. Мадина. Очень приятно. Мы сейчас будем готовить овощи к нашей шурпе. В некоторых рецептурах к шурпе кидают все целиком. Я сегодня буду кидать и целиком, и буду резать. Я буду миксовать нарезки для того, чтобы было и удобнее есть. И берем и быстренько нарезаем вот так морковочку. Вот таким движением, плавным движением ножа. Давайте я вам даже... Берите нож в руку, ничего страшного, берите. И пойдем вместе. Вот так, вот так. Все, и теперь погнали, погнали, играющись. А какие специи вы кладете? Зира, лук. А лук же это не специи, да? Это... Ну почему? Да. Лук обязательный такой. В моей шурпе очень играет огромную роль эта зелень. Я возьму такую чудо-мясорубку. О, да. Представляете, да? Да. Вспоминается детство такое, да? Ну, а то сейчас вообще разленились. Есть. У нас у мамы еще есть вот такая мясорубка. Возьму петрушку, отрежу кочерышки. Я ее вот так порву и буду крутить на мясорубке зелень. Я люблю, когда вот именно присутствует такая, как бы, а-ля такая ручная работа. Если мы перебьем в блендере, выделится очень много сока, и не будет именно вот этих вот крупиночек, которые мы добавим в конце в шурпу. Добавляем базилик. Беру зелень. Слышите, какой аромат? Да. Да, уже можно просто сейчас посолить. Чудо какое-то, а? Кинза. Прям порву ее. Прям не активно кипит. Не активно кипит? Да, это специально так. Да. Ни в коем случае бульон не должен закипать активно, потому что он будет тогда мутным и некрасивым. Все должно идти постепенно. Я возьму немножко еще тархун. Тархун. Добавим немножко ароматного укропа, только совсем чуть-чуть. Укроп имеет очень такой яркий вкус. Я помню из детства, когда мама меня просила перекрутить мясо,
я крутил мясо, а потом для того, чтобы ничего в мясорубке не оставалось, я делал обратно. Да, помните эту технику, а? И потом обратно, и ничего не оставалось. А в котлеты кусочек хлеба, да, в конце. Добавляли в конце картошку. А потом это вошло даже в классические наши блюда семейные. Картофель в котлетах, он придает сочность и да, вкус. Вместо хлеба я тоже добавляю картошку. Видите, у нас с вами очень много общего. Общего, да. Я вместо хлеба картошку тру на терке. И очень вкусно получается. Вот такая замечательная приправа. Это только начало у нас получается. Я беру замечательную смесь к шурпе. Здесь и кориандр, и зира, и кумин, и много-много ароматов. И добавляю в зелень. Смотрите. И теперь я возьму 2 острых чили. И прям порежу прям семечками. Может быть, кто-то еще хочет помочь? Хотите? Проходите, пожалуйста. Друзья, вы знаете, вы знали, что если вы пропустили сбор пенки, что нужно сделать? Процеживать? Нет. Вы добавляете 300 грамм, 400 грамм ледяной воды и пеночка опять поднимается. Здравствуйте, меня зовут Александр. В классической шурпе в одних из рецептов лук кладется целиком. Но мы хотим, чтобы лук отдал весь сок туда. Поэтому мы должны с вами порезать вот таким способом. Плавным движением ножа раз. И вот таким движением. Мадина, большое вам огромное спасибо. Я очень рад искренне знакомству. Это складываем в миску и займемся сладким перцем. Да. Мы возьмем разных цветов. Да, конечно, потому что кушание должен быть не только аппетитным, но и красивым. Правильно. Вазген, а что, вот, по твоему мнению, самое главное в твоей авторской шурпе? Это вдохновление, так как, скажем, из 33 букв тот же Пушкин сочинял шедевры, а кто-нибудь сидит, я не знаю, в Петрозаводске и пишет кляузу, да, так и Журкин. Этими же ингредиентами он сочиняет шедевры кулинарного искусства, а я простой человек, я буду просто помогать. Ну что, Вазген, большое вам огромное спасибо за помощь. Я очень рад нашей встрече, вашей помощи. И сейчас все будет готово, я жду вас на эту замечательную шурпу. Ну что, друзья, овощи у нас подготовлены. Именно такой способ приготовления шурпы, когда из костей вывариваешь все, что можно, весь сок, это очень полезно также для суставов. Скелеты от башкирского гуся у нас еще варятся. Я займусь опять зеленью. Я буду смешивать сметану с кинзой и петрушкой. Почему я выбрал 2 этой травы? Потому что они действительно дополняют друг друга и не мешают вкусовым качествам. Беру сметану. Ох, фермерская, домашняя сметана. Ох, прям масло. И добавляю прям к зелени. И добавлю чуть-чуть чеснока. Зелень, сметана, чеснок. И хорошо перемешиваю. Посмотрите, какой крем. Ну а теперь самое важное дело. Я разогрел масло, кидаю веточку розмарина, 1 маленький чили, кипящее масло. И обжариваю вот такого замечательного гуся. Я закрываю поры для того, чтобы весь вкус и весь сок остался внутри. Потом я буду это варить в казане. Я проварил скелеты башкирского гуся 2,5 часа. Я думаю, это будет достаточно. Сейчас я их буду вынимать и загружать обжаренного гуся. Как только я закончу бросать мясо в казан, я сразу же добавлю репчатый лук. Лук прям придавливаю вот так слегка и бросаю гусю. Я хочу, чтобы действительно лук весь свой сок отдал бульону. И в конце приготовления шурпы он исчез. И остался только вкус и аромат. Я порезал помидоры.
сочные, ароматные помидоры и также раздавливаю и добавляю в шурпу. Все, отличненько. Теперь я жду, пока это прокипит минут 20. И я думаю, что мы можем заняться пирогами. Ну что, друзья, мы продолжаем праздновать праздник Сабантуй. С разными начинками. Вот эти вот курятники, рыбники, учпич, мак. Я знаю название, но никогда не пробовал. Треугольник с картошкой и с говядиной. Это очень вкусный пирожок. Это обалденно, самый мой любимый пирожок. Молодой человек, молодой человек, можно вас на минуточку? Меня? Конечно, я чувствую, что вы прям рождены для готовки на нашей кухне и любите пироги. Ну, могу съесть пирожок. Меня зовут Александр. Дмитрий, а где пирожок? Мы сейчас будем с вами готовить. Только еще готовить? Пожалуйста, фартук. Да, давайте. Вот, оп. Сейчас, и для того, чтобы сделать вкусные пироги, нам нужно сделать вкусную начинку. О, баран? Ягненок, он молоденький. Молодой баран. Добавил немножко курдюка и приправил чуть-чуть солью, чуть-чуть. Теперь я разогреваю замечательный сотейник. А почему эта кастрюлька называется сотейник? Я всегда хотел Потому спросить. что на кулинарном жаргоне он называется сотейник. Не бей меня сотейником, да? Я когда прихожу поздно домой, жена бьет меня этой вот штукой. Погнали, наливаем кукурузное масло. Почему кукурузное? Потому что кукурузное масло при повышенной температуре 80 градусов и выше не расщепляется. И не получается горечи, и оно не горит. И добавляем замечательный белый репчатый лук. Коллега, я могу уже соль? Солите чуть-чуть. Никогда сразу продукт не мешайте, потому что из него выходит сок и получается не очень вкусно. Я обычно дома миксером работаю. Да что ж у вас там за дом такой, я не знаю. Ну что, будем замешивать потихонечку тесто. Да, шипит не надо еще? Минуточка. Главное не торопиться. О, этот инструмент мне знаком. Ой, до сих пор. Все, отличненько. У нас есть с вами молоко. Ага. Мы добавим немножко маргарина. Ну, почему именно маргарин, Александр? Ну, потому что сливочное масло будет очень сильно жирно. А маргарин, он такой нейтральный. Чуть-чуть, чтобы да, я не вот беру, сильно жирно. аккуратненько отправляю в молоко. Затем я беру соль. Добавляю по граммулечкам, сахар. Главное, чтобы лук не сгорел. А то мы сейчас наколдуем с вами. Пришли поклонники мои. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете его? Конечно, знает меня. И теперь высыпаете муку на стол горочкой. Только горочкой. Хорошо. Та-дам! Я отойду. Это горочка? Сейчас будет горочка, подожди. Эверест. Я теперь понимаю вашу супругу. Да. Ее тоже сразу все начинают понимать, когда я начинаю что-либо делать. Готова горочка, Александр. Теперь делайте воронку. Вулкан. Воронку. У вас сейчас вулкан. А теперь сделайте в вулкане воронку. Есть. Кратер. Вбивайте сюда 3 яйца. А я добавлю фарш. Так, прям в лук. Вот правильно. так. Сделаю его Я вкусным, насыщенным. И когда я добавляю мясо, я ни в коем случае сразу не перемешиваю. Я жду, пока оно поджарится. Когда я добавляю яйца в муку, я сразу не перемешиваю. Я подогреваю молоко, чтобы у меня растворился сахар, соль, маргарин чудесный. Пока я слежу за молоком, отправьте, пожалуйста, морковку в нашу шурпу. Отлично. Теперь плавным движением руки вы аккуратненько начинаете тут перемешивать 3 яйца. Представьте, что вы в песочнице. Да, мне это очень нравится. Я же скульптор по второму образованию. Я думаю, сегодня у нас пирожки будут от великого скульптора Дмитрия. Скажи, пожалуйста, я могу испортить тесто, что-то я чувствую? Не, под моим руководством, я думаю, навряд ли. И чуть-чуть добавляю жидкости. Видите, у меня в сотейнике нету сока. Это очень хорошо, потому что весь сок остался в мясе. Подтверждаю. Как оно, запах? Обалдеть. Я там положил морковку, посмотрите, вроде бы неплохо. Вы куда ее положили? Рядом, я не пойму. А, нет. Шурпу. Правильно, в шурпу. Я забрасываю в шурпу картофель. Для того, чтобы наша начинка была более мощная и вкусная, я добавлю замечательный сыр. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, покушаю сытнее. Как там, Дмитрий, у вас дела? Ты знаешь, вам хорошо. помощь не нужна? Заходите, пожалуйста. Помогите нам.
Заходите, заходите. Александр, Лидия подошла. Очень приятно, да. Здравствуйте. Лидия Михайловна, покажите Дмитрию, как это делается на самом деле. Тесто очень хорошее получилось. Конечно. Мы старались. Тесто надо вот так туда, чтобы оно наполнялось кислородом. Ну что, друзья, а я, наверное, добавлю сладкий перец. У меня есть замечательный вяленый гусь. Я буду его рвать и бросать в шурпу. Шурпа приобретет замечательный, восхитительный копченый вкус. Червячка можем, да? Как там у вас дела, коллеги? Отлично, мы делаем червячков и трубочки. Александр, какие мы будем пирожки, большие или маленькие? Маленькие. На зубок. Да. Ой, средний любимый это же размер. мой любимый размер. Средний пирожок. Шеф, это мой первый кружок. Или больше, меньше, больше. Это очень хорошо. Вы можете делать даже вот так вот раз и вот так вот катать шарик. Вот так. Или если вам не хочется, можете делать вот так, да. Отлично. Или вот так вот. Друзья мои, а у меня есть предложение. А давайте все вместе. А давайте, кто хочет, просто подходите и будете пить свой пирожок. Подходите, пожалуйста, просто руки чистые, все. Подходите, каждый катает, вот фарш. Давайте сделаем такую дружную. Дружный пирожок. Да. Команда гусей справилась с задачей. Молодцы, браво вам все, лучшие. Ставим расстойку и ждем приготовления, а мы пойдем готовить дальше. Я думаю, что наши пироги надо поставить в духовку. Оп! Да. Я вам благодарен за помощь. Жду вас всегда. Спасибо, шеф. Гости. Шурпа уже наша почти готова. И ее нужно красиво подать. Бутылка, это понятно, обязательно, я думаю. Выпивку, кто выпить любит, мухоморами, Закуски и красивые стаканы, рюмочки там. зайчиками из яиц. Главное, блюдом, людьми. Кто желает? Идите тоже сюда. Отлично. Это украшение пришло к нам из Китая. Я вас попрошу взять морковочку и аккуратненько почистить. Пожалуйста. А вы, пожалуйста, дайкон, морковь. Мы слегка выравниваем. Вот так. Делаем такой а-ля квадратик. Я беру и таким движением руки, смотрите внимательно, надавливаю чуть-чуть. Чуть-чуть. И делаю вот так. Оп. Сложный процесс. И вот так вот я иду до кончика. Все. У нас с вами заготовка готова. Теперь я включаю чудо-слайсер. Делаем вот такие Ой, красота. лепестки. Если нет слайса, можно сделать экономкой. Вот так. Двумя пальцами кладете на эту руку. Двумя пальцами берете и делаете скрутка. Делаете скруточку такую. Затем берете две зубочистки и делаете крест-накрест. Берем лепесток и делаем вот так. Раз, два. И нанизываем, давайте вот так пойдем, на зубочистку. Берем следующий лепесток и делаем так же. Раз, два. И также нанизываем на зубочистку. Берем еще один лепесток. И морковка превращается Супер. в цветок. Просто супер. Я беру дайкон, делаю такие вот кружочки. Если вдруг вы делаете дома салат из дайкона, и он слегка горчит, вы опустите его в холодную воду минут на 15 по проточную. Интересно. Горчинка уйдет, у вас останется хрустящая, бодрая такая редька. Значит, берем один лепесток, оп, и делаем вот так. Воспользуйтесь помощью зубочистки. Затем берем еще один лепесток, складываем до половинки и делаем вот так. Делаем розу. Вот так. И так повторяем по всему кругу 3 раза. Вот такой простой цветочек у нас получился.
Большое вам спасибо. И вам. Огромное. Шурпа готова. И теперь мы будем сервировать и украшать наше замечательное блюдо. Погнали. Возьмем немножко перчика прям разноцветного, посмотрите. И, конечно же, я выберу самый красивый кусочек гуся, а даже не один. Вот так. А теперь беру замечательный лаваш и смазываю его сметаной с зеленью. Положу рядышком. Заключительный этап. Я на тарелочку положу, да, это замечательный цветок из моркови, который вы сможете снимать с зубочистки и хрустеть. И также наш замечательный дайкон, который освежит шурпу, чуть-чуть петрушечки. Добавляю немножко укропа. Прямо на картошечку, вот так. Пироги. Я думаю, что сегодня праздник Сабантуй удался. Готовьте с нами, как в ресторане. Татар мультфильм. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. На дне монету ты найди, соперника попереди, поддержит молодость, всегда кисломолочная среда. А также на Сабантуе пекут румяные эшпышмаки. Эй, Харшала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бит бұрынғы бәйрәм бит бұл, бейі әйдә жырла. Харшала Сабантуйны, Харшала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Смотри, наклонное бревно, какое скользкое оно. Держи баланс, шажок другой, ты не упал, ты наш герой. А еще на Сабантуе много вкусной еды. Эй, Харшала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бит бұрынғы бәйрәм бит бұл, бейі әйдә жырла. Сабантуй! Made in Tatarstan. Нас встречает Сабантуй, пой песни, танцуй. Узор татарский надо знать, чтоб полотенце вышивать. Вот самый лучший сувенир получит в дар его батыр. А еще на Сабантуе вам предложат самые вкусные в мире кыстыбы. Эй, Харшала Сабантуйны, эй, да уйна жырла. Бит бұрынғы бәйрәм бит бұл, бейі әйдә жырла. Харшала Сабантуйны, Харшала Сабантуйны. Сабантуй! Made in Tatarstan.
качает сабантуй, пой песни, танцуй. Чак-чак, беляш, ищ, пищмак, купатика и баурсак. На сабантуе все вкусней, садись за стол, ты поскорей. А еще на Сабантуе готовят самый большой чак-чак. Hey, Horşala Sabantuylu, eyde oyna jırla. Bir fırıngı beyren bit bu, diye eyde jırla. Horşala Sabantuylu, Horşala Sabantuylu. Сабантуй. Made in Tatarstan. Хаумахыгыз. На башкирском языке это означает «здравствуйте». И сэммэсэс. Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». Мне традиционно бишбармак, цезарь с креветками и плов по-узбекски. Наше разнообразное меню включает в себя башкирскую, восточную и европейскую кухню. В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. А на нашей просторной веранде вы можете насладиться горячими блюдами прямо на свежем воздухе. Биг тамле. Яскиле да кита дмер шулаюта. Приходи, приходи в наш караоке-зал. Яскиле да кита гмер шулаюта. Рахимит, добро пожаловать в Башкортостан. У-ху! Вы посмотрите, в каком красивом месте мы находимся. И даже если там пробки, то у нас всегда здесь свобода и красота. Когда вы приглашаете гостей, о чем вы думаете в первую очередь? Правильно, о том, чем вы их будете кормить и вкусно ли им будет. Наши повара разработали специальное банкетное меню, которое любой ваш праздник жизни сделает незабываемым. Будь то свадьба, корпоратив или юбилей. Кстати, меня зовут Айраз Агриев, я все эти праздники веду. Bir yangılım dermi
Саламатсыздар, хөрмәтле дуслар. Здравствуйте, уважаемые зрители. На связи Башкортостан. Точнее, ресторан Башкортостан. И сегодня специально для вас, уважаемые зрители канала Сабантуй онлайн Москва, мы проведем мастер-класс по приготовлению башкирского и татарского блюд. И я хочу вам представить нашего шеф-повара ресторана Башкортостан Наим Жона. Салям алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Здравствуй, дорогой. Ну что, рассказывай, что ты сегодня будешь готовить? Сегодня будем готовить башкирский бешбармак с кониной. С кониной? И? Второе у нас блюдо будет татарское блюдо с бараниной, с овощами. Поэтому, уважаемые друзья, если вы не знаете, не умеете готовить, и тем более не знаете, как я, что такое бишбармак, где-то слышали, то сейчас прям готовьте сразу. Прям доставайте свои блокноты, ручки, а лучше сразу доставайте ингредиенты, потому что все это специально для вас в прямом... Ой, все это специально для вас. Я хочу обратить внимание, что бишбармак готовится из конины. Потому что, ну, во-первых, бишбармак – это башкирское национальное традиционное блюдо, правильно? Согласен, да. Как вы сами понимаете, оно переводится как 5 пальцев. 5 пальцев. 5 пальцев. А почему 5 пальцев? 5 пальцев называют, потому что надо есть его 5 пальцами бишбармак. То есть вот как-то вот так? Вот так 5 пальцами, да. Вот так берете бишбармак и есть его руками. Так, 5 пальцами. 5 пальцами. Не 10, а если 10, то это будет 2 бишбармак, понимаете? Давайте приступаем к работе. Давай. Я вам покажу сейчас. Достаем конину мясо. Я еще, знаешь, хотел спросить, Наим Жон, вот у башкирского народа в основном все из конины, правильно? Да, естественно. Конина они готовят... И чпочмаки они могут с кониной, с говядиной, с бараниной могут готовить. Вот. А можно ли бишбармак приготовить из какого-то другого мяса? Можно сделать из гуся, можно приготовить. Из гуся? Да, из гуся можно приготовить, вяленого. И также из свежей гуся можно приготовить. Но так как у нас сегодняшнего дня есть с кониной, можно с кониной приготовить. Ну, еще такой вопрос. Ну, конина, понятно. Конина это и так само по себе, ну, скажем так, редкое мясо, да? То есть это не баранина, не говядина, тем более не курица. Ну, вот там нужно какую-то специальную часть брать? Или это вот прям как взял, например, с ноги, так и давай руби на бишбармак? Вот конина, что касается грудная часть, грудинку можно использовать, коптить его можно, копченым. Ага. Да, можно коптить. А задняя часть, именно оковалок задней части можно использовать для бешбармака с кониной. Но именно часть, где мякоть. Вот. Запишите себе, что та часть, которая самая мягкая, ее желательно использовать для бишбармака. Так, я нарезал произвольные куски мяса, сейчас будем варить. Ставим на варку. То есть это надо варить, не жарить, правильно? Нет, просто варить. Я сразу скажу откровенно, я ни разу не ел и ни разу не видел, как это выглядит вообще. Закидываем конину. Так, закидываем конину. Заправляем солью. Заправляем солью. А вы записывайте, дорогие зрители. О, она сразу меняет какой-то цвет, да, получается? Да, добавим лук репчатый. Разрезаем кольца. Кольцами? Не мелкий лук? Нет, кольцами. А почему именно кольцами? То есть крупный нужно? Да, крупно, чтобы для насыщенный бульон для нас должно быть прозрачный насыщенный бульон. Ага, вот, так. закрываем на 2 часа. На 2 часа? На 2 часа, да. На 2 часа. Так. Теперь приступаем к тесту бешбармака. Сейчас будем готовить тесто. Наим Жон, перед тем, как мы пойдем к тесту, можно вот сейчас для людей, которые так же, как я, сидят и не представляют даже, что такое, как это, из чего вообще состоит бешбармак? Мясо это мы поняли, конина, еще что-то. Бешбармак состоит из самого теста, из конины, из бульона, где мы подаем бульон. То есть это как супчик, что ли, получается? Запивать надо бульоном или как? Надо варить отдельно самой бешбармак, а бульон подаем отдельно. Ага. Катык немножко подается. Как? Катык. Катык? Катык, да. Слушайте, это, я думаю, что будет очень интересно, очень вкусно. Я не знаю, как вы, но у меня уже вот я чувствую, что вот здесь вот слюноотделение повышается. И подаем по нему как комплименты, курт подаем, курт. Курт, да, то есть получается? Да, курт, башкирский курт.
Ну, это который в губадью туда вот, да? Губадью добавляют, да, это Только здесь он какой-то светлый, это получается, а там коричневый. Ва! Оказывается, и хорт бывает тоже разного цвета. Вот не знали, а теперь, благодаря нашему каналу, вы в курсе. А я напоминаю, что мы только что закинули конину для того, чтобы она поварилась. Это 2 часа займет, наверное, да? 2 часа. И чтобы не терять время, мы продолжаем. Сейчас у нас тесто. Ну что, приступаем к тесту готовить. Давай. Бишбармак. Тесто для бишбармак. Интересно, из чего же делает тесто шеф-повар ресторана «Башкортостан»? Что туда входит? Туда входит. Берем мука пшеничную. Пшеничная. Пшеничную. Просвеживаем. Это чтобы жучков не было всяких, Да, да? жучков не было, чтобы... Сейчас Она обогащается именно кислородом, а тесто получается самое вкусное, самое нежное. Поэтому надо прослеживать через сито. Ну да, и жучки там об ситечко бьются и говорят: пустите нас, пустите. Нет, у нас должно быть все чисто, без всяких примесей. Так, а скажи, пожалуйста, вот я просто соотношение не могу понять. Вот если мы, например, взяли такую большую кастрюлю, туда закинули мясо, то сколько мы должны теста? То есть заранее надо как-то высчитать в голове? Ну, конечно. Если у нас на 2 порции, я примерно приготовлю на 4 порции. Ну, на 2 порции готовить невозможно, надо делать 4 или 5 порций. Примерно. На полкилограмма муки добавляем туда 6 яиц. 6 яиц. Тоже башкирских, между прочим. Я хочу сказать, уважаемые телезрители, уважаемые наши зрители, вы не обращайте внимания на то, что там какой-то шум. У нас, можно сказать, это все прям происходит, не можно сказать, а происходит на кухне, на рабочей кухне. Это не специальная какая-то студия. Вот здесь вот тоже талантливые шеф-повара делают свои шедевры для посетителей, которые сидят там уже слюнками уже обтекаются и ждут, когда же им подадут это блюдо. А мы здесь готовим для вас. Еще раз говорю, что это у нас мастер-класс. Вы можете прям сразу на кухне это все повторять, сразу же все выполнять. А можете записывать и потом уже, когда будет повод, все это приготовить. Рахатлянып тамлейтеров. 6 яиц. На полкилограмма, что ли, муки? На полкилограмма муки, да. Так, а еще что-то добавляешь туда или все этого достаточно? Соль и все, больше ничего не надо. Как вообще, как ты делаешь, чтобы вообще не пересолить? То есть вот прям посолил и потом пробуешь это тесто или как? Смотрите, если досаливаю, значит я бульон не досаливаю, если соли много. Понял. Я буду его варить, и там же соль буду пробовать. Если соли мало, добавляю соль прямо в бульон. Ну, судя по всему, не хватило, да? Да, добавим, чтобы она не было очень мягкой. Чтобы не был мягким, да? Мягким, чтобы не было. Потому что если будет мягким, то вы будете просто дырявить, получается, да? То есть оно будет... Мягко не пойдет. Мы продолжаем, и посмотрите, как во что превратилось наше тесто. Изначально оно было это просто вот что-то непонятное, а сейчас это прям жесткая жвачка. Да, так и должно быть. Что делаем дальше? Оставим на полчаса, пускай стоит, потом уже... А оно не будет набухать? Нет, без дрожжей здесь нету. Раскатываем. Будем резать на квадратики для бишбармак. Квадратики. Вы вот обратите внимание на то, что именно квадратиками. Почему именно квадратиками тесто резать нужно? Ну, это национальное башкирское блюдо, надо резать квадратиками. Я думал, ты скажешь, национальный башкирский узор, квадратик. Понятно. Так. Мы оставляем на полчаса. На полчаса его. Давай посмотрим, что у нас с мясом-то там происходит вообще. Пока у нас тесто готовится, странно звучит, да? Тесто готовится вообще. Мы смотрим, что у нас с мясом. О, какой аромат, дорогие наши зрители. Можешь понюхать его, она очень... Я, можно, буду нюхать это все в течение эфира вообще? Пожалуйста. Это очень вкусно. Все, оставим, сейчас будем резать. Я хочу сказать, что мы 2 часа готовили мясо. 2 часа, правильно? Да, даже больше. Даже больше. Что мы делаем следующим? Следующее у нас будем готовить, пока у нас тесто стоит. Переходим к следующему. Баранья по-татарски. Тухтали.
По-татарски это означает «подожди». То есть, получается, бишбармак приготовить это так просто. Это закинул конину на 2 часа, что-то перемешал там тесто, положил на полчаса, а потом квадратики нарезал. Мне? Тебе готово? Да, конечно. О-хо! Все очень легко, очень просто. Тогда мы приступаем уже к следующему нашему блюду, которое называется баранина по-татарски, правильно? Да, согласен. Там-ле була хазар, там-ле. Здесь я хочу обратить внимание, мы уже берем другое мясо. Ну, конечно же, баранина по-татарски. А почему, вот смотри, вот башкиры – конина, татары – баранина. Это вот у каждого народа свой вкус какой-то, да? Вкус, предпочтение. Да. Предпочтение свой, как бы. В Башкирии конина, в Казани как раз баранина. Угу. Ну, давай, поэтапно. Давайте приступаем к работе. Я вам покажу. Сейчас сперва возьмем баранину, самую мякоть, задняя часть. Угу. Передок не пойдет. Голень баранина. Голень это получается да, вот здесь. Вот здесь, выше голени. Вот, понятно. Так, режем произвольно. Ну, так же, как конину, что ли, да? Как конину, да. Не будем мелко нарезать. А еще смотри, если у нас баранина по-татарски будет в горшочках, то есть мы уже рассчитываем, что мы будем помещать это в какой-то сосуд, да? А вот если бишбармак, это получается, оно вне какого-то этого, скажем, вне какой-то посуды, что ли, получается, да? Есть у нас специальная посуда, есть. специально, я вам покажу. Хорошо, хорошо. Продолжим? Давай. Я вам дальше покажу. Так, нарезаем произвольно. Ну, я смотрю, ты здесь мельче режешь, чем конину-то в тот раз. Конину там было такие кусочки, ну, да? Там уже будем конину резать, когда будем перед подачей. Ага. Порежем конину, я вам показывал, буду показать. Угу. Ставим сюда. Баранину мякоть. Возьмем. Наимшон, скажи, пожалуйста, а косточки нельзя брать? То есть мясо с костью для этих горшочков? Ну, в кости тут не войдет она, не да? войдет, во-первых. Во-вторых... это шурпа, для шурпы, да, косточки? Для шурпы, да. Надо его варить дольше, поэтому у нас будем готовить в горшке. У нас должна быть мякоть. Угу. Вот. Берем лук репчатый. Давай я покажу. Берем репчатый лук, вы посмотрите, как это делает профессиональный шеф-повар. О, видите? Нарезаем соломкой. Не пытайтесь повторить это в самостоятельных условиях дома, если вы не шеф-повар и не жена шеф-повара. Я всегда вот думал, как это так они делают? Они же... Так, берем болгарский перец. 3 вида. Желтый, красный и зеленый. Желтый, красный и зеленый. Так. А чем у них? У них разные вкусы. Вот это я знаю, это Red Hot Chili Peppers, ну, да? Она послаще идет. Красный послаще идет. Желтый чуть-чуть. Острее? А вот это острый вообще? Ну, это слегка острое. Угу. Сперва кладем на дно горшочка баранину. Это важно? Это важно. На дно кладем в начале мясо. Ставим баранину. Угу. Закидываем лук. Потом лук. Как говорят на свадьбе, чтобы не было разлук. Так. Режем болгарский перец. 3 вида. А что вообще входит в это блюдо? То есть только мясо, лук и перец? Входит у нас сельдерей, помидоры, лук, все овощи. А баранга, картошка? Тоже входит картошка. Сейчас, Хорошо. Вы посмотрите, это даже смотреть уже вот прям красиво. И вот когда ты даже смотришь, как Наимжон готовит уже это блюдо, уже слюнки начинают течь. Это уже даже эстетично так, это уже аппетитно. Не буду смотреть. Нет, не буду смотреть, буду сдерживать себя. Так, дальше у нас кладем лук репчатый. Овощи режем квадратики. Слушай, брат, давай мне тоже что-нибудь, я тоже буду тебе помогать, а то я стою здесь как этот. Понятно, что я как комментатор, я буду тебе самое простое. Помидоры. Я могу помидоры есть. Пожалуйста, да, помидоры есть. Давайте. Так, вот, вы посмотрите, на веточке, а? И сейчас, уважаемые зрители, для того, чтобы, знаете, можно сказать, вашими глазами смотреть на все это, я тоже решил взять нож и помогать нашему
шеф-поваром. Давай, командой, что делать? Можешь пополам разрезать помидоры черри. Я пока второй буду заправлять. Разрезаем маленькие помидоры черри на половинки. Мало половин, мало половин. Прям так хочется спеть, потому что хочется, чтобы этих помидорок здесь было много. Потому что это сладенькие помидорчики. Они... Ну да ладно. Так, мы заправляем уже второй горшочек. Шулайма? Да. Так. А я напоминаю, что в первую очередь нужно положить мясо, чтобы на дно первым легло мясо. Наверняка среди вас сейчас есть те, кто говорит: ага, а ведущий-то без перчаток. Ну что ж вы думаете-то, я уж прям вот так вот прям возьму грязными руками. Я много-много раз, я однажды играл, знаете, в кино я играл хирурга, а они, оказывается, знаете, как руки дезинфицируют? Бетонжир, да, везде. Вот я взял вот этот спирт, вот это вот дезинфицирующее средство, и все хорошенько обработал. Поэтому можете не переживать, конина и вот бишбармак и баранин по-татарски, оно будет изготовлено, приготовлено чистыми руками. Да и потом, не вы же будете это есть, а мы. Ладно, продолжаем. Даже не сомневаюсь, конечно. Давайте возьму картошку. Так. Отрезаем на... Тоже на половинке? Тоже на 4 части. А, на 4 даже. 4. Заправляем. Прошу заметить, Наимжон сюда кладет не маленькими кусочками картофель, а вот прям взял картофельную, поделил на 2 половинки и потом еще на 4. Вот, посмотрите, чтобы еще раз вам было видно. Отлично. Так, черри готово. Так, заправляем болгарским перцем, сельдерея. Но, как я понял, все перемешку должно быть, да? Чтобы там все перемешалось, такие вот они, чтобы каждый поделился своим вкусом. Конечно. А когда черри? Черри когда? Черри в конце. Так, Арат, можешь заправлять черри, пожалуйста. Так, хорошо. Так, то есть я могу вот любые все дырки затыкать черри. Я напоминаю, как здесь все происходит. В первую очередь вы кладете на дно этого горшочка мясо. Потом вы кладете лук. Видите, лук. Потом вы кладете перец. Причем перец разный, красный, желтый и зеленый. И уж в завершении, конечно же, вы кладете, извините, помидорки. О? Вот, отлично, Арат. Сейчас будем заправлять соль, перец. Вот смотрите, по поводу соли и перца. Есть люди, которые всегда говорят: я пересолила, я переперчил. Не буду говорить про кого. Смотрите, лучше брать руками и чуть-чуть заправить солью. Буквально чуть-чуть, много не нужно. Лучше потом досолить, когда уже будет готово. Да, в конце будем досолить. Потому что это же не бульон, который можно попробовать, правильно? Да, здесь же взял и конечно. все. Добавляем туда перец розовый. Ого. Горошек. Ого. Опять-таки тоже немного, да? Да, немного. Буквально штук 4-5, немного. Ну, чтобы оно не было остренькое. Смотри, шеф, я что-то заметил, здесь слишком много перца. Здесь перец, здесь перец, здесь перец. Перец у нас сладкое идет у нас, правильно? Ага. А острого у нас нету. Добавляем изюминка 4-5 штуки. 4-5 штук. 5 штук. Заливаем водой. Так здесь вода еще должна быть. Это как бульон будет, что ли? Как бульон, конечно. До конца? Не до конца. Не до конца. То есть не до краев. Больше половины. Смотри, а если бы мы вначале воду налили, а потом все сложили, вода вылилась, получается, вышла бы из берегов. Для чего, да, ставили сперва мясо. У нас снизу у нас начинает кипеть, поэтому у нас идет снизу мясо. Лук, потом картошка, потом овощи в конце. Ну подожди, мы же плотно сложили мясо, вода-то сейчас зайдет туда, нет? Зайдет. 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 Слушайте, это вообще гениально, это же, ну это просто. Что у нас дальше? Поставим этот тандыр. Подожди, а у кого дома нет тандыра, куда ставить? Ну, в принципе, можно ставить в печи его, любая печь. Газовая печь можно ставить. Духовка? Духовку можно ставить. Ну, то если есть тандыр, лучше в тандыр ставить его, потому что в тандыре она другой вкус. Если в вашей квартире есть тандыр, то, пожалуйста, воспользуйтесь им. Если же у вас просто духовка, то поставьте духовку на сколько градусов? 180 градусов на 40 минут.
180 градусов на 40 минут. А у нас есть тандыр, поэтому мы отправляемся туда. Ну что, закрываем крышку тандыра, оставим на 40 минут. Слушайте, ну здесь атмосфера накаляется не только от тандыра, но и от того, что мы здесь готовим. И, брат, так мы же забыли про наш бишбармак совсем вообще. Давайте приступаем к бишбармаку. А то мы увлеклись этой бараниной по-татарски. А как же наше башкирское блюдо? Все, давайте приступаем к бишбармаку. Мясо у нас приготовилось. Заметьте, как проверяет готовность мяса шеф-повар. Он просто берет пальцем, вот так вот тыкает, и все. Как ты понимаешь, что мясо готово? Ну, подходим, пробуем мясо. Она же мягкая. А, ты на мягкость, точно. Точно. Должен его чувствовать. Да. Ощущается само мясо на готовность. Ну, это шеф-поварские фишки. Ну что, будешь рассказывать или сам делать? Или... Ты давай покажи, а я буду повторять. Все хорошо. То есть мы отламываем маленький кусочек. Мы отламываем небольшой кусочек от общей массы. Так, сейчас будем раскатывать. Нужно его сделать тоненьким? Очень тоненьким. Очень притоненьким, очень. Это вот как для лапши, для тухмач, для супа, да, получается? Да, такое? ну как лапши делаем тоненький, а толстый очень не пойдет, потому что толстый она долго варится, но его есть неудобно. Если она тоненькая, она быстро варится, поэтому должно быть тоненький. Не знаю, как у вас, уважаемые зрители, но у меня уже в животе все начинает бурлить. Я уже жду не дождусь, когда мы достанем вот это и достанем вот это. Вы, наверное, не видите, но вот здесь вот я, вот находясь на этом месте, вижу, до какой степени ты, Наим Джон, довел это тесто. Оно же просто исхудало уже. Его же насквозь уже видно. Так и должно быть для бишбармака. Так и должно быть. Давай. Порежем квадратики. Давай. Квадратики. Вы посмотрите, вначале длинные полосочки. Ширина какая-то тоже на глаз, то есть, да? Там 3-4 сантиметра. Если я правильно предполагаю, то там туда мы будем класть мясо, да? Да. Так. Мы нарезаем квадратики для бишбармака. Тоненький слой. Это неизвестный шоколадка, где толстый слой шоколада. А здесь все должно быть тоненько, изящно. Что, давай мясо я достаю тогда? Давай я тебе буду помогать. Хорошо. Говори, что делать? Крышку снимай, пожалуйста. Но это я, дорогая, ты будешь гордиться мною. Смотри, как я изящно снимаю крышку с этой кастрюли. Встаем конину. Свежесваренную конину. А бульон как потом можно использовать? Или он тоже входит в бишбармак? Тоже входит в бишбармак. Так, мясо достаем. Сюда, в принципе, можно будет лапшу варить здесь. Она очень вкусная будет. Отдельно не будем варить. Ага. Мы будем варить бульон. А, понял. Ну, конечно, зачем нам лишний раз? Так, можешь закрыть его, Арат. Все. Закипите, уже закидываем лапшу. Спасибо. Ты возьмешь меня к себе в помощники? Запросто возьму. Ну давай, Арат, закидываем лапшу тогда. Можешь крышку снимать. Так, сейчас мы вот эту лапшу будем закидывать туда? Конечно. Ого! Итак, но бульон должен быть уже кипящим, да? Кипящим бульон, да. Угу. Закидываем лапшу. Бисмилляхи рахмани рахим. Так. Вот. Ну, очень интересно. Я вот видел, как варится лапша тоненькая просто. Здесь прям... Так она уже всплыла, брат. Сейчас
Буквально 2 минуты, все уже будет снимать. Вообще какой-то быстрый... А, нет, какое быстрое блюдо. 2 часа у нас, даже больше калина варилась, да. Так, когда ты можешь закрывать на 2 минуты. Хорошо. 2 минуты. Мы продолжаем, и посмотрите, у нас уже готова лапша. 2 минуты и минут. И у нас канин уже. Давай. Крышка откроется. Конечно, это очень важно. Мне кажется, я, наверное, самую важную роль выполняю здесь сейчас, в этом приготовлении. Открывать крышку и закрывать. Это мое. А я напоминаю, что у нас здесь все происходит прямо на кухне ресторана Башкортостан, поэтому ничего страшного, не обращайте внимания, что у нас здесь ходят другие повара, потому что процесс-то идет, работа идет, посетителей много, слава богу, все хотят вкусно поесть, особенно мы, кто готовит бишбармак и баранину по-татарски. А слушай, а если переварить, то что будет? Она развалится? Да, развалится. Лучше не переварить. Понял, Вот хорошо. Буквально 3 минуты надо снимать. Закрываю? Да, закрывайте все. Приступаем к следующему этапу. Следующий этап – это у нас нарезание мяса. Конина вообще жесткое мясо? Она жесткая, надо, чтобы его варить буквально до готовности. Может займет 2 часа, может займет 3 часа. Поэтому... Ух ты! Слушай, ну а баранину разве тоже так долго надо варить? Баранину, говядину? Нет, баранину где-то около часа. Ага. От 40 до часа. Понятно. Опять-таки, наверное, нужно знать, какую часть коня, скажем так, брать, да? Отсюда для бишбармак, да. Ставим. Так, можно я это сниму на свой телефон? Чтобы это вошло в историю. Я прям так и выложу пост, как я научился готовить бишбармак. Вот. Напоминаю, что это конина, это лапша. Конину мы варили 2 с чем-то часа, лапшу мы варили 2 минуты. Мягкая часть конины. Как это красиво выглядит, а? Угу! Это что, ты хочешь сказать то, что все готово? Еще нет. Я уж подумал, то, что все. Самое быстрое блюдо. Лук, давай я. Ты же знаешь, я умею очень хорошо резать. Давай. Давай. Я буду учиться, как ты это делаешь. Нет, бери, это твой шеф-поварский. Надо резать очень тоненько. Очень тоненько. Покажи, пожалуйста. Так, давай вдвоем. Давай. Нарезаем очень тоненько лук. Слушай, ну это же, как, это сырой лук. Мы что, сейчас будем сырой лук на уже сваренное, вареное мясо и лапшу класть, что ли, получается? Так удается. О. Все, отлично. Давай, я буду ставить прямо в середине лук. О. И он сейчас, получается, весь сок отдает вниз, да? Да, весь сок отдает как бы мясо и лапшу. Заправляем лук зеленым. Зеленым лучком. Добавим крут. Ставим с краю. Ну это же, наверное, для красоты. Ты же это не будешь есть или едят люди? Едят, конечно. Вот. Я, Всем допустим, проверим. я буду пробовать лапшу мясо. В конце буду есть крут. Скажи, пожалуйста, ты говорил, что это блюдо нужно есть 5 пальцами. Как это 5 пальцами тогда? Если это можно просто... Ну, понятно, что ты можешь взять мясо 5 пальцами и так далее. Или как это вообще? Вот, 5 пальцами. Возьмем лапшу, возьмем мясо. Мясо. Возьмем лук. Лук. И вот 5 палец. А, это получается вот так вот схватил и все, и пошло. Так я люблю. Когда там не нужно ни нарезать, ни ложек не нужно, ни вилок. Так, к нему я предлагаю катык. 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 Будешь пробовать, Арат? Ну, конечно, буду. А прям сейчас уже можно что? Сейчас можно пробовать. Будете пробовать, уважаемые зрители, а? Вот то, что вы приготовили, вы попробуйте. А мы будем пробовать то, что было приготовлено. Или... Ну, руки чистые у меня. Чистые?
Уж если бишбармак, значит... В принципе, можешь руками пробовать. Прямо вот так брать лапшу с мясом и макать прямо на катык. Так. Беру, закидываю чуть-чуть лучочка, да? Лучочка. Прямо так втыкаю? Да. Втыкаю, макаю. Это катык, а не сметана. Смеляя. Ребят, выключайте камеру, я все буду есть. Big time, это очень вкусно. Я понимаю, что, может быть, кто-то сейчас на нас злится, то что, типа, что вы нам травите душу, мы тоже хотим. Мы сейчас вам подробно все рассказали. Что, как, где, куда готовится. У нас еще там баранина, между прочим, томится. Такая томленая баранина. Так что, то ли еще будет. А это просто вкуснотень. Стоп, надо запивать бульоном в конце. Я не хочу запивать, я хочу, да, поесть. Он горячий? После бишбармака надо запивать бульоном обязательно. То есть это получается... если ты будешь без бульона, будет как сухомятка. Да, сухомятка. Поэтому, когда будет пальцем, когда будет есть, в конце надо запивать бульоном обязательно. Откуда вообще пришло это блюдо? То есть это вот какое-то... Оно, с одной стороны, такое сложное, а с другой стороны, оно такое простое. Национальная кухня в Башкирии. Ну да. Ну что, я чувствую, что вы там уже брызжете слюной. Потому что я-то уже не брызжу, я уже поел рахатлянов. Но у нас еще есть блюдо по-татарски, баранина по-татарски. И она сейчас там, в тандыре. В общем, тандыре. Команды, брат. Все это у нас там томилось 40 минут, правильно? Правильно, 40 минут. Напоминаю, как мы это готовили. Внизу у нас было мясо. В первую очередь мы клали вниз мясо на самое дно. Потом лучок. Лучок. Потом у нас был перец. Потом у нас были черри. Потом у нас был опять черри. И все это поливалось водой. Что из этого получилось, мы увидим сейчас с вами сами. Я в ожидании. Я в предвкушении. Ну давай, брат. Я готовлю свои ноздри, чтобы вдохнуть этот аромат. И... Давай вторую тоже откроем. Давай. И все это в наш Сабантуй. И все это специально для зрителей канала Сабантуй онлайн Москва. Ну что, пробовать будешь? Сейчас остынет немножко. Надо горячего. Или прям можно горячего. Да, обжигаюсь, да? О, это бульон еще какой. Как там мясо, как там перец, это... Слушай, скажи, пожалуйста, женат? Женат. Ты, наверное, жену балуешь каждый раз вот этими вот блюдами, да? Нет, я дома не готовлю. Он дома не готовит. Он готовит только специально для вас, посетители, дорогие наши посетители ресторана Башкортостан. Кстати говоря, брат, я хотел, знаешь, что сказать. Наим и его команда в Коломенском на каждый Сабантуй готовят плов, правильно? Да, так и есть, готовим. То есть вы прям приезжаете в поле и вперед? Мы приезжаем туда, организуем плов на 1500 человек. Скажи, а вот такие блюда можно приготовить на природе? Или это сложно? Запросто, почему нет? На костре можно приготовить, кстати. Ну, конечно, если мы в онлайн уже готовим это все, тем более уж на костре-то. На костре запросто. Вообще ничего не стоит. А я хочу напомнить тем, кто подключился к нашему каналу только что. Сегодня мы готовили башкирское блюдо, которое называется бишбармак. Я лично для себя открыл его сегодня как блюдо
одновременно и сложное, и простое, да? Сложное в том плане, что нужно варить 2 часа все должно было быть изготовлено из конины и так далее. А простое то, что это действительно съедается очень быстро и очень вкусно. То есть там не надо париться, не нужны вилки. Биш, бармак, 5 пальцами это нужно есть. И вот это баранина по-татарски. Как оно выглядит, вы видели сами. Как оно на вкус, мы узнаем чуть позже сами. На этом, наверное, мы хотим поздравить всех вас, уважаемые наши зрители, с праздником, который называется Сабантуй. Но вначале я хочу предоставить слово нашему шеф-повару. Давай. Поздравляю с праздником Сабантуй. Побольше вкусных блюд на вашем столе. И счастья. Счастья вам и всем вкусной, привкусной, полезной еды и жизни вам. Вкусной, красивой, счастливой, да? А мы хотим пожелать вам всего самого-самого хорошего. Вы, несмотря на то, что в стране, да и вообще в мире сейчас такая ситуация и нет сабантуев, но специально для вас, дорогие зрители, Сабантуй онлайн Москва, мы делаем этот байрам, чтобы все-таки не отходить от традиций. И Алла Берса мы уж с вами на следующий год, я надеюсь, увидимся вживую, на поле где-нибудь, вместе с Наимом, будем вместе готовить, пробовать, дегустировать и говорить «бик тамле». Будьте счастливы и сан сау болыңыз, и добро пожаловать в национальный ресторан Башкортостан. Хау болыңыз и сан сау болыңыз. До свидания. Рахман, спасибо. Сабантуй онлайн Москва. Доброго времени суток, друзья! Ресторан Башкортостан поздравляет вас с замечательным традиционным праздником Сабантуй и желает вам всем здоровья, счастья и побольше вкусной еды, особенно в нашем ресторане. Еще раз с праздником! Мы ждем вас у себя всегда. Салям Казань. Мы предлагаем аксессуары, предметы одежды и интерьера, выполненные при помощи современных технологий, но несущие традиции прикладного и изобразительного искусства поволжских татар. В основе принтов для футболок, постеров, подушек, платков, сумок – традиционные татарские орнаменты. Наш магазин работает в формате онлайн-продаж, и это позволяет радовать продукцией в татарском стиле покупателей со всего мира. Адрес нашего онлайн-магазина в Инстаграм – Казан Сейс Салям. Телефон для связи +7 917 298 77 01. В голема на поташах обланка панини. Аромат космический. Сувлаки, фрегала, бризоль, шакароп, чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Исамысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. Добрый день, друзья! С вами Алсу, моя старшая дочь Софина и младшая дочь Микела. Приветствуем Московский Сабантуй 2020, посвященный 75-летию Великой Победы. И, конечно же, мы поздравляем Татарстан со 100-летием. В этом году Сабантуй проходит немножечко в необычном формате. Мы будем праздновать онлайн, как сегодня модно. И хотим сегодня с девочками приготовить для вас пару очень любимых
известных татарских блюд. С Афиной мы будем готовить супчик, лапша домашняя, называется токмаш. А с Микелой будем готовить треугольные пирожки с картошкой и с мясом. Называются они пиш-пиш-маки. Поехали! Итак, мы с Афиной начнем с домашней куриной лапшички. Что нам нужно? У нас куриное мясо и 1 луковица. Это для нашего бульона. У нас примерно 2 литра водички. Чуть меньше, может быть. Вот. И мы просто кладем мяско, водичку. И 1 луковица. Целая. Не нужно ее нарезать. Мы ее потом выбросим. Все. Добавляем немножечко соли. Все. И это все будет у нас вариться примерно 1 час. Итак, пока наш бульончик варится, мы начнем делать тесто для лапши. Итак, София, давай, бери муку. У нас здесь примерно 100-120 грамм муки. Так, делай такую луночку в серединке и разбивай туда в центр яйцо. Ложкой начинай замешивать. Можно щепотку соли туда добавить и мешать. Мы немножко высыпаем муку на стол. Затем давай продолжаем месить, чтобы тесто было однородное. Обязательно снимайте пенку во время того, как супчик наш варится. Она нам абсолютно не нужна. Все вредное убираем. Вот такое тесто. Оно не прилипает к рукам. Оно мягкое, но плотное. И сейчас мы начнем его раскатывать. Прям вот только и очень аккуратненько мы не отрезаем пальцы. Вот так вот ее разбрасываем в тарелку, чтобы она не слиплась. Вот так вот выглядит наша лапшичка. Мы ее просто отставляем и даем ей немножко подсохнуть. Итак, пока наш супчик варится, мы с Микелой сделаем наши волшебные треугольнички, пиш-пиш-маки. Вот что нам нужно для теста. Примерно 200 грамм сметаны, 2 яйца, примерно 300 грамм муки, 100 грамм сливочного масла и соль на вкус. Насыпаем муку. Так. Яйца сама разобьешь? Да. Оба? Да. Давай масло. У нас уже мы его растопили в микроволновке сливочной. Все туда. И сметанку тоже выливай туда. И начинай все это замешивать. Видите, тесто получилось немножко жидкое, потому что, иногда это зависит от размера яиц. То есть всегда у нас должна быть еще мука, чтобы можно было добавлять.
Посыпаем муку. И тесто наше неси здесь вот так прям двумя руками. Оставим наше тесто отдохнуть. Я, наверное, все-таки положу тесто минут на 15 в холодильник, потому что оно очень мягкое, просто будет тяжело нам лепить из него. Приступим к нашей начинке. У нас примерно полкило картошки, грамм 700-800 мяса. Обычно используется говядина, но я люблю больше пирожки с курицей, поэтому мы будем использовать куриное мясо. И 2 луковицы. Не бойтесь лука, он придаст сочности. Мелкими-мелкими кубиками картошку. Нарезаем тоже на маленькие кусочки нашу курочку. Приступаем к самому приятному. Лучок. Ты будешь резать или плакать? Теперь Микела. Сейчас надо это все перемешать. Я добавляю пол чайной ложки соли и немножко перца. И теперь я это все буду перемешивать. Итак, прошел примерно час. Смотрим, что там с нашей курочкой. Так, курочку вынимаю из бульона. И теперь мы должны сварить с вами картошечку в бульоне. Ждем. Наша картошечка готова. Мы ее тоже выкладываем, убираем из бульона. Наконец-то приступаем к нашим пирожкам. Присыпь его немножко мукой. Не бойся, прям смело, чтобы оно не липло к рукам. Муки побольше сюда на стол. Сделай из него такую сосиску беленькую. У нас будет много треугольничков. Сейчас мы на равные части должны разделить, наверное, где-то вот такими. Делаем такие шарики. Смотри, вот так максимально делаем из них кружочек. И аккуратненько раскатывай равномерно, чтобы был круг. Так, бери начинку, 1 полную ложку, клади в центр. Еще, наверное. Так. Отлично. С 2 сторон. И вот так защипываешь. 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 Теперь берешь с этой стороны. Вот так. И защипываешь. И получается вот такой вот треугольничек. Центр оставляем открытый,
чтобы наша начиночка там дышала. Можно сделать такой небольшой узорчик по швам. Вот так. Сейчас я покажу. Симпатичненько будет. И крепче будет склеен. Вот такой у нас треугольничек. Мы его кладем в нашу плоту. Так, следующий давай сама. Так. Потом просто сильно тонко не делай, потому что тесто порвется. Его не надо сильно тонким, да? Это не как для лапши, а потолще. Вот так. И просто делай максимально ровный круг. Вот такой. Примерно, видишь, 15 сантиметров в диаметре. Так, клади в центр начинку. Так, я думаю, что полностью. Так, и теперь попробуй склеить. Так, давай еще раз показываю, как делать узор. Смотри, с каждую последующую просто вот так защипываешь, защипываешь, защипываешь и защипываешь. Видишь, какая красивенькая получилась? И вот так потом поправляешь, чтобы получился четкий треугольник красивенький. Вот так, хорошо? Вот, отлично. Почти готовы к отправке в духовку наши пирожки. Надо их просто смазать желточком, чтобы они были красивенькие, блестящие и аппетитные. Так, прям аккуратненько смазывай каждый пирожочек. Духовка 180 градусов, примерно 30-40 минут. Минут за 10 до того, как пирожки будут готовы, можно вытащить их и залить в них вот в эти дырочки наши бульончик. Они будут еще более сочные. Так, прошло 40 минут. Мы вытаскиваем наши ичпочмаки из духовки. В кипящий бульон добавляем нашу лапшу и варим буквально 2-3 минуты. Наша лапшичка готова. Мы начинаем сервировать. Вот я положу лапшичку. Она получилась такая крупная, больше похожа на итальянские ньокки, но зато с любовью от души и на вкус очень даже. Так, Софинчик, давай зелень. Зелень, вот наша картошечка, наша курочка рядом. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Сабантуй объединяет!
сегодня всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года и дарим каждому гостю скидку 10% до конца августа 2020 года на все услуги Никах-центра по промокоду Сабантуй. Никах-центр – это уникальное пространство, где любая пара может получить качественное сопровождение и консультацию по вопросам организации самого главного – торжества их жизни. Поэтому, если вы задумались о создании семьи или у вас намечается праздничное торжество и вам нужен роскошный наряд, то мы приглашаем вас в наш Никах-центр. Всем привет, дорогие друзья! Баргызгада салям! Меня зовут Руслан, я являюсь учредителем компании Тубетей, татарской халяль-сети быстрого питания. Сегодня мы хотим поздравить вас с чудесным праздником Сабантуй. Этот праздник по праву является самым любимым и долгожданным для всех татарских народов. Пусть Сабантуй, как и прежде, будет символом нашего единства, веры и принесет счастье в каждый дом. С праздником Сабантуй, дорогие друзья! Шын күңелдән сезне Сабантуй бәйрәме белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык телибез. Как многие из вас знают, Тубетей – это современный вкусный бренд татар. Поэтому сегодня наш шеф-повар Фанис приготовит для вас такие вкусные блюда, как фирменный костебургер и костебургер с творогом, бананом и карамелью. Уверен, что вам понравится. Самсес, меня зовут Фанис. Сегодня мы с вами будем готовить наш фирменный костебургер с говяжьей котлетой, а также наш десертный костебургер с творогом, бананом и карамелью. Вдохновляясь татарской культурой, мы решили сделать традиционные костебы более современным. Используя простые и доступные продукты, мы создали совершенно новое блюдо, не забывая о корнях татарской культуры. На сегодняшний день в нашем меню более 20 разновидностей костебургеров. Сейчас мы с вами приготовим наш фирменный костебургер с говяжьей котлетой. За основу этих костебургеров мы взяли наши традиционные костебы. Так как костебы всем уже знаком и известен, мы решили его усовершенствовать, сделать более вкусным, доступным и питательным. Для приготовления нашего фирменного костебургера нам понадобится лук красный, помидоры, сыр моцарелла, огурцы маринованные, пекинская капуста и наш фирменный соус. А также нам понадобится говяжья котлета, которую мы заранее обжарили, и пшеничная лепешка. Как вы уже заметили, все ингредиенты мы заранее подготовили. Для начала мы берем лепешку. Равномерно добавляем соус. Выкладываем пекинскую капусту. Важная деталь: для того, чтобы правильно собрать наш костебургер, мы должны оставить расстояние шириной 2 пальца. Далее мы берем помидор и выкладываем на пекинскую капусту. Затем берем маринованные огурцы и выкладываем поверх помидор. Поверх огурца мы кладем красный лук. Для костебургеров лучше использовать красный лук, так как он лучше подходит в этот состав. Дальше мы кладем котлету, которая готовится только из мяса халяль, и сверху посыпаем сыром.
Вместо сыра моцарелла вы можете использовать любой другой сыр, который хорошо плавится. Теперь нам нужно правильно завернуть костебургер. Для этого мы берем ту сторону, которую мы вначале оставляли, сгибаем ее и сверху закрываем другой стороной лепешки. И дальше наш костебургер мы отправляем в пресс-гриль. И смазываем сливочным маслом для того, чтобы получить золотистую корочку. Достаем наш костебургер. Посмотрите, как вкусно тянется сыр. Вот такой вкусный костебургер у нас получился. А теперь мы будем делать наш костебургер-десерт. Для сладкого костебургера нам понадобится творог с сахаром, банан, шоколадная лепешка, карамель и банановый топпинг. В отличие от фирменного костебургера, лепешку для сладкого костебургера мы обжарим в начале. Буквально 3 секунды. Раз, два, три. На теплую лепешку мы выкладываем творог. Творог должен быть без комочков, чтобы масса была более нежная. Для этого вместо сахара вы можете использовать сахарную пудру. Берем банан, чистим его от кожуры. Тонко нарезаем. Затем выкладываем на творог. Дальше мы берем карамель и тонко поливаем. Сверху добавляем банановый топпинг. И по такому же принципу мы начинаем собирать наш сладкий костебургер. Как вы уже поняли, ничего сложного в приготовлении костебургера нет, так что вы с легкостью можете приготовить их дома. Приятного аппетита! Миру Татарстан открой. Татар мультфильм.
Этот мир, он такой один. Только лучшее кино, только реальные истории. Это, пожалуй, лучший телеканал в мире. Татарскарф – это команда единомышленников, кому не безразлична история и будущее татарского народа. Для нас важно, чтобы татарский орнамент, который несет в себе культурный код татарского народа, украшал одежду современных девушек и женщин. Приветствуем всех дорогих гостей онлайн-Сабантуя 2020 года. Мы рады разделить с вами этот день и дарим каждому гостю 10% скидку на всю продукцию бренда Татарскарф по промокоду Сабантуй до 15 июля. Фермеры Татарстана приветствуют и поздравляют всех участников и гостей онлайн-Сабантуя 2020. Нами представлены производители Татарстана, сырье, из которого производится продукция, и непосредственно само производство соответствует канонам ислама. Здесь представлена очень маленькая его часть. Это утка, конина, говядина, молочная продукция, кондитерка, заморозка. Это пельмени, манты, хинкали, треугольники. Все, что возможно. В соцсетях мы представлены в Инстаграме. Наш аккаунт это _МСК. Здравствуйте, меня зовут Владимир, и сегодня мы будем готовить плов. Для этого мне понадобится рис, морковка, лук, говядина, и, естественно, специи, зира, барбарис и куркума. И для начала мы, естественно, будем разжигать огонь. И пока у нас разжигается и разогревается казан, мы нарезаем лук. Луку на 2 килограмма риса мы взяли 300 грамм. Нарезаем полукольца. Сейчас в казан наливаем масло. Нам хватит буквально-таки 500 грамм. Масло разогреется, и мы будем закидывать лук. Масло у нас разогрелось, и мы закидываем лук. В раскаленное масло продукты лучше опускать ниже. Чем ниже, тем меньше будет брызг.
Сейчас нарезаем мясо. Мясо мы взяли, как вы помните, говядину. Нарезаем крупными кусочками. Большими кубиками. Мясо мы взяли на кости. Ну, кость я уже срезал до этого. Мясо мы взяли где-то 2 килограмма на 2 килограмма риса. Чем жирнее мясо, тем сочнее будет плов. Лук надо периодически помешивать, чтобы он равномерно пожарился. Лук обжариваем до темного коричневого цвета, чтобы потом при варке с мясом, при тушении, при жарке он полностью растворился, и в плаве мы его не будем чувствовать, только аромат, цвет и запах. Опускаем мясо. Или запускаем мясо. Периодически помешиваем, чтобы мясо равномерно приняло золотистый цвет. На костре очень трудно, но жар должен быть очень большой, чтобы у нас мясо не варилось. Нам все нужно жареное. Да, мы чуть-чуть попозже потушим, но сначала мы должны хорошенько обжарить мясо. Чтобы весь сок, вся сочность оставалась внутри. Это дальнейшие действия. Он сейчас обжарится, я его чуть-чуть присолю, залью водой, но будет у меня томиться под крышкой. Потом я буду резать морковку. Главное, не забываем следить за жаром. Жар должен быть очень сильный. Вот смотрите, лук у нас почти весь растворился уже и дал цвет мясу. Дальше мы немножко присолим. Буквально-таки 2-3 щепотки. И зальем мясом и закроем крышкой, пускай томится, тушится. Ну и пока у нас тушится мясо, мы займемся морковкой. С морковкой мельчить не стоит. Нужно ее резать крупными брусочками. Почти как картошка фри. Если была бы баранина, то готовилось бы все в 2 раза быстрее. Нам бы не пришлось даже тушить. Баранина нежное, мягкое мясо. Говядина пожестче. Все, мясо у нас почти готово. Обжарилось как надо, потомилось. Следом мы загружаем нашу морковку. Доливаем водички. Закидываем барбарис. Нам много не надо, грамм 20. Куркуму. Грамм 10-15 тоже. Много тоже не надо. Борщик не надо, будет слишком ярко выраженный акцент на нем. Подсаливаем еще раз. Нашу массу нужно хорошо приправить, так как в дальнейшем всю соль заберет рис. И, естественно, зира. Все, и ждем, пока у нас приготовится морковка. Немного надрезаем чесночок. И следом за морковкой. Заранее промыли рис. Немного его замочили в воде, чтобы он у нас быстрее приготовился. Рис я использую длиннозерный, басмати. То, что я его замочил, он у нас уже почти готов. Буквально-таки минут 15 у нас он будет готов. Морковка у нас почти готова. Мы не доводим ее до конца, потому что ей еще придется готовиться вместе с рисом.
Закладываем рис. Небольшие движения ложкой. Закрываем крышку и ждем до полного приготовления. Рис будет готовиться минут 15. И пока рис у нас доходит, мы сделаем небольшую нарезочку из овощей. Дополним это блюдо овощами. Нарезаем произвольно, крупно нарезаем, чтобы это было можно есть в прикуску. Все руками. На родине, в Узбекистане, плов едят руками. Итак, плов у нас готов. Мы его снимаем с огня. Нам его остается только перемешать. Аккуратно, чтобы у нас ни морковка, ни мясо не развалилось. Смотрите, какие кусочки. Они почти разваливаются. Из-за этого мешаем аккуратно. Осталось только выложить и оформить овощами. И вот наш плов. Оформляем. Приятного аппетита! В големон эпатажа Хабланка Панини. Аромат космический. Сувлаки, фрегала, бризоль, шакароп, чилиндрон. Я бы прямо сейчас это съел. Это не магические заклинания. Это магия высокой гастрономической кухни в домашних условиях. Кулинарное шоу «Как в ресторане» на телеканале «Мир». Родные мультфильмы на родном языке. Татар мультфильм.
Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. Ассаляму алейкум, исямсыз. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в ресторан «Казань», город Эмираты. Меня зовут Джалиль. Хотел бы всех поздравить со столетием Республики Татарстан, также с Сабантуем. Это удивительно. Это онлайн-версия Сабантуя. И в честь всего этого я хотел бы приготовить и показать вам мастер-класс татарское национальное блюдо балеш. Что нам понадобится? Мясо, можно использовать птицу, можно баранину, на любой вкус. Также нам понадобится лук, картошка, перец и лавровый лист. Но сначала мы должны приготовить форму. Это тесто. Чтобы сделать тесто, нам понадобится тара с мукой, где мы с вами сделаем ямочку, вороночку. Берем сырое яйцо. Можно использовать молоко, либо воду. Мы используем молоко. Добавляем чайную ложку соли в молоко. Хорошенько все это дело смешиваем. И начинаем все это дело смешивать. И осторожно добавлять, не торопясь, молоко. Также не забудем добавить еще и масло. Можно оливковое, можно подсолнечное. Все это мы дело смешиваем в течение нескольких минут. Из чего у нас получится тесто. Теперь мы должны сделать из нашего теста блин традиционный. При помощи скалки начинаем его размазывать. Это займет буквально 2-3 минуты, у кого-то аж 5. После чего у вас получится вот такая вот красота. Что мы будем делать дальше? Берем формочку. У нас с антипригарной поверхностью. Если вдруг у кого нет, то можно использовать какую-либо кастрюлю. Примерно такого формата. Если же она у вас не антипригарная, то я вам советую обмазать его маслом, чтобы не прилипло тесто. В нашем случае мы еще внизу добавили пергамент, для того, чтобы легко можно было вытащить наше блюдо. Что мы делаем дальше? Мы берем осторожно тесто и кладем в нашу формочку. И убираем в сторону. Ну что ж, теперь перейдем к подготовке самой начинки. Что мы будем делать? Мясо смешиваем с картошкой, с луком. Добавляем чайную ложку перца, лавровый лист, подсолнечное масло,
все это дело начинаем смешивать. Можно двумя руками, тремя руками, кому вдруг повезло. Как только мы все это дело смешали, берем нашу формочку и переносим все сюда. Ну что ж, как только мы добавили нашу начинку, мы должны избавиться от краев. Они нам на самом деле не нужны. Постарайтесь это сделать после того, как добавили начинку, а не до этого. Ну что ж, убираем наше тесто. Заранее, пожалуйста, приготовьте еще и крышку. Заранее приготовьте еще крышку, чтобы закрыть сверху наш балеш. И начинаем все это дело хорошенько склеивать по бокам. У профессионалов, само собой, все получается намного лучше. Но для начала тоже неплохо. Главное практика. Также мы обязательно не забываем добавить воронку посередине нашего пирога, для того, чтобы во время готовки, после 20 минут, когда мы положили его в духовку, мы смогли залить его бульоном. Бульон мы тоже заранее приготовили. Также мы готовим еще и крышку. Закрываем нашу крышку, наш шедевр. Что ж, пойдемте. Значит так, как только мы приготовили основу, заранее, до того, как все приготовите, вы должны разогреть свою духовку на 180 градусов, чтобы он был уже горячий. Кладем его на 20 минут. На 20 минут ставим таймер. И ровно через 20 минут мы должны вытащить балеш. Будьте осторожны, он горячий. И сейчас расскажу, зачем нам нужна была крышка. Открываем нашу крышку и заливаем в нее бульон. Как только мы зальем весь бульон, который приготовили, возвращаем обратно. И ставим уже на 100 минут. Чтобы всего балеш готовился 2 часа при 180 градусах. И ровно через 2 часа, балеш у нас готов, становится вот такой вот красотой. Давайте попробуем ее. Для чего нам понадобилась еще пергаментная бумага? Чтобы осторожно ее так вот схватить. Надо было побольше оставить. Горячая. И вот так вот ее переносим. Ну что ж, идем? Мы старались, и по татарской традиции мы обязательно даже заранее заварить чай, чтобы было все вкусно, все традиционно. И самое главное, я думаю, финал,
по татарским традициям именно баляш нужно ее крышку подрезать. Для чего? Потому что, когда вы с друзьями, с семьей, все вместе с этой тарелки вы начинаете кушать его начинку, а хлеб отламывать. Хлеб отламывать и закусывать. Вот такой вот вкусный баляш. Отламываем хлеб. Приятного аппетита. Без берга. В наше время мало таких душевных проектов. Это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет тибетеек, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Рада вас видеть в мусульманском магазине оригинальных татарских подарков «Салават». У нас вы можете купить товары для намаза, коврики, тюбетейки, подарочные наборы с Кораном, Кораны на татарском, узбекском, арабском языках, электронный цифровой ручка Коран, а также множество ковриков для намаза. Посетите наш чудесный сайт, ведь до конца августа вас ожидает скидка минус 10% по промокоду Сабантуй 2020. А полить можно? Легко. Не, сгорит. Пойду на кухню. Нам, татарам, все равно, что война, что Сабантуй. И сегодня замечательный праздник Сабантуй, и мы будем готовить очень вкусные блюда. Я не татарка, я не знаю. Соберун такой. Собираются все. А давайте погуляем. Будет Сабантуй. Кухня, шары, веселуха очередная. Друзья, сегодня мы будем готовить замечательное блюдо шурпа. Для этого мы возьмем самые вкусные и интересные продукты. Это дайкон. Ну что это, зверек такой? Ведь что это? Дайкон? Мой отец, например, запекал в духовке. Салат, который кладут разные блюда такие. В клюквенном соусе. Вот, с поджаренной корочкой. Готовим мы на 100 человек, а может быть будет еще и больше. И в этом мне помогает мой помощник, соратник и единомышленник Мира. Для шурпы я возьму замечательного башкирского гуся. Посмотрите. Конечно же, мы берем морковь. Морковь прям с грядки, с ботвой. Томаты. Томаты выбираем самые
вкусные и ароматные. Сейчас как раз сезон. И, конечно же, много-много-много вкусной ароматной зелени. И я хочу пригласить к себе на кулинарную студию шеф-редактора Владимира. Он наверняка думает, что это легко готовить. Но сегодня он почувствует на себе, какое это большое удовольствие. Владимир. Не, я всегда думал, что, конечно, у тебя тут что. Привет. Встал, приготовил. А перчатки обязательно? Обязательно перчатки. Зачем? У нас все по нормам. Друзья, мы начнем обжаривать или обжигать, как говорится, гусей, чтобы удалить лишние перышки. А если у меня такой штуки дома нет, как быть? На рынке это делают, обжигают или просятся, чтобы это делалось. Пожалуйста. Ух ты. Прям вот так, О. да. А на газовой плите можно это сделать? Да, конечно, можно. Только желательно газовую плиту ложить фольгой, чтобы сок не испачкал плиту. То есть мы берем гуся и просто его вот так над плитой. Да, крутим. Над огнем туда-сюда. Да. Только самое главное не увлечься и не приготовить его на газу. Они больно кусаются, и у них очень трудно своровать яйца. Вытягивают шеи, бегут за тобой. У меня мама их выращивает. В старые времена это было блюдо, которое преподносилось королям, там, лордам. Так, но сейчас мы будем обрабатывать мясо от кости, поэтому я думаю, что вам нужно одеть фартук. Вот так, оп. А для чего нам нужно отделять мясо от костей? Мы же варить его будем вроде. Конечно, мы сделаем такую двойную шурпу. Мы отварим скелеты вкусные, сделаем классный, вкусный бульон, а мясо обжарим на сковороде, и получится шурпа насыщенная, вкусная и без костей. Будет удобно есть. Делаем надрез вот здесь, вот так. Ага. Затем вот здесь есть косточка. Так. Мы делаем надрез над косточкой, вот так. Делаем надрез вот здесь. Вот здесь. Ну, такой небольшой, чтобы нам было легче идти. Как вы это делаете? Все. Вот так берем пальцем, вот так. А теперь ведем по кости ножом, просто играючись. Саш, это на каком курсе института учат? Это на втором. Затем, как только мы... То есть я сразу на второй курс перешел уже? Да, я думаю, что сегодня мы и закончим сразу институт. Затем берем и вот здесь делаем надрез еще один. Снимаем, да, вот так. Снимаем как бы грудку. Видите, на кости не остается мяса. Это очень хорошо. Я думал, что кость всегда лучше с мясом. Это нет, жирнее, нам главное мясо же в блюде, мы будем есть. А кости мы потом в сторону. Так, теперь у нас крылышко. Так. Делаем вот так. Затем у меня... вот так. Если трудно, то можете делать вот так вот. Раз. И продолжить. В кулинарном институте. Вот там как зачет? Условно, зачет по картошке или там зачет по супам. Как это происходит? Ну, там идет сначала само приготовление блюда, и его раскладывают на составляющие. То есть продукт, обработка, процент обработки, составление этих карт для того, чтобы получилось полноценное блюдо. Целая теория, так можно сказать. Вот эту часть крылышка мы кладем к мясу. Которая нижняя или верхняя? Нижняя. Нижняя, да. А это, так как гуси у нас уже чистые, опаленные, мы бросаем в холодную воду, в казан. Я почему-то думал, что мясо всегда надо бросать в горячую воду, нет? Ни в коем случае. Есть такое как бы правило. Если мы хотим получить сочное, вкусное мясо, мы его кидаем в кипяток. Если мы хотим получить классный, вкусный, наваристый бульон, мы кладем в холодную воду. А почему так? Потому что, когда кидаешь мясо в кипяток, поры закрываются, мясо остается как бы, то есть внутри весь сок, но бульон получается слабым. А когда ты мясо, прямо такое вот живое, бросаешь в холодную, начинаешь варить, мясо постепенно отдает свой вкус и сок. И получается офигенный, вкусный, наваристый бульон. То есть надо выбрать, что мы будем есть, мясо или бульон? Вот поэтому мы сегодня делаем две техники. Мы бросаем в холодную воду скелет и начинаем томить, получать классный, вкусный бульон. А мясо вкуснейшее мы обжариваем, закрываем поры и потом уже бросаем в кипящий бульон. Отлично. Теперь самое интересное, да. Берем ножку и делаем вот такой надрез. Раз, два, три. Ломаем косточку и надрезаем. Слушай, я что-то опять не так с ногами. Все отлично. Ноги это не мой вид спорта, я понял. Да, я когда работал врачом, я шучу. А вот здесь было очень интересно на самом деле. Когда ты вот ломаешь ногу и говоришь, когда я работал врачом. Обязательно убираем вот эту часть.
Вот так. Попа, это же очень вкусно, я слышал. Ну, вот эта вот часть, она не очень вкусная, поэтому... Почему? Мы ее удалим. А мне бабушка всегда говорила, что птицы самое вкусное – это хвост. Тут просто есть железы, которые не очень. Невкусно. Да, выкинем. А это железы, это у мальчиков или у девочек гусей? В анатомии с гусями я еще это у меня в будущем разобраться. Отрезаем шею сильным движением. Слушай, ну это тяжелая работа, повар. И вот раз ее. Если нет, то вот так делаем. Все отправляем в воду. Вот это все мы будем сейчас вываривать. Отправляем. Включаем плиту. Смотри, а мой не тонет. Волшебный какой-то гусь. Я вот сколько с тобой работаю, все время у меня был вопрос, почему ты так любишь гусей? Почему ты везде все хочешь приготовить из гусей? Гуси – это сложный продукт. Вот я повторюсь, их кормили за 2 недели до убоя яблоками. Зачем? Если этого не сделать, мясо не будет таким сочным, вкусным и ароматным. Я правильно понимаю, что если ты выращиваешь гусей и кормишь их яблоками, ты можешь, когда их продаешь, ставить табличку и писать «гуси яблочные». Да, на самом-то деле, я думаю, что рублей на 150 можно даже цену поднять. Я что-то не то сделал. Не каждый. Владимир усовершенствовал разделку гуся. Я поздравляю вас. Видите, что получилось? Грудка на кости. Грудка на кости. Да, получается как котлета по-киевски, Олег. Котлета по-башкирски. Да. В следующей программе мы обязательно приготовим котлету по-башкирски. Все мы любим салат. Обычный деревенский салат. Нет, помидоры, ялтинский лук, зелень, да, сметанка. Я понимаю, что подать банально салат я не могу. Должен быть какой-то финт. Я взял это все, пробил в блендере и сделал такой замечательный вкусный соус. И подал крымской камбали. Слушай, это какая-то разводка получается. То есть человек приходит, вроде бы просит какой-то необычный салат, а ты ему даешь обыкновенные помидоры с огурцами, так? Мы это называем, там, допустим, камбала в сочетании с тем-то, с тем-то и с тем-то. Саш, я уже устал быть поваром, если честно. Ну, я надо понял, потерпеть, надо немножко осталось, совсем чуть-чуть. Я понял, что это тяжелый хлеб. Сабантуй, в принципе, я считаю, это практически русский народный праздник. Ведь не зря же говорят, поскреби русского, найдешь татарина. Ну да. Каждый из нас немножко татарин. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Гуси. Будете готовить вместе с нами? Будем. Замечательно. Сейчас мы разделаем, я уйду. Да? Ваша очередь. Шеф-повару нужны помощники. Да, хорошо. Проходите, мойте руки. Я наконец-то займусь своим делом. Проходите, пожалуйста. Меня зовут Александр. Мадина. Очень приятно. Мы сейчас будем готовить овощи к нашей шурпе. В некоторых рецептурах к шурпе кидают все целиком. Я сегодня буду кидать и целиком, и буду резать. Я буду миксовать нарезки для того, чтобы было и удобнее есть. И берем и быстренько нарезаем вот так морковочку. Вот таким движением, плавным движением ножа. Давайте я вам даже... Берите нож в руку, ничего страшного, берите. И пойдем вместе. Вот так, вот так. Все, и теперь погнали, играющись. А какие специи вы кладете? Зира, лук. А лук же это не специи, да? Это... Ну почему? Да. Лук обязательный такой. В моей шурпе очень играет огромную роль эта зелень. Я возьму такую чудо-мясорубку. О, да. Представляете, да? Да. Вспоминается детство такое, да? Ну, а то сейчас вообще разленились. Есть. У нас у мамы еще есть вот такая мясорубка. Возьму петрушку, отрежу кочерышки, я ее вот так порву и буду крутить на мясорубке зелень. Я люблю, когда вот именно присутствует такая, как бы, а-ля такая ручная работа. Если мы перебьем в блендере, выделится очень много сока, и не будет именно вот этих вот крупиночек, которые мы добавим в конце в шурпу. Добавляем базилик. Беру зелень. Слышите, какой аромат? Да. Да, уже можно просто сейчас посолить. Чудо какое-то, а? Кинза. Прям порву ее. Прям не активно кипит. Не активно кипит? Да, это специально так. Да. Ни в коем случае бульон не должен закипать активно, потому что он будет тогда мутным и некрасивым. Все должно идти постепенно. Я возьму немножко еще тархун. Тархун. Добавим немножко ароматного укропа, только совсем чуть-чуть. Укроп имеет очень такой яркий вкус. Я помню из детства, когда мама меня просила перекрутить мясо,
я крутил мясо, а потом для того, чтобы ничего в мясорубке не оставалось, я делал обратно. Да, помните эту технику, а? И потом обратно, и ничего не оставалось. А в котлеты кусочек хлеба, да, в конце. Добавляли в конце картошку. А потом это вошло даже в классические наши блюда семейные. Картофель в котлетах, он придает сочность и да, вкус. Вместо хлеба я тоже добавляю картошку. Видите, у нас с вами очень много общего. Общего, да. Я вместо хлеба картошку тру на терке. И очень вкусно получается. Вот такая замечательная приправа. Это только начало у нас получается. Я беру замечательную смесь к шурпе. Здесь и кориандр, и зира, и кумин, и много-много ароматов. И добавляю в зелень. Смотрите. И теперь я возьму 2 острых чили. И прям порежу прям семечками. Может быть, кто-то еще хочет помочь? Хотите? Проходите, пожалуйста. Друзья, вы знаете, вы знали, что если вы пропустили сбор пенки, что нужно сделать? Процеживать? Нет. Вы добавляете 300 грамм, 400 грамм ледяной воды и пеночка опять поднимается. Здравствуйте, меня зовут Александр. В классической шурпе в одних из рецептов лук кладется целиком. Но мы хотим, чтобы лук отдал весь сок туда. Поэтому мы должны с вами порезать вот таким способом. Плавным движением ножа раз. И вот таким движением. Мадина, большое вам огромное спасибо. Я очень рад искренне знакомству. Это складываем в миску и займемся сладким перцем. Да. Мы возьмем разных цветов. Да, конечно, потому что кушание должен быть не только аппетитным, но и красивым. Правильно. Вазген, а что, вот, по твоему мнению, самое главное в твоей авторской шурпе? Это вдохновление, так как, скажем, из 33 букв тот же Пушкин сочинял шедевры, а кто-нибудь сидит, я не знаю, в Петрозаводске и пишет кляузу, да, так и Журкин. Этими же ингредиентами он сочиняет шедевры кулинарного искусства, а я простой человек, я буду просто помогать. Ну что, Вазген, большое вам огромное спасибо за помощь. Я очень рад нашей встрече, вашей помощи. И сейчас все будет готово, я жду вас на эту замечательную шурпу. Ну что, друзья, овощи у нас подготовлены. Именно такой способ приготовления шурпы, когда из костей вывариваешь все, что можно, весь сок, это очень полезно также для суставов. Скелеты от башкирского гуся у нас еще варятся. Я займусь опять зеленью. Я буду смешивать сметану с кинзой и петрушкой. Почему я выбрал 2 этой травы? Потому что они действительно дополняют друг друга и не мешают вкусовым качествам. Беру сметану. Ох, фермерская, домашняя сметана. Ох, прям масло. И добавляю прям к зелени. И добавлю чуть-чуть чеснока. Зелень, сметана, чеснок. И хорошо перемешиваю. Посмотрите, какой крем. Ну а теперь самое важное дело. Я разогрел масло, кидаю веточку розмарина, 1 маленький чили, кипящее масло. И обжариваю вот такого замечательного гуся. Я закрываю поры для того, чтобы весь вкус и весь сок остался внутри. Потом я буду это варить в казане. Я проварил скелеты башкирского гуся 2,5 часа. Я думаю, это будет достаточно. Сейчас я их буду вынимать и загружать обжаренного гуся. Как только я закончу бросать мясо в казан, я сразу же добавлю репчатый лук. Лук прям придавливаю его так слегка и бросаю гусю. Я хочу, чтобы действительно лук весь свой сок отдал бульону. И в конце приготовления шурпы он исчез. И остался только вкус и аромат. Я порезал помидоры.
сочные, ароматные помидоры и также раздавливаю и добавляю в шурпу. Все, отличненько. Теперь я жду, пока это прокипит минут 20. И я думаю, что мы можем заняться пирогами. Ну что, друзья, мы продолжаем праздновать праздник Сабантуй. С разными начинками. Вот эти вот курятники, рыбники, учпич, мак. Я знаю название, но никогда не пробовал. Треугольник с картошкой и с говядиной. Это очень вкусный пирожок. Это обалденно, это самый мой любимый пирожок. Молодой человек, молодой человек, можно вас на минуточку? Меня? Конечно, я чувствую, что вы прям рождены для готовки на нашей кухне и любите пироги. Ну, могу съесть пирожок. Меня зовут Александр. Дмитрий, а где пирожок? Мы сейчас будем с вами готовить. Только еще готовить? Пожалуйста, фартук. Да, давайте. Вот, оп. Ага. Сейчас, и для того, чтобы сделать вкусные пироги, нам нужно сделать вкусную начинку. О, баран. Ягненок, он молоденький. Молодой баран. Добавил немножко курдюка и приправил чуть-чуть солью, чуть-чуть. Теперь я разогреваю замечательный сотейник. А почему эта кастрюлька называется сотейник? Я всегда хотел Потому спросить. что на кулинарном жаргоне он называется сотейник. Не бей меня сотейником, да? Я когда прихожу поздно домой, жена бьет меня этой вот штукой. Погнали, наливаем кукурузное масло. Почему кукурузное? Потому что кукурузное масло при повышенной температуре 80 градусов и выше не расщепляется. И не получается горечи, и оно не горит. И добавляем замечательный белый репчатый лук. Коллега, я могу уже соль? Солите чуть-чуть. Никогда сразу продукт не мешайте, потому что из него выходит сок и получается не очень вкусно. Я обычно дома миксером работаю. Да что ж у вас там за дом такой, я не знаю. Ну что, будем замешивать потихонечку тесто. Да, шипит не надо еще? Минуточка. Главное не торопиться. О, этот инструмент мне знаком. О, до сих пор. Все, отличненько. У нас есть с вами молоко. Ага. Мы добавим немножко маргарина. Ну, почему именно маргарин, Александр? Ну, потому что сливочное масло будет очень сильно жирно. А маргарин, он такой нейтральный. Чуть-чуть, чтобы да, я вот не беру, сильно жирно. аккуратненько отправляю в молоко. Затем я беру соль. Добавляю по грамулечкам, сахар. Главное, чтобы лук не сгорел. А то мы сейчас наколдуем с вами. Пришли поклонники мои. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете его? Конечно, знает меня. И теперь высыпаете муку на стол горочкой. Только горочкой. Хорошо. Та-дам! Я отойду. Это горочка? Сейчас будет горочка, подожди. Эверест. Я теперь понимаю вашу супругу. Да. Ее тоже сразу все начинают понимать, когда я начинаю что-либо делать. Готова горочка. Александр. Теперь делайте воронку. Вулкан. Воронку. У вас сейчас вулкан. А теперь сделайте в вулкане воронку. Есть. Кратер. Вбивайте сюда 3 яйца. А я добавлю фарш. Так, прям в лук. Вот правильно. так. Сделаю его Я вкусным, насыщенным. И когда я добавляю мясо, я ни в коем случае сразу не перемешиваю. Я жду, пока оно поджарится. Когда я добавляю яйца в муку, я сразу не перемешиваю. Я подогреваю молоко, чтобы у меня растворился сахар, соль, маргарин чудесный. Пока я слежу за молоком, отправьте, пожалуйста, морковку в нашу шурпу. Отлично. Теперь плавным движением руки вы аккуратненько начинаете тут перемешивать 3 яйца. Представьте, что вы в песочнице. Да, мне это очень нравится. Я же скульптор по второму образованию. Я думаю, сегодня у нас пирожки будут от великого скульптора Дмитрия. Скажи, пожалуйста, я могу испортить тесто, что-то я чувствую? Не, под моим руководством, я думаю, навряд ли. И чуть-чуть добавляю жидкости. Видите, у меня в сотейнике нету сока. Это очень хорошо, потому что весь сок остался в мясе. Подтверждаю. Как оно, запах? Обалдеть. Я там положил морковку, посмотрите, вроде бы неплохо. Вы куда ее положили? Рядом, я не пойму. А, нет. Шурпу. Правильно, в шурпу. Я забрасываю в шурпу картофель. Для того, чтобы наша начинка была более мощная и вкусная, я добавлю замечательный сыр. Чем больше посижу, тем больше наловлю. Чем больше наловлю, покушаю сытнее. Как там, Дмитрий, у вас дела? Ты знаешь, вам хорошо. помощь не нужна? Заходите, пожалуйста. Помогите нам.
Заходите, заходите. Александр, Лидия подошла. Очень приятно, да. Здравствуйте. Лидия Михайловна, покажите Дмитрию, как это делается на самом деле. Тесто очень хорошее получилось. Конечно. Мы старались. Тесто надо вот так туда, чтобы оно наполнялось кислородом. Ну что, друзья, а я, наверное, добавлю сладкий перец. У меня есть замечательный вяленый гусь. Я буду его рвать и бросать в шурпу. Шурпа приобретет замечательный, восхитительный копченый вкус. Червячка можем, да? Как там у вас дела, коллеги? Отлично, мы делаем червячков и трубочки. Александр, какие мы будем пирожки, большие или маленькие? Маленькие. На зубок. Да. Ой, средний любимый это же размер. мой любимый размер. Средний пирожок. Шеф, это мой первый кружок. Или больше, меньше, больше. Это очень хорошо. Вы можете делать даже вот так вот раз и вот так вот катать шарик. Вот так. Или если вам не хочется, можете делать вот так, да. Отлично. Или вот так вот. Друзья мои, а у меня есть предложение. А давайте все вместе. А давайте, кто хочет, просто подходите и будете пить свой пирожок. Подходите, пожалуйста, просто вот, руки чистые, все. Подходите, каждый катает, вот фарш. Давайте сделаем такую дружную. Дружный пирожок. Да. Команда гусей справилась с задачей. Молодцы, браво вам все, лучшие. Ставим расстойку и ждем приготовления, а мы пойдем готовить дальше. Я думаю, что наши пироги надо поставить в духовку. Оп! Да. Я вам благодарен за помощь. Жду вас всегда. Спасибо, шеф. Гости. Шурпа уже наша почти готова. И ее нужно красиво подать. Бутылка, это понятно, обязательно, я думаю. Выпивку, кто выпить любит. Мухоморами. Закуски и красивые стаканы, рюмочки там. Зайчиками. Из яиц. Главное, блюдом, людьми. Кто желает? Идите тоже сюда. Отлично. Это украшение пришло к нам из Китая. Я вас попрошу взять морковочку и аккуратненько почистить. Пожалуйста. А вы, пожалуйста, дайкон, морковь. Мы слегка выравниваем. Вот так. Делаем такой а-ля квадратик. Я беру и таким движением руки, смотрите внимательно, задавливаю чуть-чуть. Чуть-чуть. И делаю вот так. Оп. Сложный процесс. И вот так вот я иду до кончика. Все. У нас с вами заготовка готова. Теперь я включаю чудо-слайсер. Делаем вот такие Ой, красота. лепестки. Если нет слайса, можно сделать экономкой. Вот так. Двумя пальцами кладете на эту руку. Двумя пальцами берете и делаете скрутка. Делаете скруточку такую. Затем берете две зубочистки и делаете крест-накрест. Берем лепесток и делаем вот так. Раз, два. И нанизываем, давайте вот так пойдем, на зубочистку. Берем следующий лепесток и делаем так же. Раз, два. И также нанизываем на зубочистку. Берем еще один лепесток. И морковка превращается Супер. в цветок. Просто супер. Я беру дайкон, делаю такие вот кружочки. Если вдруг вы делаете дома салат из дайкона, и он слегка горчит, вы опустите его в холодную воду минут на 15 по проточную. Интересно. Горчинка уйдет, у вас останется хрустящая, бодрая такая редька. Значит, берем один лепесток, оп, и делаем вот так. Воспользуйтесь помощью зубочистки. Затем берем еще один лепесток, складываем до половинки и делаем вот так. Делаем розу. Вот так. И так повторяем по всему кругу 3 раза. Вот такой простой цветочек у нас получился.
Большое вам спасибо. И вам. Огромное. Шурпа готова. И теперь мы будем сервировать и украшать наше замечательное блюдо. Погнали. Возьмем немножко перчика прям разноцветного, посмотрите. И, конечно же, я